43. Статья 43, вот как я говорю, Хитинел, статья Ушуичугар. Уважаемые, после этого, в соответствии с этим, в 2002 году вообще низам приняли, вообще государственное, уже Чеченская республика Ичкерия стала исламским государством в соответствии с этим подлогом, понимаете, уважаемые? Благодаря вам муфти стал чиновником, который начал говорить направо и налево всем журналистам, что Чеченская республика, то есть наша конституция, это Коран, мы строим исламское государство. Из моих проблем, Хокун личности, был волш. Плевать тут хотели на его личность, на другие личности. Там у нас сотнями, тысячами такие ребята погибли, короче. Вообще, хакер, был бы санде, хош, милшкуцаха. Но хакер и инел подлоги, изучить важно. Никто его сделал. Идигов, там, может быть, Сидоров, Иванов, нам по барабану это. Вот эта личность, которая это сделала. Там, Масхадов и Хилля, Яндарбиев и Хилля, Тхаворя, да, из Кашчур Хилля, а? И Нейслин Дацбах из вообще антигосударственно, антизаконно. И благодаря вот этому сейчас Кегина ехать дальше, ой, гунадина, бусуддин, цадьези, гунадин, цадьези, бо. Бусуддин, он, хую, цаха, иди, гавин, цаха, я чана, цаха, всю жизнь, что, хуй коммунистический, цаха, номенклатура, да, абсолютно, и по сегодняшний день, худу, цаха. Ищ ситуацию, еще, короче, против Шамел Лелин, чун Шамел Лелин, самогушел, из статьи Шаюч полностью сам себе противоречит, сам себе противоречит, как он нарушал этот человек, закон, он не помнит якобы, да, потому что у нас ветви власти разделены, у нас три ветви власти, государство, законодательная, исполнительная, судебная система. Он, нарушив этот закон, был в двух ветвях власти. Один раз был депутатом, вернее, в одно и то же время был и депутатом, и министром иностранных дел. То есть полностью нарушает Динмау и Сухайна и Конституцию. Еще в мирное время. Сейчас, потом то, что они там заложили вот это в 94-м, 6 году, Союз Санчин, 4-я или 5-я статья была. 4-я статья, пункт 2, ну или же 4-я статья, параграф 2, пункт 2, пункт 4. Изъяли, как пункт 6, то есть изъяли пункт 2, где сказано, что ни одна идеология не может устанавливаться качестве, во главе государства в качестве официальной идеологии. Вот этот пункт изъяли. Следующий пункт. Религиозные объединения отделены от государства. Вот этот пункт изъяли. И ввели пункт, в котором сказано, что в Чеченской республике Ичкерия государственная религия является ислам. Даже не изъяв вот эти два других пункта, если бы они ввели вот этот пункт, даже тогда оно так вредно нам не было. Потому что вот эти два пункта, они подчеркивали, что религиозные объединения отделены от государства, и идеология не может быть во главе государства официально установлена. Вот, и мое еще главное. И что я как в Европе, дуй государственной религии, дуй дуй, да, хуза здесь тоже номинально вот так записано это. Но там вот эти два пункта не изымаются. И по стих Матвей, Евангелие от Матвея, стих
200 гунядинок, вот так вот здесь, и никто как бы не решает это дело, потому что идеология запрещена в Агове. А вот именно ищи пункт, даяхкар, чучур, они тем самым заложили вот эту мину. Введя незакон, и так ищи, даях, незаконно ввести на царь государственной религии ислам. И так хотим, да, опять-таки же, да еще ждаться. Но даже ищи момент, царь, изъять, царь, адить читаха, но им не позволяло бы. İşte şahada yok процесс мою, yok, короче, мин мою кайр заложительно, сумма. И вот шадек дальше, что я хотел, есть тут я стоять, дешь, унадина кан, бусубдина цадиес, а унадин какой-то закон, конституционный, в конце, конституция, кажется, какой-то закон, о котором знать не знают вообще. Я закон, закон, юка, шлех, на цадех, на я решу, и дах, баку, яцер, и чунт байла, байцер, просто именно идеология. Хочу туану, и решаю проблему. То, что потом. Понял, понял, а? Запись солнца это деши чавал. Биг пайда амады. На юга виду изам, стора, сюга, да, мол. Ибрahim, Дальше. Ибрahim, Дистро. It's also another time. Bakınız ve هنا ساعد لي عليها حيش خلص بدأ تخشوا بوخ شوية قبل ديش بشارك ينا دخلت ليش تيجي شارك Конституция это не сакральная корова. И хэши, бас, как да, вот, сакральная корова, да, корова, ну, им, короче, цена государства, да, это не самое важное в этой жизни будут цели. Но на государственном уровне, как не самое важное, когда у тебя должны быть взаимоотношения с остальными странами, с этой мировой общественностью, люди же сначала посмотрят, на какой основе построено твое государство, твой дом, на основе какого-нибудь каннибализма, разрешенного внутри государства, на основе закона которого можно наказание покушать человека, потом говорить, что все соседи это потенциальные, короче, потенциальная пища, хау самому, хау конституцию, хау бухтяму, моя сакральная корова. Так внутренний структур, мой хажлибы государство, хоть инвестиции шхалило, хоть бизнес, торговля, отношения шхалило, хоть государство, мацагуль, и мою основу, основа, туда Ай, мало, ребят, нога, просто квашено, яшрич, хошам, недоразвитый еще, да, государство. Ура, то, что закон, что бухаются, цулец, диктатура, ла, совокила, откала, бетер, ура, душ, буш, ла, тош, водуй. Цуде, моя царь, яш, взаимоотношения, посольство, яш, чат, цавой хубу хажибем, цавой бухубу хажибем, била, мада, цамда, свой, цаума. Я мобила, что цахами кулашка. а что у нас сакральная корова? Шариат, получается, что ли? Вот вывод такой остается, единственный. Вот я первый раз слышу о поправках в Конституции, что они вот так вот сделали. Вообще, на самом деле, надо каждый вечер собирать именно на вот этой вот странице ЧДП и разбирать по частям Конституцию и записывать эти эфиры и закидывать в YouTube, чтобы молодежь была в курсе, в каком году, когда эти преступления, какими людьми, подписи какие были поставлены, кто участвовал во всем, кто был председатель правления, как принимался закон, от какого числа. Все это нужно, если есть, это все нужно гуч дахуш. Есть молодежь не только та, которая заходит сюда и матерится, а которой будет это интересно, как это было на самом деле. Я считаю, что нужно вот это делать каждый вечер. Понемножку, по 30-40 минут разбирать вообще Конституцию изначально.
Вот ЧДП именно стало костью всем многим в горле, что освещало вот эти вот темы. И как мы видим, что ЧДП не пользовалось не особой популярностью, то есть в смысле теми, кто готов это выслушивать, принимать участие в дискуссиях и так далее, и так далее. То есть политикой у нас интересуется мало. У нас интересуется более такими популистскими делами, какими-то разборками, какими-то еще чего-то, да. Поэтому мы как-то пытаемся налаживать отношения там, с общественностью, как-то, чтобы нас услышали, чтобы подключились, да возоглавили бы, ради бога, но чтобы дали понять, что мы в яме сидим именно из-за этих, как им кажется, несакральных коров. Мы именно в яме, поэтому и находимся. Если когда допустим, какой-то человек поступил, совершил преступление, указали его национальность, допустим, нашу, и сказали, а кто он, откуда, а что у них за закон? Да, у них там по закону в семье, в роду, там, в клане исламское государство, видите ли. Там, ну все понятно тогда. Все, точка. Но на самом деле это великое преступление против народа. Даже вот эта поправка, про которую сейчас говорит Ибраим. Это наивеличайшее преступление против народа чеченского. Я и говорю, абсолютно аналогов этому преступлению я лично не знаю. Если кто-то знает, подскажите мне, чтобы вот так подлейшим образом, когда его народ ведет войну, когда его народ истекает кровью, кричит от ран, убиты дети, убиты там братья, сестры, они идут и меняют нам наш паспорт, нашу основу, наш фундамент, нашу домашнюю книгу. У каждого, у кого дом есть, как эта книга называется, да, если у тебя этой книги нету, то твой дом не дом, то есть не твой дом. Иди на войны. То есть они ничем не лучше ни Путина, ни Кадырова и ни всех остальных, как минимум. Так они хуже них, они сделали сам, и Путин, и Кадыров, это и в данный момент, наверное, не настолько изначально было изменение. Они еще хуже сделали, чем Путин и Кадыров. И продолжают, насколько я слышу, они продолжают эту политику вести. Абсолютно верно, потому что и Путин, и Кадыров действуют против нас, против нашего народа, государственности, открытую, то есть заявляя об этом. А эти, сидя внутри нашего общества, заявляя, что они такие же, как и мы, что они там и эти, и там, и, короче говоря, там тейпы, не тейпы, тукумы, не тукумы, высокие папахи и высокие воротнички, собираются где-то там, короче говоря, всякие конференции, и вот нам подсовывают вот эту вот собаку. В первую очередь на него нужно подать в суд, как на председателя правления, который принимал решение, ставил свою подпись, кем был собран этот одна шестая часть депутатов парламента, которого не существовало. Вот на него нужно уже сейчас даже ждать не нужно, нужно подавать на него в суд. Из-за МУБО, что типа это не я принял, 2/3 должна быть там депутатов, чтобы принимали. Ну, как бы, вот, ну, с одной стороны, Шиентер и Дададу штуку, а с другой стороны, он сам себя закапывает, потому что там никакой 2/3 депутат сидят. 21 или 27, я сейчас вот эту цифру ошибаюсь. И несуществующий депутат, Hoş bu yuha инициатор, hoş mu bu цумелдо хума. Иди Гави, Яндарбиеви, и вот остальных своих подельников, если бы они полностью рассказали бы, кто эти задолженности давал по $2000, откуда бабки шли, кто заказывал там, еще так разобрать, откуда это все идет. И это важно было бы, вот эти, как Русня вмешалась в это дело, выяснить, да? А кем мандаты были также несуществующим этим выданы, да, получается, этим депутатам? Кто эти депутаты? У них нет никаких мандатов, нету. Уже давно сложили. В 93-м году весь этот депутатский состав. Он был распущен. Да, люди вышли там, ну, Дудаев тоже как бы в одном дыхании с народом, от себя тоже их как бы распуск. Хотя президент не имеет права распускать, дала он на стороне народа свою позицию подчеркнул. И как бы распуск изъязен. Иди говори, и, по-моему, 10 всего их депутатов было, которые самые первые сложили мандаты и отошли к президенту, то есть встали в команде с президентом, сложив свои депутатские мандаты.
И за ними потом остальные все до масонах, короче, уже как бы вот это недоверие, ёлш, уже шехатату на дальше, все люди, все эти депутаты сложили свои мандаты. То есть все уже адыки на царь. Чтобы в следующий раз они имели право голоса или чего-то изменять, снова должны пройти выборы, и люди должны проголосовать за них и снова сформировать этот парламент. Его уже нету тогда. Там люди были, не народ был высший, давили это. Это матросы были и другие элементы преступные, подмосковные. А вот это уже в 97 году, когда новый парламент, уже законный, когда люди проголосовали, выбрали парламентариев, и Дигов им подсовывает, его тогда тоже выбрали депутатом во втором созыве. Но он уже им подсовывает фундамент ВРСС. Вот эту конституцию уже с подлогом, то есть подмененную. И уже те смотрят, там, государственная религия, ислам, и она как бы является уже часть государства, религия. Потому что идеология, вот этот пункт изъят там, что не может во главе государства быть установлено официально. И пункт, который разграничивает, где сказано, что религиозные объединения отделены от государства. Все этих пунктов там уже нету, уже их стерли оттуда. Если вот этот государственная религия, ислам, приняли они, якобы 21 стагула, то вот эти два пункта, когда вычеркивали, и вообще хайт надо. И второй парламент уже от этого болота пытается отталкиваться. Там всякие шариатские суды. Раз государственная религия ислам, да, шариатский суд, это государственный суд. Расстрелы, да, по шариату, потому что государственная религия ислам. И там нету запрета идеологии быть во главе государства официально установленной. И нету запрета, чтобы религия как бы отделялась от государства. Кража Все, чиновника правильно. соседней республики тоже разрешено. Это кефиры. Можно красть чиновника соседней республики, также и других граждан. Было, Ибраим? Ну, по исламу это так получается. Полная То есть там... дискредитация, да, чеченского народа в лице терроризма. Вот отсюда и вопрос, почему говорят чеченский терроризм. Да, по религии, ну и по исламской религии, которая отныне стала во главе государства официальной, по исламской религии большинство ученых позволяли воровать людей на другой территории, на территории России, чеченцам, и привозить их в Чеченскую республику, и там их потом продавать. Ну, совместно с ФСБ, соответственно, это делалось все. И эти исламские ученые тоже с ФСБ работали, соответственно. Но дело в том, что эти исламские ученые, большинство по религии ислам, они позволили воровать людей и их на нашей территории уже перевозить туда и оттуда торговаться ими. А некоторые, меньшинство исламских ученых, некоторые, они позволяли воровать людей и на территории Чечни, Чеченской Республики. То есть вот к нам приезжают журналисты, к нам приезжают вот эти сотовую связь, которую англичане хотят устанавливать. Вот некоторые, меньшинство, некоторая часть ученых исламских офицеров, они позволяли и их тоже воровать, и их красть. Ах, там все, запустительный механизм, он работает. А хинт вахахин, цахунадин цер, идуич бешбат, цер шей хунадин, прошлый, шаш,
هنادي قيل قيرتي هو прошлый قير идигов هو прошлый нех А вот этот чмок, про который вот первый сейчас, он сейчас где? Политическое убежище в Европе или он в Турции? Который вот сейчас давал вот это интервью, он сейчас где находится? Ему Европа дала или он там же в Турции прячется? не, это идигов هو здесь во Франции Чунгар интервью ечка штага солнца аж понаю тоже. Нет, я имею в виду, вот этот Идигов, он сейчас в данный момент где? Он в Во каком, у него какой Франции, статус? Он попросил политическое убежище и получил как этот, или как беженец он получил этот во статус? Франции на всех правах полностью там, по-моему. И Гуерса, так уже вылетело, что-то хотел сказать. Имеется в виду это, один шесть прошлый и тиези на один. Товарищ позапрошлый, хуите туалла. Поза аж болен был, там дальше тречур, иди и прошлый и туалла. Или первый топ макуэсен шудоуда дойд. Нохчичур, пятк швирка теш. Сухайна герзат, духалда хуйтен, аж чубахкен был, эскабуй, аж киген был, палли. Аж хочу уезен был, специально герзат, духал болар. И прошлый ити, а вич, мил ху прошлый ухер вич, я не пойму. خير ويستينو جماعة خير ويستينو государственной религии исламной خير заигрывать линил جماعة движение إشايل и бандитизм я же интига يخصلت اتجاه جماعة تفسكي даюлелил партизанский отряд ушуич и прошлом мясте хуич и цахалит хацауэн хаз официальный вооруженной силы ичкери эл ходаху истич от жамаат юкабелш волкегенах тига цабелша тергар шан это бай сопротивление ючел официально ючел аш واحد تسن تتعينو استруктур سوق غور مبرناخ يشتغلر هما شابش ودعيس بودر هما شادل اخش يا بيجت يا вооружение او تسول تمرش روات ديش فقر حقو يشخلول اسبرايچكا تفورم نشي يرشي وش ميچهر شيها إشايك إش خطيب عدتني عري دا تسليتشوش دا تسيوخش خطيب إشادك عدتني عري أوز جير زت صحوم ليلور مدري تيجا أوتوماز يتخيل ريتر أشوق يعني جماعة شيء أشوق يعني бандитизме уже отталкиваясь от этого сопротивления и нахтига غير я лучше Тик дальше худует стецо. Сом просто сайк хатесен первый раз ладу ушло, что очень что тебя походу интересно, умный шлюич. Приход сатинерасер. А где можно полностью послушать? Сунца сюр хатесна, видимо, полностью скачать тен шисат дух кута. У него свой канал, да, есть? Ну, как я понял, это на канале Государственники записан. Ну, попроси, кто тебе отправил полную версию, пусть нам скинут, мы тоже послушаем. Все вместе. Полный елчух, тердух и скачать тен, 2 часа здесь. Ну, давайте все равно все молчат. Лучше на пользу это время потратим. Послушаем лучше это. Или ссылку дать в общий чат, пускай все послушают, потому что... Халла тёшу, общий чудо, что-то халла тёшу. Да, включи все вместе, послушаем, и потом будем комментировать уже. Потому что если они с темы, с Конституции, там, с нашей темы политической сойдут и начнут там проповеди толкать, то нам вряд ли это уже интересно будет. Сонде Барресом. Ну, там уже, когда понятно же будет по разговору, если что, выключим уже. Да, можно и так. Халла тёшу.
И, Брайан, ты сделай сначала, потому что очень много людей после этого зашли. Прям изначально то, что мы послушали, сначала сделай. С самого начала Аллах Тюршунта. Это была уже 12-я минута. Я прослушивал их Давай, с давай, момента, как сначала лучше. приход. Давай, давай, Ага. Грузии. И протесты Нахбуль, которые протестовали, они ушли, эти дураки, Грузии. Эти дураки пришли и ушли. То есть фактически они там еще будет продолжаться это дело. Сам минута свободела. Я буквально через минуты 2 сейчас включу. Сажим проблемы устройства. И протесты Нахбуль, которые протестовали. И протесты Нахбуль, которые протестовали. Они ушли, эти дураки, Грузии. Эти дураки пришли и ушли. То есть фактически они там еще будет продолжаться это дело. И они будут там биться за это.
Так, в любом случае, Сугюна Масана контролируешь Аскану, и Саакашвили прорусский, Сигадол Айдол прорусский, соответствует документ о инагентах, иностранных агентов. Это значит, что любой шенгал это иностранный агент, поэтому закон чего лишится в России. İşte nagasan sigar adam derik ratsooti derik adam azotto das хагучаур. И что много сигардар. В основном Гуржия цара мела атаинбу. Это раз. Во-вторых, Шунхай Цаасона, еще когда был этот Саакашвили, Цугайна, да? Сега мельвел цер еще производстве, вплоть до канализации, железной дороги, станции, ну, может быть, не все, но 80% Мошу куплено и владеют русские. Знаешь? Тоже еще? Куплено на деньги русских воров. Да. Даже железная дорога, даже там эти подстанции, еще тогда. Что-то вал резбо чмбори, Саакашвили, чмасо. Еще я говорю, его шурас. Все равно они там, то есть они фактически заправляют всем их хозяйством. Владельцы они, владельцы. И царь Хахуяхан, да, Саяхцас, ну, Иванашвили, он как раз таки это асхшашем Бог бешпуш. Ну да, мога. Ханзам есть от аварбы, и что спела цеца ухуля. Но в любом случае, Гурджи, что слышь, мабатиш, они не лают в ухалю, чего-то слышь, да. Вот эмцах есть он, что слабый, будешь относительно, а так у них есть специалисты, у них есть хорошие специалисты по праву, по международным отношениям. У них есть исторические такие, значит, документы, которые они, в общем, знают, что историю, архивы, что юцер относительно. И что мдух Саакашвили царь аудал цигвауан, там что-то сделал, цигчик, на царь царь чувал, волшу до сих пор, они через год войл хадешвар свехач. Ее взяли там, а закабаш войлкан, что ажак да кичу бош. Шен это хоть, но то аур это дошел. Но он уже от них там отошел, они решили его наказать. Значит, наказать чего шуцерс. То есть там идет борьба Китай, Россия, ну, скажем, Иран, вот эти все вот эти диктаторские режимы, там пытаются задавить вот эти все территории Шанхи и Язурачку. А эти диктаторские режимы, они делают все для того, чтобы она цааур эту хурботше, особенно войн эту хурботше, шумдус ават. Вот граничные шмаюс, должно быть. И что дух? Что надо, что это охуен губ мах саюк бахни арик война кана война войн плюс, да, что мы могли спокойно поехать туда. Это сига царс бартина сивола ца охоча нацадаха
всегда эйдельчик чудаха, эти. Вот то есть с политической точки зрения нам были там практически ворота. Чего? А сейчас нет. Швейн дёргал буцигер, айдолы. Ну, это, конечно, зависит еще от многих других факторов. Нагасан Бог был нахбаляха, который с ними дружит, с этим, вы не будете дружить, дешь, церем Бога, эту хубуцига, но все равно Ал-Кадырев там на них нападает, сделал положение, когда они там в этом Абхазии, уже не Басаев, а Абхазии и в этом Южной Осетии, Царили, Баба. И вот, Асх Чубахи, давайте, он лишь он лилит, Кадырский полки. И говорит, мой бояльш, сэр, а ты воин хил пайдабацер, но по крайней мере, пенсик пайдхурбар, сик халхал полностью, в общем, айдал дари халхал, который гамсахургия был. И сармет отуре, измедация закон айдал. Арша, ар айдал шлицер, это все, начиная от Саакашвили, и вон этого был Шеварнадзе, это все правительства государственного переворота. Царя Эдова, Бог Дабехтен, Шай, прорусский Бог Белен, Ишташмуш. Там есть, конечно, грузинское, все это как бы выдается. Но в любое время, любой документ, конституция, нахуй язден хуцере, раз это лечил поезд, развернуть на назад я живой, мегаш, сам вот на этом уровне, и сам и доктор. Так что худе, что хулило, что чем занимаетесь, что позиции шмогю, кегенах, худох, что дать, боком, баца, соус. Какой позиции? Noch شو ماشي ليزر ويتسقل ليزر تقامخل هذا ليزر إيش تقوي позиции من الخطوب نولا عن دعوة ولا من ولا я мартнахи о мастрица будет у нас свой о мяшо нет я говорю что шпали мила вала или бобе или бобе шула هم دلیل شولا او شما سدوچه و مثلا تانو من دیخ هیچ هورا ماشی اول نقصنی حلوک شده Ну, допустим, значит, вопрос стоит из Тхальчара. Значит, вопрос теперь стоит в том, Милу посолхон дыхал Милу Вайчара, Куара Молчара. Израиль чон дыхал Милу. Муслим Хауи канали, да? Да, so. Милу дыхал, да, вот Сен-Абрид Чуман дыхал Милу Вай. Куара. Сон алиеш бесаца етно. Сон самый суман цадештега цаокше. Это шей оуши хумштица до, он да шве. Оуши мостри до алцаетсон строй меча охауэ мостах. Он цахет здесь ду, эмоция, да, цолил, да, но веха, веха что хунду, велило что хунду. Чехтаха, но элдер хоче, векугах тис оша, вемосточен педа, да, лило что веню нахолче, ачо но хунду. Ну, вай да, цон хамёш пуш са
антитеррор, ши ЧБТшник, ши цаница. Шлёх, да? Еще нас вообще выцеться, еще вообще это антитеррор, неуцасон, алло демократическая партия, аллеж борщ, выш. Сарнюк ехал лард апнах. Он сам халбы лишь был нахбыться от лату, что делаешь, да, совершенно есть еще умдаться, хал лилин, шаш ал милин, умдил, злилин до, цена атана, шаш сенду ала, самуш ничлишь пуш. Это сам хат, да, это инсюк. Давай. Задаю вопрос Идиго, ЧДП, они называют его Ахьят Игилову, потому что он был инициатором поправки к Конституции, где говорит, что государство, религия Чеченской Республики является исламом. Что Элла Бухса. Игилову. Не Идиго, а Игилову. Типа Игилову. Вопрос задавать, что Милу Игилову. Сонсаха личку язина, окчуаву через канал. Сон никто ютсон язина. А какой вопрос? Какой вопрос? Что я был инициатор. Этот, да? Ага. Ну, я был председатель парламента. И тогда наш парламент вносил поправки в нашу конституцию него. И там было много, есть специальный закон, который вот эти поправки внесли. И одним из этих поправок была 4-я статья, если не ошибаюсь, 4-я или 5-я, где сказано, что ислам является государственной религией. И дальше сказано, что всем конфессиям, то есть христианам, иудеям, кто там еще, ну, все религии там, да, которые есть, они тоже имеют равные права и могут отправлять свои обряды. А так как ночью будет там 90 с лишним процентов или 80, да, и бусу болдена, мы их для них цер эту б цер динслухум был сундухал доцева хайта, что динду есть даже в международном праве есть свобода вероисповедания. То есть динс должен быть, сундухал хилдат айдал духал доцева хайта, işte поправки. Ахтунадара сопредседатель парламента, я чух, но чтобы знали, председатель парламента это не человек, который может командовать парламентом. Это совершенно другое. Председатель парламента это тот, который организует заседание парламента, глав депутат, да? Он организует, ставит вот эти повестки дня и говорит, давайте вот это обсуждать там, или комитеты, цахалы. И вот когда эти все вопросы обсуждают, после того, как вот длится дальше, да, и свой девичный худу, дюгалдуя, и девичный эльче, царкук эдиче, там посмотрим, какое количество за, а кто против. Чтобы любой документ, допустим, закон или постановление Чехдака, обязательно нужно по нашей Конституции больше половины депутатов проголосовать за. Это значит, чтобы закон и
постановление надо 32 депутата. Почему? Потому что у нас 63 депутата, так, общее число, и 32 депутата. Вообще, депутат соухул. Вот сул кезгаха, хули даже 30, это считается незаконным. А когда это закон и постановление, а когда голосуется статья Конституции, самой Конституции, да, Конституцию, как вот мы, тогда надо, чтобы было голосов, чтобы депутаты было 2/3 депутатов. 63 депутата, общее число. То на 2/3 лучше. Это значит 42 голоса обязательно должно быть и выше. 41 это не проходит. И что до и таким образом эти депутаты, когда проголосовали, и в том числе я, как председатель парламента, тоже голосую один голос. Я так же, как и все, но любой депутат, за голос боятся. И вот таким образом все эти поправки к Конституции были приняты в 96 году в декабре и в 97 году в феврале. Ишь я цюш, а я что был, я инициатором, да, я был в числе тех, кто это принимал. Но это не значит, что что я это один принял. Я же не командир роты или батальон команд, а это из другое. И что он досал? Вот так ответь ему это все, если его это устраивает. Это он ляться так. Соня? Ляц, потому что сейчас дин дюхал был день раз, вы махкан дин вы вусут на Ахмаду, вы сунаха цанау шолаха, потому что санюк и будет цацпаш, их мышлюч. А шолаха, потому что и Конституцию в этой ячо. Туда ин поправши, там есть еще один закон, который называется конституционный закон. Конституционный закон. Этот закон находится в самой нижней части этой конституции, так? От закон, ага, цунде и закон дуцан юшдоцер. Они против этого закона. И это так они берут, вот что хагацадеш. Видите? А этот закон, что это закон? Конституционный закон, да? Не читал ты? Расаяш. Аж деш харса, что мы символ нахбы, царь Ягадеш. Вот нет белума и учли. Хейзорты так, вот бы нахса, Уайан царь калач. Держали там государственный. Аят хатка дал микадарец. Да. Хитса белгал мадахара, ама 10% уsul наху, ама хинс масала эца ونقطة وين حلقين قليلة فاسقي موجودك باشقليات حلقة شو كلش سيرة إشكالي باسبورت وصل دلها دينتا بوصل باتسي شيء دين تعوي نقطة он почах лишь моя конституция. Да, сунхе шватси сохзали. Аят хэш ватсон ара вала юхчувэлч.
Ajat opešovat. Ajat äärevåld mot Отдых. koala. Так, исходи. Ин хазу. Независимо от религии, индуи там же сказано, мосо денство нахуй, еще все граждане Чеченской Республики имеют равные права, независимо от того, какую они религию понимают, какой они расы, какой они там социально положение. Независимо от этого они принимают сейчас. Вот где это нам дается, Господа. Секунду. Ласовочка, дочь. Вот статья 43. Свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики Ичкерия имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать, исполнять религиозно обрести любую другую, не противоречащую закону религиозную деятельность. Вот Игумду. А насчет выборов, так, вот конкретно по религиозному разделу ЛДАЦ, мы просто скажем, каждый гражданин является равноправным. А из функций, разве есть в этом какая-нибудь опасность, что ли, у тебя? Хал санча, цаха блогер, ча хал эмбари ката. Ну? Цаха лучшего бусов стагва церцинги хатер лучшего. Так цвоцом делгал жо бусов не пачаха яска и потом бусов дала сай пачаха бусов привез сам блогер делар или сучур участник делар цахасу. Жок делар. Это не так. Чеченская республика государство является ислам, вот я читаю, это статья 4. В республике каждому гарантируется уважение взглядов и верования, а также свободное отправление религиозных культов. Вот и все. Вот здесь это. Дальше самая первая статья. Вот первая статья сказано, сейчас скажу. Значит, человек является высшей ценностью и главной целью политики. Уважает и охраняет права человека, обеспечит равные права для свободного развития личности, гарантирует социальную справедливость и защищает личность. Права человека обеспечиваются в соответствии с общепризнанными принципами, нормами. Государство и органы должны служат всему народу. Так. То есть я вот читаю вам, да, так, Чеченская является единственной источником власти, народ, так? Народ осуществляет принадлежащую ему власть непосредственно и через систему создаваемых органов законодательной и исполнительной судебной власти, а также посредством органов самоуправления. Никакая часть народа, никакая организация, личность не могут присвоить власть в государстве. Незаконный захват власти является тягчайшим преступлением. И
любой человек имеет равные права аларды. Это говорит о том, если он гражданин нашей страны, имеет одинаковые, какие-то нарушения, он может выдвигаться, если народ его выдвинет, он может стать и президентом, и депутатом. Вот в нашем парламенте первым, да, Сюли бар, Асты бар, один был там. Один был кумык, другой был лезгин, другой еще был, и один русский был. Бунин уж, депутат, первый парламент. А мусим адел хаттад был, поэтому это очень хорошо для меня, с одной стороны. Здесь есть Конституция, есть конституционный закон Чеченской Республики. Принято 3 февраля 1997 года. О защите государственного суверенитета и независимости. Хордышу? Хордышу? Вот, значит, здесь считаю. Учитывая, что руководство России все еще не отказалось от посягательства на государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики, чтя память миллионов жертв многовековой российской агрессии против чеченского народа, в особенности российских 94 по 96 годы, констатирую всенародную защиту Конституции, государственного суверенитета и независимости Чеченской Республики Ичкерия в Отечественной войне против российских захватчиков 94 по 96 годы, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями чеченского народа, как первый парламент, восстановленного в 91 году независимого чеченского государства, утвердивший указ первого президента Чеченской Республики Жагар Дудаева о государственном суверенитете Чеченской Ичкерии и принявший Конституцию независимого чеченского государства, выражая волю народа Чеченской Республики в создании дополнительных правовых гарантий государственного суверенитета и независимости, парламент Чеченской Республики принимает настоящий закон. Статья 1. Государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики неделимы и незыблемы и не могут быть предметом обсуждения и переговоров с другими государствами, включая и Россию. Второе. Совершение или попытки совершить любыми должностными лицами Чеченской Республики действий, противоречащих статье 1, совершение или попытки, так, с должностными лицами действий, противоречащих первой статье, которую я зачитал, настоящего закона, являются чаще против народа Чеченской Республики и влекут ответственность по законам Чеченской Республики. Her законда царда муслима ахделер. Суды, они когда свою конституцию там печатают, а закон должен они это делать, а ругает то. Видите? Почему? Потому что эти люди, которые там говорят, да, царь Дучидер, куда? Среди них есть люди, которые этим занимались, знаете? Которые вот этим делом себя грешили. И что он допустил? Это можешь сказать вот так, вопрос. Да, это нервует? Ладно, что хата, вопрос еще. Хата, да, Vela, macho vela. عميل غادي خبر ديت
ИГИЛов, ИГИЛов. Вот эти люди, они бог, ишмельшво и людиш. Вот эти люди, которые вот на кого он говорит, это кто? Те, кто его обвиняют, его и Яндербиева, и всю вот эту вот их, всех их подельников в том, что они совершили подлог Конституции. Оказывается, это они делали из-за вот этого закона, который впервые в 21 веке лично я слышу. Какой-то закон, который вообще ничего нового там не сказано. У нас в Конституции незыблемость нашего государства и так прописано. Constituție, nu ce mă taiața, italiața iață, asta și eu. Садуаш мудат, ну че. Из разницы мы хотим махтаила. Тот, Марса Нохчи мот хилма бьезит у тебя أحسن بحر الفبيت برايل شايك تعون داني استديس غايسك إلت نشتاق شوبير وداش نش نخش مكتن وش داش государственный язык будет выучивал из-за нохчи мата цундаш нишхил диез шадак процесс серка хилиеш это отраст шведит нарика дик хишара шадак данис луш мадерс шабал мота данис луш вар шадак данис луш цадитер Тига не то, что РСП мот, а шайл государственный структур, шамайер и Советский Союз, юрли, хилол, милиция, хуйлиз, и строительный, ЖКХ, можно, хайшуйся, сорваться, легко. И власть мот хилаться аж, шадег от Советский Союз, хилдол хундуй там, шайл министерство, шайл структур власти, власти, структуры, вообще, там, начиная от медицины, заканчивая там инженерным, производительным вот этим делом. И шадек шамадар душмаду, то есть из-за Конституции, что прописано, должмаду, пока переходный период хилалцы, шайл от советской системы ухахилил и пала, и цандина, штрасс, государство, хитслуш маяти, а все цандина, шайл полиция переделать, шайл медицин переделать, шайл там колхоз, молхоз, короче, нелил бюрократии, шадол умрассел, сразу переделать, цандина, штахот, да? Сега, переход духилиеш. Каждый стак переобучать вещь, потом сейчас обучаться вещь. Короче, новые, потихоньку структур, шайл система усовершенствовать вещь или затачивать вещь под нынешние законы, под нынешнее государство, под чеченскую культуру, язык и все остальное. Сундел, изяти проблем, ючел проблем, оказывается, пока принял подлог, и Чеченская республика в дополнение усилит ее статус независимости. Еще, короче, мы от себя дополняем, что более незыблем. Связи, что должствует уже, что, короче, оспоримо вообще цахила Чеченской республики, Ичкерия, независимость. А дальше Турово.
Да, да. Ибраим, царь вначале действительно говорил, что группу Блогер был. Цахомша действительно, исламофоб. Потом вопрос модельный, этот Керстсак, президент Хельмеги Альч. Пауза, и потом говорит, представь, Хельмег Бах. Подожди, не то, что Хельмег, уж вообще юк и бьется шбац даже, бишбожник, шбут сахауняхтен, бу исламофоб, шбуэль, датеттен, а потом противоречащее этому всему утверждение. Не, президента Хели Шуцель. То есть, с одной стороны, с нами вообще даже разговаривать не нужно, настолько мы пропащие. А потом, да нет, теперь право и президент, когда приезжали вопросом. Да, вот просто я, знаешь, уже сомневаюсь, что он действительно догоняется до туда. А как бы не нарочно. Пауза Ширцу. Он как бы это неприятно ему было, это как бы противоречие, гущерциг очевидный. Бумагами шуршать, саму бормотать, как-то тихо, суман сих. Он просто Идигов упускает один момент, что после того, как они этот подлог сделали, там дальше дофига изменений произошло. Все вот эти шариатские движения, полное шариатское правление, отталкиваясь от вот этого подлога. Потом в 2002 году Низам Идигов имел подлог сам, короче, полезный Эрцундел, Литмекшу из Байгарах, там после него еще крутые пошли, которые Низам 2002 посчитали еще крутым, еще более полезным и исламистым для нашего народа. А потом в 2007 другие посчитали, что еще для полного счастья нужен иммиратив. Потом следующие посчитали, чтобы полностью соответствовать это с Кораном и Сунной, что нужно сделать бойкот великому халифу Абу Бакру аль-Багдади. Этот просто там где-то зациклился на своем чисто аси нагбе подлоге. Ибраим, это история, что депутат Гулаб Бенцан по $5000, кто проголосует, по две, по $2000, кто проголосует, тому дадим, кто не проголосует, не дадим больше. Избахдуй, как ты думаешь? Ну, депутат Хамдуитис. И там, по-моему, сам Медигов там где-то это фигурировало сейчас. Я уже точно не помню. И то ли Масхадов об этом где-то говорил из-за Долшу. Нет, сами говорили. В этом аудио он говорит, что типа я аж придумать и поправки, его как бы все принимали больше. Щенти дату чукцу, аж автор ватсун больше. Не, цадухар ща цаби ватсар проголосовать, динак, но и хум организовать, динак ща упаст. То есть он все-таки является автором этого знаменательного ящик Пандоры Хайолиш. Да, типа, я не только же я это делал, а вот они тоже. Ну, при всем при этом я как бы тоже был среди тех, кто это инициировал. Типа, что бусул бин шундахуатинак мауи. Я всего лишь, они все 42, поддержали. 42 человека, список мечавита. 42 депутата Хельвеса Боса, статья менять я шельш. Вот там 21, либо 27. Не, статья, я шел читать, я что статья менять. Хьецо, я имею в виду, в подлоге участвовала. Я понимаю, я имею в виду, в подлоге участвовала. Я цифру точную не помню, вот между этими двумя цифрами я
по памяти, колебаюсь, то ли 21, то ли 27 они собрали. Депутатов несуществующего парламента, которые сложили все свои мандаты в 93 году. И первым, кто его сложил, этот мандат, одним из первых является Идигов. И 10 человек с ним сложили мандаты, отошли от парламента в команду президента Джохара Дудаева. Остальные все тоже так же из-за вот этого вотума недоверия, из-за того, что их уличили в работе на русню, их тогда разогнали. И президент тоже это подписал, типа о распуске, как бы в унисон идя с народом. Но он не имел, конечно, права распускать парламент. Но народ вышел там, и их уже тешва царцаря. Да. И им пришлось положить свои вот эти мандаты. Все уже не существует, понимаете, парламент. Вообще концерт. Тогда это вообще концерт получается, что он рассказывает. Не, ну из того, Дикан Дешмадари, ну вот этот закон, который он зачитал, ты слышал, он же полезный Мадуи, Сундел, как бы не ради себя же стараемся, вот для вас хотим, Сундел, этот подлог, он хороший, как дик бедат, ну короче, бедат это, но он хороший бедат. Не, сейчас заявление. Ибраим, а в Сам чем вышел, этот? он и 10 человек Спрашивал, вышли из парламента. Так, моху ли получается? Хесот, а юг, сейчас шайн возвращаться дешь. Джоукер с подписателем, разогнать и нахилчи, парламент хорошо. 10 человек эти вышли оттуда, сами заявления. Ибраим, а как он объясняет полезно? Вот хутихет твой акар, государственная ислам, религия ислам, и филькина грамм, сансурюка, чуядич, хухуль, что, Бусу на паргату рождать. ой, государство, паргату, обряд, короче, будет практиковать. Обряд практиковать свою чверть. Вот Да, ну, Гуэн, Игилов. Я просто про бессмысленность, вот это, вот важные задачи, что и там экономику, вместо этого заниматься какой-то совершенно бессмысленной короче, ну, хабал, пейдбот, шуман, по $2000 на нас, взятка, ложь и протаскивать лишь. Вот этот смысл. Таким же успехом они могли бы про этот закон колонизацию Марса, короче, там тоже по 2000 или по 3000 Ну, на там доллар. знаешь, как они по 2000 дали? Типа задолженностью, и вот в течение 2 лет парламент, типа, короче, никто парламентарий не получал из вас, чтобы это взяткой не сделать. Типа, задолженности, что парламентарий, по 2000 дал, что цен. И тот один, например, из которых рассказывает, что он отказался принимать в это участие, ему задолженность 2000 не дали. Да, Петя. Ибраим, тогда вот интересно, Хомдушин, который мы почему-то упускаем. Это крайне интересно вот в этой истории. Мас депутат вартагаба, 27 вариш, мел вариш. То есть, если это на 2 умножить, то это неплохая сумма. Так ведь? По 2000, если на это набрать. Да, на тот период, тем более, это нормально. Да, а вообще хорошее. Это как сейчас 500 000. У меня вопрос, короче. Милву и заинтересованы, кто за этим стоит, кто это спонсировал. Это братья-мусульмане, Владимир Владимирович Халифи, это ФСБ, Милву и со своего кармана и это Дина озаботился совершенно бессмысленной с точки зрения пользы ущерба и спонсировать Динак. Вот Идигу, может, интересно про это рассказать? Я так скажу, от Аллаха. Да, и Аллах Бали Валлювань, действительно. Я подозреваю, что от Аллаха действительно. Только, правда, передавали, наверное, братья-мусульмане через этого Яндербиева. Скажем, возможно, там был Дагершбу конституции, шариат вести Дагершбу, спонсировать надо
Он ты думаешь, тебе прислали 100 тысяч или 200 тысяч, а присвоить, остальное решили на то, чтобы пропустить через это. Пал Буцига за этим. Откуда эти деньги? Вот источник этих денег многое мог бы рассказать. Но это само собой. И второе, шабу статью, чтобы изменить в Конституции, нужно 2/3 голосов. 42 как минимум вес, а то и больше. Изам, Динаган, да, понятное дело, иди чуваться. Очень интересно, кто за этим стоит. То есть узнай, кому выгодно, кто за этим стоит. Идут важный вопрос. Или это просто на парламент были выделены деньги, а давай я использую эти деньги, чтобы протащить этот исламский государство. Кем на парламент? Откуда? В состоянии войны? На разогнанный несуществующий парламент кругленькую сумму, сколько хоть там, 60 с чем-то тысяч или 70 с чем-то тысяч бабла. Кто? Милуи. Зачем? В чем смысл? Шариат вести идеаль выделить, да, еще понял бы я, но там просто государственная религия, юкаязи. Что-то, то есть какие-то мутки. Или на парламент выделили деньги, типа, короче, вы и я, чтобы возобновить государственные институты, а Идигов использовал эти деньги для давления и протаскивания этой фразы туда. Только зачем ему это опять-таки нужно? Одну эту фразу, лучше уже он себе оставил бы, а не это. Кто-то заинтересованный хотел, чтобы это туда попало. И кто этот чувак, вот интересно. Ну ты посмотри предвыборную вот эту, где Яндербиев, Масна там, да, Ярчкол, да, типа хорошую юкадяхкнак, короче, es просто утвердительный душунез. Вая гунадинак шарк душун, вай бусулна душун баша отцул акции нацва популизм на исламе, а за него вообще не проголосовали в итоге. Мне кажется, Яндербиев в первую очередь запасся вот этими связями восточными. Он же, и когда он напротив Ельцина не сел, и это по всему миру разойтись, смотри, то есть он мгновенно стал таким муслимским борцом стал. Да, борцом и муслимским героем в глазах монархии залива, которые перед Россией просто таки заискивает. И сразу же ему с Востока деньги прислали, я уверен. И он вот именно эти деньги использовал, ну там раз меня спонсируют муслимы, то я буду шариатский и исламскую тему. Скорее всего. Он, видимо, часть кинул. Он дал деньги, я слышал, Бараеву, то есть тоже из этих денег Хердуи, скорее всего. И этому, видимо, Идигову, чтобы они вот это сунули туда исламский. İşte кстати, объяснение, ацак. Маршал Лушинг, заезжий. Эксперт. Ибраим. Хазарша Алнагдариас. Сайхоша. Негдиас Хашидоша Хозишон, Азутто Хона. Вау. Выстрел, что кнопка антицепается. Эксперт. Я слушаю Хазарчон, лучше Хавы Чудица, Хамел, Авотя, Хамел Хазавуш. Джохар туда первый парламент Даякри. Ташу Ахшу Жужа, Бяхтат, Цукар. И парламент Даякри, Ахмада, вот он парламенты. Парламент Даякри, Сендо Даякри, парламент, да. Хочешь? Пророссийский 30 депутат. Парламент распишет сам Волбешул, полностью сухена. Митинг шипал, да был нах. Еще разогнать бешвар. Еще разогнать бирнах парламентариш будет. Джахар вместе с народом
солидарность, он со своей стороны тоже подписал. Хотя президент как таковой не имеет права разогнать парламент. Но, тем не менее, народ полностью недоверие проявить им. Они вот так сложили свои мандаты. Ну, причина должна быть. В парламенте учреждение есть, парламент есть парламент. Но когда парламент дает, что там должны быть сугубо Парламент, он даях вообще боятся, но это партийные функционеры, это на границе изменения строя, халхил партийные функционеры. Будущее, естественно, под Москвой, под Москвой, Келбахсну, Реза больше. Тут делается из форс-мажорной ситуации. Но это вообще отношение к тому, что мы говорим, абсолютно не играет. Отвлекаться от темы Яндарбиева, которого, видимо, спонсировали на почве его популярности. И Ельцин сам перепалки. Тут он стал медийной, известной во всем мире. Насчет интервью. Известной медийной фигурой сразу же, мгновенно. И сразу же начали ему поступать предложения от эмира Катара, от братьев мусульман, скорее всего, от братьев мусульман, которые на него ставку сделали. То есть ему сказали, давай этот исламский тем, да тот а мы тебя спонсируем, а царь дает. Этот акт, скорее всего, он использовал, во-первых, подгадить Масхадову, потом использовал Бараевин Ахшлуш. Но до этого, до предвыборной кампании Юлии, скорее всего, кинул Идигову на то, чтобы вот это в Конституцию вот это дело сунуть. То есть и спонсор будет халхаша движение шуй дагает, короче. Потом использовал их в предвыборной кампании, чтобы победить. Но когда Масхадов победил, то те, кто его спонсировал, то царь сразу, конечно же, доходил. То есть следующий транш, он, видимо, не получил. Он начал гадить. То есть Бараеву дал деньги. Стопудово. Сделал теневой кабинет, создал в Атагах. Им довольно. Собрали, совальтла. Им довольно, что а братья мусульмане, поняв, что лошадку надо менять, то есть ставить уже на другого, сразу же вспомнили про своих Исюли Халимов и Ишбац, которые тут давно с ними на связи были, там мелкие сошки в их этой организации, но все равно со связи еще. Они на них сразу деньги переправились уже им. Я Масхадов, короче, и начали уже они Масхадова исламизировать, то есть Яндарбиева как бы уже проигравшая лошадка. Это все остальное там не играет никакого значения. Там разогнал Дудаев, не разогнал, перезагнал, короче, и датчики, короче. Над нами провели мощнейшую работу военхоуцаху через ислам. Значит, но кто был Яндарбиев при советской власти? Кем он был? Каким он должности занимал? Кем он был приблизительно? Яндарбиев. Журналист, писатель. Да какая разница, Эмил Аварович? Журналист, писатель. Он абсолютно он просто на тот момент был вице-президентом. Как бы вице-президент. Да, я знаю, хорошо знаю. Я это знаю. Как вам сказать? Источник этих идиговских денег именно этот. Никаких заинтересованных больше лиц там нету просто. Крупные суммы. Эксперт. Просто я Ну, тут единственное, в чем я с тобой не согласен, Тесла, ты как бы и Катар, и исламский мир отделять только от Лубянки. Если ты ленту вот эту прокрутишь назад, вот смотри,
Яндербиева на это подсадили, через него все осуществили его руками. В итоге пригласили в Катар, там взорвали 2 ФСБшниками и их аккуратно передали на красный ковер. Просто, вот это ты когда разделяешь все. Использовали как тряпку просто. В Катаре самая большая американская военная база на Ближнем Востоке. Этих 2 шпионов помогли поймать американцы, потому что они над своей базой 24/7 спутники пускают, чтобы диверсии, то есть лари ешмы и баз от этих, там же полно всяких исламских милитантов. И вот они со спутника сняли, как там подкладывал вот этот бомбу между машины. То есть Катар находится в сфере влияния Америки. Короче, эта идея, я тебе еще раз говорю, что идея использовать исламскую карту русским пришла как раз после Первой войны. То есть между войнами. Опять у тебя противоречие, потому что сидящий в Катаре Яндербиев, послушай его интервью там. Америка, Гулядин, враг Аллаха, и американец, начиная с Турции, он начал это говорить. Потом, сидя в Катаре, он говорит, демократия – это последняя попытка кефиров, чтобы противопоставить ее законам Аллаха. Это как раз таки братья мусульмане. Америка, главный враг Юпи. Это именно Цан Алдиеш Дукцу, Цан Танби. Конечно, Эрдуцуэ. Ты опять мне рассказываешь про Катар, который в 2002-2003 году там он сидит и дует шуха. А я тебе рассказываю про времена именно вот это 95-96, когда вот это случалось. И тебе временной лагерь yok, короче. То есть вот этим делом с востока шейца пару лет, рука другая там. А ФСБ вот именно исламскую карту пошло и вот между войнами и нахлечешь и банди, и хуми. Между войнами моду из Тесла, ты вот эту цепочку терять от тебя, понимаешь? Да. Но когда, ты не помнишь, Удугов давал интервью в Москве после вот этого, да? Исламский порядок, не помнишь, до Первой войны? После подписания договора. Помнишь, Удугов давал интервью, где он России вот эти вот там идут, они его представляют как самым лучшим. Удугов, они все который в одиночку, свобод делаешься, который якобы в одиночку победил всю российскую пропагандистскую машину, он в одиночку победил Гунядин, представляете, аж это? Вот это, и потом тот сидит и... Ибрахим, ты считаешь, что на всей планете действует русня, ни Катар, ни Саудовская Аравия, ни братья мусульмане, ни Египет? Они вообще ничего абсолютно не способны, ничего сами не делают, ни Турция ничего не делает. Все гибня. Смотри, Тесла, зачем тебе нафиг Катару упала Чечня какая-то? Вообще нафиг, они знать-то нас не знают. Хажал, объясняю тебе. Братья мусульмане находятся, главная их база была в Египте. Но они по всему Ближнему Востоку занимались снабжением денег. Да, в Турции они очень у них есть филиалы. Шейзон расширять ты ж будешь. Как они Чечню, которая Русню победила целый Российскую империю, Российскую Федерацию победила. Светится там мусульманин Яндербиев, который прям массу опозорит вещь. Ельцин, короче, то, что напротив, короче. А худуют это мусульман, это братья мусульмане, для них он сразу стал этим местом, куда они сразу же свое влияние проводят. А как это, зачем? А худуют? Они хол Бангладеши, тига филиал, что диачили, что организации мои. Тесла организация сама по себе или тоже под чем-то контролем, как ты думаешь? Это исламская организация. Ну, сама по себе, Моэдер, из Катару отчисление ешхала, цандухуах. Это такая
Кортом у них поначалу был в Египте, там, когда организовали ее в 1929 году, когда они уже, и Албания, и Хумш, короче. Но она потихоньку превратилась в ячейку, что типа, не знаю, полутеррористическую организацию, и колодцешка паттиш болш бацарсанна. Но он тебе не о том, он тебя имеет в виду сама по себе, откуда-то во Сама по всем себе, вот этом мире произрастает. Да, И сама по вообще себе. нелогично. То есть само по себе, чтобы это... Ладно, сейчас давайте на этом не циклиться, все равно тут бесполезно хердусь, потому что разные мнения абсолютно противоположные. Насчет того, что вот Русня там изначально использовала исламскую карту или не изначально. Война проиграть бич. Так они пошли по другому пути. А до этого 2 часа вот, десантно-штурмовым. Они вообще не заморачивались никакими исламскими приемами. Зачем им вообще нужно? Да. И Дугин с этим, с Джамалем Гайдаром, они не устраивали съезд исламской русской партии Возрождения. Этого ничего, короче, не было. Обычно Джамили, это все их ГБшно-исламская замануха. Но на него ставку не делается. Ставка делалась на парашютный десантный полк, короче, 2 часа. Ты веришь этому? Ты думаешь, что они не понимали, с кем они будут воевать? Абсолютно не понимали. Раской в Украине Белшин понимали, что им дадут по шапке. Да. И Лобазанов чисто по случайности шариатский порядок устанавливал, и Хаджиев тоже. И вот этот Ахтурханов. Заявление шариатские с 2 сторон делается. Да, случайно русские чиновники, которые полностью под Джохара копают тогда, под нашу государственность, они случайно вот использовали эту карту, популяризироваться даже, сами придумали. Ну, в твоей теории все равно все вот исламские эти заманухи, они вообще Катар, там 500 миллионов арабов, вообще ничего, одна только Россия такая за них ислам распространяет. Талибы тоже, оказывается, не сами появились. В Катаре это вообще рабы, как и в Русне. Там у них... Свой мир, это свой мир. Вот эта тема, она бесполезна, и каждый все равно при своем уже в 100-й раз останется. Из проблем бывают, когда расходятся. Дергут хошан. Ахт. Русским дацрус. Туна бог войнах. И все, кахам даст ахака. За деньги продались. За деньги. Все. Это мое мнение. Нелогично, что Катаря Раска пытались достать и убить этого Гендербиева. Если он на них работал и в темную на них работал, они его использовали, дальше его исламизировать, то дальше исламизировать, то есть исламские заявления, что есть Абвичан, он даже очень удобный был. Тесла, Тесла. Зачем ты представь, в Катар русский приехал, русский Вася, нашел там взрывчатку, среди вот этих, как белая ворона, среди этих арабских полуафриканцев. Полностью проверили маршрут, куда, как передвигается Гендербиев. То есть сами 2 брата-акробата русских. Всю эту... Дело Цадоузон, видимо, ты не читал про это дело. Во-первых, это были эти посольства, работники. 2 был, один имел этот неприкосновенность, и его нельзя было арестовать, его просто выслали, а 2 они поймали. Взрывчатка, конечно же, они не смогли бы в Катаре Умкарвача достать. Взрывчатка пришла по дипломатической почте. То есть не хаяст еще. С тех пор, кстати, русскую дипломатическую почту катарцы начали проверять. Есть даже момент, как они и дипломатический майор Бош вырывать из руки царь после этого случалось. То есть они по дипломатической почте прислали вот это взрывчатку, все это, и 2 это делали, и рассчитывали. Проблема, пятницу, зачем тут вообще Да, и потом по дипломатической почте передали на красный ковер
русские. Не, передали не Нет, под дипломатическое. Ибраим, Передали Ибраим. Гаскаш теперь спортсмен шхалят в Москве заложниками катарские спортсмен шхалейцер в аэропорту. Все, и их не отпустим больше. Потом Путин три раза, по-моему, он звонил эмиру Катара, пытаясь их вытащить, короче. Потом через американца, короче, этот эмир Катар, он сразу не отдал их. Это свои игроки, то есть суагор происходит, то что ума, это Спектакль, свои гуща игроки. сон. Это свои Нет, игроки. Ибраим, там было еще то, что должны были сделать палестинский рис. Эти зажали деньги, 100 тысяч, там учил шашки, иду там, в одежде, худуаль. Вот так Ниндерсари там сделали эти, сами сделаем, деньги поделим, ищут, они залетели из-за этого. Должны были Своего Америку ругать теж исламистов. Зачем его убивать? Пусть дальше дискредитируют Чеченскую и Ичкерийскую республику. Проблема. Катари, дипломатический скандал дорываться дешь. Элементарно. Вокан, буха мою. Полностью экономика шаер от них зависит в этот момент. И Вокан, да, в этом, короче, ихняя дойная корова. И эту дойную корову, те ребят говорят, ты можешь быть независимой, самостоятельной, давай все дойные коровы поднимемся. Чувак приходит из какой-то мелкой чечневки и начинает вот эту вот ихнюю всю политику ломать. Вот так. Зачем? Интересы там сходятся. По такой логике, зачем им Бараева тогда было мочить, Умарова мочить? На тот Всяких. момент, Ибраим, на тот момент бандит Россия с бандой находится на территории, на карте захваченной не русскими. видно, Как это но лучше? Россию, ядерную державу, нагнуть. После того, Динак Динуэль Чолтеха, вот царь использовать ногу, Динак Динуэль Бараев Хуйлис, Умаров Хуйлис, Хювек Хуйлис, Хунта, уже ее шварцы, тысячи. С ним что делать потом дальше? Потому что там уже в новую фазу вступает политическая вот эта агрессия. Точно так же, когда до их вторжения по $1 миллион давали за похищенного заложника там и так далее, то когда уже Русня там была, тогда они уже не давали. Я сам знаю случаи, где похищенный шин царством целуш. И сейчас похитит, винок байли, и бандичер, тягатана. Снохчи чего, ингушей то олда, Полностью подтверждаю. В случае вот этот Яндербиева через Березовского аж получать też, то есть исламский порядок через Русню, Удугов, например. Удугов же от Березовского, от Русни получал эти деньги через Березовского. То есть он, видите, его цахом цеденцем взрывается, он выйдет в цабах, вообще он сидит. А Яндербиев это не их лошадка, это лошадка вот этих братьев мусульман, вот этих исламского мира. Сундела и поэтому его убили эти, короче. Да, а потом в Русне выпускали литературу, братья мусульмане, и в Чечню бесплатно тоннами присылали. Русские бедные даже это не видели. Министерство информации. Дежавю, этот разговор уже у нас был. Абсолютно возражение. Между войнами начали выпускать. Мы просто не в ту тему сейчас ушли. Мы сейчас как бы обсуждали. Планета с 8 миллиардами людей за исламскую пропаганду отвечают только гибня у тебя, Ибраим. Это так не работает. Ну ты, Гуанца, как бы берешь из этого
Самуэль, аз даю инструкцию, так и есть, не в он ту. правильно Кстати, говорит. Не Википедия, бахту. Википедия, Ты, братья мусульман, на ты английском не языке. в ту эту На- степь, короче, как бы это завел. Я просто имею в виду, что вот в нашей ситуации русня, она четко научилась использовать вот этот религиозный фактор не сейчас, не в 20 веке, не в Войнами между 21 Первой веке. и Второй войной, А я еще считаю. в 19 веке, еще в Шамилей, это Шамиль, это то же Это самое другое. дерьмо сейчас Еще с повторяется, Чингисхана, понимаете? Темирлана. Это уже другое. Еще с Это тех уже времен другое. идет. Это уже другое. У нас есть прослеживается Это не четкий другое, праздник. это опыт, который веками накоплен, который в архивах, там, по которым учат Дугины своих курсантов. Это вот так оно работает, там ничего Это то же удивительного. самое уже в левой ноге, под левой ногой уже, знаешь, должно быть. До того это все очевидно. 500 миллионов арабов, исламская, Османская империя, которая веками на Кавказе агентша болбинил. Оказывается, теперь опыт вообще гумаяц, все гибнят на планете Земля за исламскую на исламской почве. Манипуляция делает только Нет, гибнят. Вот это Тесла, ключевое. просто в нашем случае, да, вот в нашем случае, вообще у Турции там своя какая-то геополитика ведется в адрес курдов, там каких-то этих. У Катара там свои какие-то денежные интересы, у этих свои. Но в нашем случае вот на нас еще операция такие, развал Советского Союза, туда-сюда. И наша вот эта волеизъявление во всем этом, это чисто русская гебургская полностью вот такая вот спецоперация огромная. Ибраим, это со Там ими всех привлечены и сторон надо катарцы, читать, там со ими всех сторон привлечены и интерес. саудийцы, и ими привлечены и турецкие, и все их партнеры, понимаете? Все партнеры Русни туда привлечены. И в западный мир они привлекали Меркель, Чопаел, даже вот эти взрывы домов, где там ГБУха замешана в Америке, да, после которых Путина начали слушать уже на конференциях, в Брюсселях и так далее. То есть это их фишка именно вот в наш отношении нас. Да, в Афганистане, в Пакистане свои разборки, в каких-то турецких, курдских интересах там тоже свои. Да, у Катара может быть огромный денежный интерес, например, военный какой-то интерес ручной, за который они спокойно напишут любой хадис, любую фатву дадут через своих исламских вот этих вот проповедников, которые подсаживали вот этого Эндербиева на это дерьмо. Любые и фаузаны участвовали, сауд-аравийские, в уничтожении нашей государственности, которых Масхадову подкидывали, всякие Ибн Баасы. Все нормально, все работают. Только у каждого там свой интерес. И главный заказчик в нашей ситуации это Русня. Хатигаца, да, сложно. Да, вот именно. Я не Все в этом согласен. участвуют, все элиты знают, что такое религия. Все элиты мировые лучше нас, насквозь прекрасно знают, что такое мировые религии, тем не менее дают им развиваться в своих странах. Для чего? Да элементарно же. Это толпа управляемых рабов, которых можно хоть куда, хоть на Луну загнать, понимаешь? Может этого дослушаем Игилова? Да уже, что там слушать его. Все, что он сказал, уже понятно. Как народ хочет, если... Да, можно слушать, но только Список он не называет останавливая, там. Ажан, только утверждение. И в этот момент останавливаем и разоблачаем. Если это правда, говорим, да, это правда. Если это ложь, мы анализируем и по полочкам раскладываем, где он врет, а где он правду говорит. И все. И список ЕЦ, он называет список этих депутатов, которые подписали, или не называет. Если нет этого списка, зря мы его слушаем, без толку получается. Он может врать, сейчас сидеть и врать.
А если есть у него список, если он называет фамилии, кто подписывал эти бумаги, тогда другое дело. Леха, нам-то это понятно, но основной массе населения это совершенно дикий лес. Вот для них это надо делать. Мы-то знаем, что к чему. Не, Для них, и чтобы они тоже видели это. Для них мы распечатываем, где вот это вот если он словоблудие. назовет список, там должно быть 42 депутата, как минимум, должны были подписать эти бумаги. Если он называет список фамилий Лёху, мачо хаизду атхай от интернета. депутатов одно. Там Его не специально слышно. должны теперь выйти. Нет. Ибраим, Хазион, и заодно вопросы нужно расформировать, исходя из его ответов. Йошова, Цуны, Кола, ну, когда следующее интервью его будет, чтобы ему предъявить. Он тебе не даст интервью, он там ходили к нему интервью задавать. Он говорит, милу воузит, чик фамилии тяй, меча волбешу, меча Там должно было быть 2/3 Та депутатов. проблема, если я ему буду задавать, я ему дам и фамилию, и имя, все дела тому подобное. Та проблема. Но вопросы нужно исходить, потому что он чушь гонит, да, нахан уши заливает, бабушку лохматит, сидит, блин. Ты хочешь получить ответы. В его вот этих, в его каких-то этих высказываний, там, в его деятельности, по большому счету, на какой-то международной арене нет никакого ни смысла, ни вообще, это пшиканье просто. Но дело в том, что он вот и кегина будет, знаешь, он ташпана, тахагула будет, кегина и тарезно, в интернете, что это активный, что богши, разные, религиозные, идеологические, жертвующие с потенциалом. Вот в этих кругах сердце, что руду отдешь, уши, что облапошить, дешь, и потом те начинают в Бельгии устраивать теракты против НАТО, там, всякие вот эти провозглашать там и всем доказывать с пеной у рта, что у нас исламское государство там и так далее. И вот это дальше уже несут вот эти идеологии свои в массы. На мировой арене там вообще плевали на это. Никто его, не серьезных, волчий, вот именно в общественность, они их, как бы им подкидывают вот эти всякие идеи, чтобы те топили дальше за исламское государство, за свои, халифаты, за свои идеологии и учат их, как правильно такие делать кефиром. Хохкуза хардари, хохкуза вождари. Ссылайтесь, типа на чеченцев, на их законы, на их какие-то принятые государственные законы, на Конституцию, и тем самым таким образом будете оправдываться, сами будете очищаться, все будете валить на чеченское государство. Четыре процента. Бусал мабуевая нахбур. Луком вообще там это кажется, уж вообще минусовали нас. Бусал буй, верш вообще счет не надо их брать, можешь. Группка юбов, барится. Президент еще партия, потом депутат любая. Да, и следующим утверждением можем даже. Да. Шашуются шизофрения, ёпция, без противоречивости. Шизофрения, я Багдайк Садович, любой гумдуич, врать буду. Советское, вот это царско-советское время, лозунг полуправда хуже
лжи. Именно самое вот проблемное, что есть полуправда. Яйцо сбивать без основной массы с толку. Какие-то Да-да. правдивые вещи они говорят. И плюс это, да, 95% правдивые вещи. А 5% ложь. Видишь, вот этот крючок, на который они цепляют массу. Чухвостся популизмом. О, какой ты честный, прямо говорить, как есть, говорить, вот когда у тебя сознание вот от этого массы информации у тебя на анализе сосредоточено, и туда вкидывается вот это 5% своей лжи, и через это даже самый логичный человек цепляется там. Худшая форма лжи и полуправды, действительно, да. Самое это опасное. Тесла, а ты знаком с опытом шлюза? Слышал. Шлюз Милу немец, что ли? Не, это имеется в Если виду состояние. Расскажи нам, просвети нас. я, честно, еще не ознакомился, только начал читать про этот опыт и его отчет ЦРУшников. Хотел узнать, знаком ли ты, что скажешь. Этот опыт, он разъясняет природу сознания, насколько я понял. Там труд на 35 страниц, вот надо ознакомиться. Я тоже так в шортах видел вот этот момент где-то когда-то, просто вот в общем понимаю, о чем ты, ну так в деталях, к сожалению, не помню. Вы работа мясо. Я тебя в одном канале шаманическом, там, короче, увидел документ, связанный с этим, и решил изучить его. Сознание хляц, цум природ. Если, насколько я понял, я полностью не ознакомился с трудом, но там вроде говорится о том, что, короче, все, что мы видим, все, что мы воспринимаем, это ограниченная часть мира, основанная на тех органах чувств, восприятия, которые у нас есть, и той информации, которая поступает в мозг и обрабатывается им. То есть за пределами там наших органов чувств может существовать что-то другое, и существует, вероятнее всего, просто нами невозможно воспринять, начать и обработать. И дока Дэнс зачастую тоже. объяснить ей донлис. Да, ёлку, сейчас свой Не, объяснить это ей не про донлис. чакры, это реально происходит сознание, как захват сознания. Научно трудишон, это ячуны, это холцено. Ну, короче, это дешевые, короче, какие-то сказки, не сказки. Царуш, отчет ела изучить, короче, выводящие на цохляц, изучить, короче. Ну, они изучали с точки зрения вот своей этой разведывательной деятельности, как это можно применить для борьбы с Советским Союзом. А так, интересно, тема еще хала. Ну, если Донах это небольшая очень там важная тема, и изучите масса доклад. изучите ешь тема. Все, кто Не, доклад более-менее соображает, изучить. Дикердерк было бы хорошо, Запрещено если вставать ты из-за уважения. изучил бы там. И чухваса, и говорю, и книги и он был в чате. В комментариях. Это Да, в комментарии можешь закинуть. Да, куда угодно Да, закинь. я скинул вам документ, можете ознакомиться на 35 страниц. Митчу Косина, брат. Радио Маршу. Последний пост.
Dedik şu. Garidi. ويتعيط شو أنا بغضويت يا ده سكويريس في أبو شهت يا شو في полигон كارثة ودرون شو تعمل Математик, дичем, дуй. Рус спецназ EU, ючек. Рус Типа университет. здание Ягина да. Бах. Пустое хилдаба издание. Ханкалай, он затюхаю. Там пустого не было бы. Ну, сега подготовки, аж мои подготовки, аж обувочь, сега делают подготовку. Цунбельте, он долго болтает, сейчас я мейлери, да болтаются, да борщ делать не можешь, да, 10, 100 борщ делать не можешь, а и доиграетесь, начнут Действительно, совет лойшер, масар, эллинж, аман эллинж, гуч маях, масар светить маеш, вы же обозначиваете цели, действительно. Не надо, это не то время, чтобы сами себя, как на себе вот крест красный метили, чтобы вот бариш бельчина цегош мови соль собой, светить, смотри, чему это. Зузукети, варак так дойш, он сейчас кайсту что харяц бош. Типа это прямая агрессия против Чечни, бош. Украины. Какая еще Я прямая предупреждал его. Тут бронетранспортер, это боже. Вы же моя, вы же джип, мою самопальную, джип, санца, он мои баги, санумш. Туза, я самое, сами сделали провокацию. Там тут другой. Не было там никакого дрона. Не слышали. По мере расширения географии везде яттарются. Ханкалайна қиетарю. Қиеч раски базнишна қиетарю. То есть всем Главное, раздадут. не рыба. Да, всем раздадут на орехи. Там вон война Ирака и Ирана, она вот, я как раз аналогию эту проводил. Иштом хадбу элеркас, если кто помнит. Когда вот и Саддам Хусейн пытается иранцев терроризировать, чтобы они это уступили, эти территории, и ракетами Тегеран закидывает, скадами. И иранцы в ответ ракеты кидают, короче. И так они 10 лет друг друга ракетами обстреливали. В конечном счете Ирак, короче, так и не сумел эти территории отобрать у Ирана. А Ирак вообще есть сегодня или что это такое? Есть, конечно. Хотя он, да, под иранским влиянием шииты там пришли ко всем этим постам власти под мощным иранским влиянием. Одновременно там еще американцы до сих пор, что действительно удивительно. Все смешалось, люди и кони. Вот, я об этом. Так, дальше ладуам саллаш. Давайте послушаем. Давай. Кто за, скажите, чтобы я одна не была. Не, я тоже за, давайте. Да. Вот там, которые они там пишут, вот это, да, они не понимают одной простой вещи, что то, что мы внесли туда, что ислам является государственной религией, это не значит, что мы делаем эту
что у нас там не было это датарское, первую конституцию, первый отчет. А сейчас мы просто обозначили, с одной стороны. С другой стороны, я зинду, и нет никаких прав у народов, даже войнюк и болнахбы, кречь омабы, сюли, бала, уиш, бала, авай, бала, ну, любой, да? Или там другой. И если он гражданин нашей республики, он не подвергается преследованию, это значит шовинизм, это национализм, это вождь хидер алга, это можно было бы сделать. Что кейтарится, гудуется? Подмены, шо, вот этот Тесла, у тебя анализ более глубокий, может быть. Проанализируй, резко. Tesla цари подлог цейнари, бусул дац эл штаб, да, показалось бы, что мы Виноват чеченский национализм, а не бусул. Они знали просто, что бусул дуется, хару. Да, типа, ты национальность, зажимайте, ишь ты таришутуна. Ты национальность, Да, если мы на чеченском, если мы бусулдин на чеченском национализме, мы как бы все пути им обрежем, да, обрежем быть не чеченцами в нашем обществе в плане соблюдения наших законов и правил. Все, у себя дома, хоть на голове стойте, это ваша жизнь, живите, с ума сходите, как хотите. Но в нашем обществе, пожалуйста, будьте добры, соблюдайте наши законы и наши правила поведения в обществе. И все. Какие у вас могут быть проблемы? Так он же подмена, я ж могу, у нас же четко в 43-й статье прописано, что каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Точно так же статья о национальных меньшинствах присутствует, что они являются полностью граждане и имеют такие же права в соответствии с международным правом. Да международное право даже рядом с чеченским правом не стоит, если тебе по чесноку сказать. Хида худуется, интересно. Хела, ишта. Так, из анекдот дуется, дарас хочу асунцо, дуючу нахтарда удала. Слишком издупес. Муслим и другим я говорю. Если бы дол визам дуют международное право, почук и куйсиш лечь мабуешь. Китай, Россия, Индия, разные религии тоже, разные. И они вот против этого бьются. А здесь эти говорят, что человек должен быть равноправный, и человек имеет право там избираться. Да, кузов закон был, араташ, допустим, из Франции, далях, еще далях. Они по нашей логике не совсем подходят, потому что не подходит аль-худуха, шай амлаш мой, шай закон шмудука, шай адат шмудука. Так, ухайрецаться, ну что охерно. А и война, в этой штате, это не значит, что мы же видим здесь, насколько это мизер давался. Вообще их не видно. Это такие вот самые главные худуэч. Здесь можно, народ выходит, выбирает здесь свою власть. Мел недостаточно такое, лягко захарился. Они так, например. Тебе квартиру дают, тебе социальную помощь дают,
тебе, значит, твои права, в принципе, здесь как сохранить, да, здесь закон иду. Так, а поезжайте в другую страну, даже вот арабских, Кеша, там примерно этого нет, они доделают это там по своей доброй воле, а законом утвердительно даться. Почему? Потому что этот диктатор, который там сидит, он хочет это делать, хочет не делать. Но самое главное, куда они могут диктатор вы, диктатор, самое плохое для демократии, что? Когда диктатор лучше, чем демократ. А это не бывает. Он сегодня хороший, завтра плохой. По закону он может делать все, что хочет. И что? В общем, вот такая ситуация, по большому счету. А и нахуй, которые там, они понимают, что, допустим, Аслилов, да, все налости, что мы являемся людьми, которые мы были еще мы были нашим народом. Мой специальный закон, в соответствии с Конституцией. Мог доляться мелбу, да, вот пока на нашей территории находятся оккупационные войска или, значит, агрессор, пока последний агрессор не выйдет из нашей территории, власть, которая избрана на последних выборах, это президент, все его заместители, это парламент весь, это орган местного самоуправления, это судебная власть. Хотя они сохраняют свои полномочия. Они держат бас и махкар моста арвахкалц. Киадал тер харшба ояц. Цахал из арвахкни. Цаадал хихар и адал дыхеткани. Отсюда хорда ишт закон. Цыгаха есть только одна поправка в законе. Нагасан и нахбуй. И ты венул мосту, цун аоргал, предатель на стороне моста или Нагасан, если он отказывался от нашей Конституции и декларации, которую принял наш народ в 90-м году, общенациональный съезд. И что он был? آيات صنيس قيادة جاكون دحل دريا هيت ستالين دشنش или ГКО. Я сам член ГКО был, первый ГКО. Я был первый заместитель председателя ГКО. Он был член, когда был уже председатель, я был зам первый. Потом во втором ГКО я был тоже член ГКО. Вот с ГКО царцик был большой, он весел, что он делал, царь, что вес зародыш, царь он делал, что ватса лучше, он весел. Это мой братик, бяхкам, мусор, это мой братик. Царь, Dela atin dela şu ayet tiga visnari uza tuola tuam. Este чур тюан. Короче, кисин, да, стигерс диттин, сәл тошяш. Ладижен хирмадара, минутет ченгес. Давагатин, вайтуан проиграет поэтому. Ибраим, и что дючил закон дать в феврале 97 года по ГКО. Ахеш ватсон его. Саш, закон надуйте Бараси, если они сами распустились. Царь-бяхкам в феврале закон дать. Тот закон, который они в феврале 97 года принять не было, что этот вид парламента, что выборов в этот парламент не было, значит, это тоже незаконно, эти все решения их.
Самораспуститься один бойл батиш. ГКО, юка, мичерхули, если он сам распустился, парламент распустите, да он хилчер. Лёха, элементарным дучигат, халума дас. حينصعم يقدق لا ناخي خات يشوي ناخي خاتا خاتا شن مو خيتر أبيس ندين سبروا أحون ديشتور هو بعندوش ديشتوار هرتديش تداوش ديشتوار يقينك داسوي تعنو شنوي هرده هرتديش تداو إيش تردو وجدو أبيس ندين أسناخين دواي تعني دواي لا тогда базару нет. Все мы равноценную ответственность несли бы за все наши грехи. Но когда тебя вообще ни во что не ставит, вообще тебя никто не слушает, народ, основная масса за бортом остается, и кто-то миссионерами себя назначает, и своего имени делает, что им в данный момент ситуация велит. Вот если эта ситуация такая, что народу спросить некогда, некому, и нужно ответственность на себя брать, личное свое решение, это я понимаю. Но когда у тебя есть возможность спросить, и не спрашивай, ты делаешь это палка в закон, да, Дубовник, да, в 97 году, в феврале. Это такой же, как его предыдущий царь, изменения в статье внести. Насчет ГКО. Если этот парламент распущенный был, а если этот парламент был распущенный, откуда он собрался? Если он сам написал заявление, соскочил, что депутат швейцарный, соскокил, а как он опять там появился? Это незаконно, модуи получается. Его во втором созыве парламента уже выбрали опять еще раз. Но до этого, вот, царь Ленин, до второго парламента, из-за подлогию царь. Они, то есть, вносили, пользуясь случаем, пока вот этот парламент, ничего там нет у нас, эта власть, она не установилась, пользуясь случаем, они вот эти вбросы, там Эндербиев, дофига каких-то этих указов понапечатал. Но он-то еще имел право это делать, потому что он как бы замещал президента, потому что он вождь. Агара парламент бубошчар, все равно даже вице-президенту принять дештек парламенту узаконить дадеш мадуис. Так, как бы подлогщи напцер. Этот принимал, эти якобы там узаканивали, собравшаяся кучка несуществующих. Насчет ГКО, то ГКО это орган, который создается на военное время. Как раз таки он и, ну, скажем так, заменяет парламент. То есть, если парламент не может работать во время войны, то создается ГКО, Государственный комитет обороны, который, например, в Украине может парламент работать, а у нас не мог он работать, потому что парламент разбежался, и ну, у нас не было места, где бы нас не бомбили полностью, полноценный Швейцар, в отличие от Украины. Так, в соответствии там ГКО, который решает вот эти какие-то проблемы на момент военного действия. Потом, после вот этих военных действий, этот орган, он опять как бы распускается. Из дутига.
Отдых, Хиллари. Сумунхам Саку что-то повыкидывало людей. Кому-то Меня тоже очень не другого понравилось, вопроса. как мы общаемся. Лёхок людей выкидывает. Но я Так, на чем мы остановились, как говорится? не Идигов, когда стал в парламенте, первый Завгаев, Разогнатин, там парламент выбрать, он председателем был. Потом Тромбалли, там он написал заявление, еще человек 10 написало, Россия была без добавок цигар. Лёхок, можно я спрошу одну вещь? Я просто чайник во всем этом тоже пытаюсь разобраться. Вот мне интересно, да, Ибраим говорит, что как бы получается, что здесь только русня, да, виновата. А вот этот Фатхи, вот эта близкая дружба этого шейха Талиба с Дудаевым, теплые отношения с вот этим саудийским миром, можно сказать, какие-то взаимоотношения. Допустим, Фатхи в 90-м году он начинает свой этот крутой проект, да, салафизма. И как бы потом становится советником Дудаева. Яндарбиев, там вот это вот. То есть здесь связи никакой нет, да, получается? То есть здесь только русские виноваты. Арабы здесь ни при чем, да, получается? Как бы. Русские Арабы вообще подсылали ничего этих не людей решают. Там арабы вообще ничего не Дудаеву решают. подсылали этих Ихние людей. спецслужбы решают. Ихние спецслужбы решают. А всем этим оркестром руководит Россия. Арабские страны – это дойные коровы мировых сильных всего мира. То есть вот этого Фатхи и вот этого Индербиева, получается, подослали к Дудаеву именно русские, да? Правильно я поняла? Здесь никакого подвоха, просто мне интересно, я Нет, при чем пытаюсь тут русские? понять. Русский такой национальности не существует. Это прилагательное. Папа турок, мама грек, а я русский человек. Это миф, созданный, чтобы болванить людей. Это вообще мировая практика. Это все взаимосвязано. Без позволения Надо оттуда вот говорить это не Кремль. происходило бы. Кремль надо говорить. Хорошо, Лубянка, получается, оплатила вот этих два крутых проекта, да, которые касаемо именно радикализма.
Зачем им оплачивать? Они их обучали, они были студентами когда-то в 60-х Ну, я и годах. Зачем говорю, они Руден, оплачивали же, это же не Руден, бесплатно все всякие. происходило. Я, Да, они я, во всех арабских извини, ну, странах, по вы даете Африке, право сказать, и везде. потом, ну, ладно, Бяхмалин. Бяхмобиль, Афланги, я думал, не слышал. Фатхи, университет Патриса Лумымбеза, он язык русский знал лучше, чем мы. Он Но он иорданский университет человек, заканчивал в правильно, Фатхи? Москве. Ну, а иорданский, это работник спецслужб, он заканчивал университет Патриса Лумымбы в Москве. Вообще международные университеты созданы для того, чтобы создавать своих агентов влияния во всем мире. Да. Ну, я к этому и говорю. Лубянка, получается, была основным Ну спонсором вот я ж, этого проекта Фатхи, да? ну я ж тебе говорю, Лубянка руководила всем этим оркестром. Там оркестр, получается, те спецслужбы, те... Оркестр ты видел, там сидят эти, тот этот на рояле, тот, получается, на скрипке, тот на баяне, там сидят они там на Дирижер барабан. Лубянка, Это все получается. руководили. Да, конечно, и дух и бошный, да, Симон. Ибраим, рука шукречем, что-то его выкидывает и выкидывает. Я не запарился включать. Явно 25 человек забанили специалистов. конкретно. А Не он дом нравится. куда-то, что-то не нравится кому-то, в Эдисер даже затрагивает этот вопрос. Опять выкидывает людей тут 24 участника только. Да, кстати, меня тоже. Меня один раз выкинуло, до сих пор держусь. Непонятно. Наверное, не настолько опасно. Хамадавайнир. Заза, когда нечего сказать ни себе, ни людям, промолчи, может, за умного прокатишь, Ашу. أصلا أكيد تمار شغل حمدوك خايو خزز. Марша Мукшелмаса. أصلا حمد عليه شو. Поездка я в дороге уезжал. Сейчас да, На курсы повышения. На курсы повышения квалификации. Дица. Чума дать это как, простите. Не, Леха, пусть повышает любую квалификацию, главное, чтобы он для народа. Да я за. Я только за. Я не обижаюсь, мы у нас политические дебаты с тобой, ничего страшного, это бывает. Не, ну тема сегодня явно очень интересная, даже очень замороженные начали появляться, да? Вынудили. Доки Милвари, Булак, марш долго. Разборка, шо. Асам Хаскиевич бары на курс квалификации, когда посылает, я только рад. Да я еще тогда это сказал, и сейчас повторю, мне не зазорно. Любой сфере, ашештела, генерал, первый, орда, да. Главными вы становитесь там, тогда вы нормально порядок наведете. Санитарами этого лесного мира надо становиться, где
Раз, 415 база на связи. Кто-нибудь есть? Все есть. 28 бивац. 28 бивац. Вроде и добавились люди, но количество не... Кудяшева, Муво. Леха, интернет, конфигурация, что прими меры. Принимаю. Леха, козел. Ничего интересного. И Диго, хэш всегда 5 як мастер. Сахитерсо, Идиго, удича хэш хубара. И Диго, хэш 5 як мастер. Рыбака видит издалека. Себя не уважать. Улицу. Без бутылки не разберешься, тут дыцать, поэтому. Сам себе он против... И врет, за каждым словом врет он, получается. Сунделя там у него лицо дисанг, даци, он не совпадает. Врет, Алан, заблуждается, Алан, Леха. Все-таки в возрасте человек. Хорошо. 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 Пускай будет так. Все разговорные, а что фильтровать доцу? Все-таки сихца лучше потихоньку, да? Монотонно, да? Аккуратно делай, что. Не, вы должны понимать, это старый профессионал, это кладезь профессиональной деятельности. Понимаете, как он крутил-вертел вот этим всем движением, по сути. Строительная организация партработником он был. Как его туда на эту должность выбирали, я не знаю, за счет чего его выбирали. Я так слышал, что... За счет харизмы. Джоухари, не, Джоухари щичали на любого штата хозяйства, что-то такое там я слышал. Джоухари шорт щичой, мах чой, ижри диаси амэр бахирбу, но ищет. Если нет самого таланта вот на эту вот публику выйти, вряд ли. Ну, он же, я говорю, тоже потянул большой строительной организации партийным работником он там был, председатель партийной там, по этой строительной организации. Они подотчетные все были. Да, мы в данный момент не по отчетности, а о профессионализме людей говорим. Ну, Зурдукетис, яхтан волшон, Тедеркис, он заканчивал какой-то на партийных работников, но какой-то университет, какое-то отделение заканчивал. Да. Из этой серии. Политехникум яхануета. Нет, политическое руководство. Sunumca, это ты баш профессионал. Если сам подметит, ведь перстига сход, да? Он там говорит, что уж собой надо кефир изложил. А потом дальше вопрос задают, в нашем государстве имеют право там руководителем, президентом быть кефиры, короче. Конечно, имеет, может.
Иду до Тойзанс, очень ломаю гелак, да? Ломаю сун. Вот кефиршин, хомак ежер, сунак ежер, во, со он, кефир. То есть, Вамитяу, острослов, его слушать одно удовольствие. Да, чё интересно, за майор. Иди его, так фирш, да? Зажимать, зажать. Зажималая, зажиматель, где шли? Big has или Gainer has, лишь удается. Генер has. Big. Ибраим, и все равно и срок, когда он Идигов написал заявление, вышел до том были вялей до кинобошем парламенте, Модинаца, как это было, какой потом, как они собрались обратно, на основе чего они, если написали заявление, ушли из парламента, так как-то восстановить Бенцах, или штат сигаш, какого числа они восстановились. Имели право, Не, не имели вообще права. нигде, никак он может восстановиться, если парламент уже распустился. Так, и босс, так как они могли вот эти принимать решения, это незаконное решение, что даже 42 человека, Каринок или что они задним числом все это восстанавливали, что ли, вводили изменения в Конституцию. Значит, незаконный юкаш получается. Все это, что он рассказывает, басни, это все незаконное. Тем более парламент сплечен в работе на русню. Тем более Бог. Да. Их 10 человек написали заявление, соскочили оттуда Бог. Да? И парламент распустили. Да, вот эти первые 10, в них ходил Идигов, которые сложили полномочия парламентариев, депутатов, и ушли в команду президента, то есть его поддержать. Он что прорусский был, все, мы складываем с себя вот эти полномочия депутатские мандаты, уходим к президенту в команду, поддерживаем полностью президента. Как оказалось, это было внедрение, якобы поддерживает президента. Оказалось, что он внедрялся постепенно. Да, а потом... В каком парламенте, я не пойму, в каком парламенте он председатель был тогда, получается? Первый парламент при Завгаеве, распустили его. Потом собрали второй парламент. Ну вот каким-то образом он становится председателем снова парламента и собирает вот эти вот депутатов, сложивших полномочия. Да, Буденовку поменял, опять власть меняется. Жохар Суэна, вас президент, а Милута президент Суэна. А что так можно было, Бог, так ну куда как раз? Ну и Бог, как это получается? Как вот эти ну, закон, закон. Он срочно вешает и ОГКО закон вешает, это мой один сухие к какому президенту он ушел?
с парламента, да, он к какому президенту он ушел, получается, соответственно. Тут Джахар Вовчваны, да. Произошли президентские выборы, выбрали президента, выбрали парламент. Потом по ходу дела стало выясняться, что больше половины парламента это подрусские шпионы. Начали выносить такие законы, которые нас потихоньку, наш статус республики стал потихоньку подрусским становиться. Тогда народ опять вышел на митинги, сказали, чтобы парламент распустить. Президент не имел права от себя распускать парламент, поэтому стали происходить митинги там туда-сюда. Короче, президент стал на сторону народа и парламент распустил. Но председатель парламента Идигов не ушел с парламентом в отпуск, а как бы перешел на сторону народа якобы, на сторону президента. Он никакой не председатель. А кто он тогда? Обычный депутат парламента. Депутат парламента. Ага, да, он из числа тех, кто перешел на сторону президента, правильно? Да. Вот. Да, он поддержал президента, перешел на сторону президента, парламент распущен, парламента как бы нет, потом начинается война. Вот так я понял тут хронологию. Ну так, откуда По-моему, он по принципу война, фигня, главное, маневры был. Вы как бы выживаете, шуйте. 42 депутата-то? Откуда взяли 42 депутата тогда? Вот из тех депутатов, которые распустили, которые по подозрению в работе на Московию, там туда-сюда, в период между Первой и Второй войной, после убийства Дудаева, начинает вот этот вот распущенный парламент уже состряпать заново, собирать его начинает. И парламент, цыгатый парламент. Да. Если не хватает по нового парламента, меня спросить. Или сейчас выбор, или шмэр, Выборы были в 2003. Ну вот, да, в 2007 году прошли выборы под наблюдением всей мировой общественности. Выбран был парламент. В 97-м. Да, в 97 году. Но до этого вот эти вот кучка самозванцев, они уже там нагадили и дали уже вот этот фундамент вот этим новым депутатам, которые не знают, что они подсунули. Они не имели никакого права, получается. Все незаконно. Мою царь Иногят, он вообще-то пургу гонит туда, получается. От себя гонит. Он но на этом основании, на фальшивой уже конституции, они пошли дальше. То есть на этой основе, на фальшивой конституции были произведены вторые выборы, где избрали Масхадова, и Масхадов начинает исходить уже из измененной конституции. Вот в чем тут, фишка вся. Потом внедрили шариатские суды, потом подошли разрешение всем джамаатам основываться в Чеченской республике, основывать свои какие-то организации, братья мусульмане, сестры мусульмане. Куба. Это канал Духса Вени Видевича собрал чемпионат. Последнее слово Гуэль Сахитрош. Вени канал понял, последнее слово не понял. Губар. А по теме, что важно, умол, что ты дуку, да? Да, что важно, Дарис. Высказать, Садыч. Doğru. Вы имел в виду, гума, да, царду важно, да? Дякую, що вриватися куди, двічте кудою. Дякую, що молодці. Так, молодець, що куди, так. Ну, сейчас сам вот этот человек, у нас же разграничены, мы четкие власти, чтобы согласно там вообще с демократией, согласно
с нашим менталитетом, чтобы вот это, согласно, зная, что вот это вот наследие русского мира, Советского Союза, оно вредно для нас. И в соответствии с этим у нас четко разграничена власть. То есть это законодательная, исполнительная, судебная система, которая специально три ветви власти, чтобы они каждая по отдельности работала и каждая друг друга контролировала. А тут что получается? Гарзат Кубош, депутат парламента второго созыва на тот момент, Илигов, который в законодательной власти депутат, но тут же и залез в исполнительную власть министром иностранных дел. И этот человек вахин закончил закон, один по закону, по конституции, боже. Ну, человек реально рассматривает весь наш народ как кучку, там, я не знаю, индейцев, да, как его отношение вот такое сразу выявляется. Но сразу видно, что он той школы еще старой закалки, да. Не, он нас вообще в счет не берет. Тут проблема в этом. Еще раз подчеркиваю, Сацустагец абсолютно как человек может и вообще сейчас имеется в виду вот это законное, незаконное. То есть здесь сейчас обсуждается не какая-то личность, а вот это чиновник, который совершал подлог, который совершал государственный переворот, чиновники, которые заложили мину замедленного действия для нашего народа. Ну, даже не сказать замедленного, почти, короче, чуть-чуть затяжной детонатор. Ибраим, проблема в том, что за каждым этим чиновником стоит хоть какая-то личность, понимаешь? В этом проблема. Это опять как баланс тут нужно. Нет, ну сейчас задача такая, чтобы разобрать. Как всегда, Масхадов, Сокрецах, Масхадов, что делал вообще тогда, получается? Масхадов воевал, Масхадов сидел в окопах, и когда уже довели дело до выборов... Нет, выборы провели, он что, не мог увидать, что это что это сделал, кто это сделал? Ну, когда муфти Яндарбиев, муфти Делах Курсак, да, Джихадин Арвиасак, Шисада Дел, искренне там, может, он, потом главный мастодон чеченской политики Идигов, потом все остальные подсовывают ему измененную конституцию Масхадову Гудиду, когда Кадыров ему там говорит уже на уши, гунядок, да диез бусоп, диез Масхадов Судиду. Масхадов взял то, что ему дали, и от этого исходил дальше. Да, от этого отталкивался. Мы его сейчас не будем оправдывать, но дело в том, что надо же правильно разбирать это тоже. Яндарбиев, когда полностью там Масхадову избирали, вот это вот момент, либо до, либо после инаугурации, где-то вот на этом моменте, даже там, по-моему, видеоролики есть, где Яндарбиев говорит, что полностью yüzün Busul Pacha halkı aluşuşa Масхадовик. То есть, осел, да? Да, за вот этот момент, как с Русней подписали договор по Союзке и до выборов президента и парламента, вот за этот период царь помял юкадехн укази от парламента царь Мелинов подтасовка. Вот опираясь на это, он говорит, юзин бусул пачалка, алушукша. То есть у них задача была заранее, еще до выборов Масхадова, радикализовать сопротивление России, создать основу, на которой они сопротивляются. То есть создание там от моря до моря халифатов, вот это всякое. Нужно было
официализовать, ну, в смысле, как бы официально сделать. Просто те, кто стоял за ними и их к этому начал подстрекать, к вот этой пропаганде шариатов, предвыборной гонке шариатской, он их надул. То есть их конкретно надули. Вот кто это им подкинул идеи, давай что шерклюич туда. Поэтому лил шмоу и масна шариатский ду, и исламский ду. Совачун, рюкадех, на джахер, сюкадех, дол шерк душун астаган, короче, и та дешишь. Масна хава шерк Даже ду на шерк. этом на себя ответственность не взял, да? Да, отцул и шерк дитин, и предвыборная гонка, и за него 10% даже не проголосовал. Меньше, да, меньше. И это, то есть это полный облом мой, полный облом и Диговский, и Яндарбиевский, потому что вообще на это никто не клюнул. То есть люди выбрали демократию в лице Масхадова, на втором месте в лице Басаева. Но потом уже, когда Масхадов в эту должность вошел, он уже отталкивается от вот этого, то, что ему подкинули. И потом и разно, и дечк гайлу, и гатан гайлу, и митинг ши антимасхадовский. Сун, короче. Зыкар, шлящие баря, бяхца жёг штишком. Да, Изхакар возглавляет мою Радуев, Луш, наверное, дуй что, والله نور هنا نج جوهر مرة ولا حوالي الموسى هنس ينو كويس بس هذا واتشون تين جوهر وحوارو ما دالش بودن روليت وناس будет шариат полный бош наверное что هم нечто Кай говорю, что шлящ, бош, кай говорю, да, жёгары. А тому приходится с этими шариатчиками их тоже задабривать. И с ними, короче, Хазгамел Шляш потом едет вообще в Америку, и там полностью антигосударственное высказывание сейчас. Мы строим исламское государство. Это где сказано вообще? Это откуда вообще? Вот цунде гинсталеч, Дина, вот халка дюнда, и разобрать дешевич. И детальше разобрать тяж. Полочку на полочку шиши, мет ухадуш, разобрать дешевич. Мечер хаду, хагу эла, хагу дину, хау сарача. Мы не разберемся, как дальше идти, с чем мы столкнулись. Как нам вообще действовать к рамадацию? Вен ендер бьет ахкащица, вышла, идея мухрица, вышла ахкащи, цалидина, куду, мы кухоли мухкача, дуня почалка, дуня герга, то есть дуня юки почалка. Юки дуня гявель мухкушту, только лишь провинция Москвы, если бы только лишь провинция Москвы, значит, все наши войны зря, или же мы рассматриваемся как потенциально опасные, как бы, радикальные общества. Вот так вот. Если мы детально разбираться не начнем, это не просто так вот сейчас собрались и вспоминаем историю как анекдоты. Надо рассматривать, что у Дугов, что каждую персональную личность, их деятельность, результат их деятельности, чтобы потом дальше действовать, когда худу дишь, худу дишь, вы ему думаете, хау, муат, как долго, хау, мадацу, аму. Бардуан, Мелалер, но с анекдотами я не согласен. Многим людям именно через анекдоты, через сарказм, через вот это вот явное, показательное, театральное, показать, насколько они неправы в своих убеждениях, именно это и для этого и делается, а не того, что там тут сарказничает. И вот работа Закаева продолжается по той же линии, которая была тогда еще начата. И Дигов отошел в сторону, раз, его там, короче, не финансируют, не поддерживают в силу его, короче говоря, там, не знаю, каких-то возрастных особенностей, или, может, уже поняли, что он уже бредит, нет, по возрасту, да. А вот Закаев, Закаев, именно и халалейт, и няхбу, вы почалки цехотить. Вы бух, подменить бы, бех бы, лишь Закаеву, короче говоря. Егга команд лиршик, закается нюха больше массу команды лиршик. Уже там через одного там агент шмовуцик больше. И лилиш, и царили треш, почал царили треш, лирш, нахма буцика.
размывает нас на какое-то кавказское государство, не чеченское Ичкерия, а какое-то кавказское общее, что-то, коммуналку нас обратно загнать хотят, какой-то мини-Россию. Вой бяхки хирдурш, да, Дагестан чудагар, вой бяхки дырк, годи бағабалыш, әрі да айтан. Вой бяхки бирцар да, қайетсін, туңыты қияттар. Всегда ворк поддерживают, конечно, ЗК ворк из одного. Не, Орон, я тебе давно говорю, он на спецслужбе работает в России. Все задания получаете. И сейчас деньги финансирование получает, и их движение, да, финансирование получаете. Умничаешь, лежать, ашейбол, да, ашейбол, бекуза, шудуку-дукуза, вы там должны разобраться. Это яхтуете, войдёл болчан, ЧДП, МДП, и царь, подразумевайте, что идите в смайлер. Вы куча, вы канал, их узадите. Это Аргенашван. Мой Они вообще в чем, да, схамил мадеху, чё. И вот, step by step, танты ссылаются до Генашван. Типа, как вы можете, эти люди погибли там, туда-сюда, может. Но закая прием. Что перла может, что масхадос, элла днista, тьму, самуне. Но я видел те разбор, там была эта версия, там была это, короче, Да, типа, так говоришь, вот, днista. сразу халаты есони, масхадос, эллак, дать конкретно, цуно лет, эллак, ашен шаиди, штига душа шуал, дать, водове дауан, вот совош. Да, так, из-за незыблема халдия, что? Ну, хакар, они типа ссылаются на память вот этих каких-то людей, да, которые там своей жизни отдали. Ему типа сомалайся, я, короче, ну при чем, я не виноват. Вот царь, во имя памяти их, короче, там, благих каких-то деяний, поступков, во имя их героической гибели. Шарикат. Ибраим, тогда мы можем сказать, тюрьма слышана, что лежи будет, ряд не поставим, и что пожизненно, да, реестр будет тюрьма. Там две стороны медали. Одни умерли за это, окей, но другие сидят, до сих пор сидят. Вопрос Да в другом. прямо на выходе убивали. Прямо 2 недели, когда оставалось до выхода, его тело выносили. Да, их еще уничтожают, да, когда выходят. Эцел 20 лет, 25 лет бедолаги там сидят в тюрьме, да, ни за что, просто шейхом, да, свободу езжали. За это нельзя сажать людей. Это антиморально, это бесчеловечно. Вот на них, на их действия, на их естественные, природные действия по охране своей земли, страны, семьи накинули, якобы они были на чем? На шариатском пути, на пути ислама, на пути еще чего-нибудь, там, я не знаю, короче, звезды Нептуна и 5-10, и его вил, короче говоря, да, но не на своей национальной идентичности, на своей родной земле, на своей культуре, на своем языке. И это все ерунда. Это все, короче говоря, мусор. Вот были их цели. Вот, и как наш шейх Хадис, так она себе, ты лишь моя цель, она лишь философствует, да и, короче, да. Здесь там больше нет, да. Это Арбаху, адвокат, армячи, и каких-то организаций, по правам человека, армячи, получается, что они защищают каких-то идеологов, понимаете, вот до чего, куда нас затерли, короче говоря. Даже за этих заступиться не имеют права никакие организации, потому что они были на пути радикализма и исламского государства. Я мобила сам Жимчовец. Не, это все понятно. Нет, да, ну, а как быть? Что, вот все, они провинились, и все, откинем пальцы вот эти вот, выкинем от себя.
Кано почал того, что их нужно судить, бехки, хилаш, батига. А пока нужно эти списки, кто подписывал эти бумаги, 42 депутата хельвешу, то шаха бош, мадыви. Если они меняли закон, то должны были подписывать 42. Мичель Бойлиш, кто подписывал? Батиш, значит, это левая бумага вообще. Если ты будешь левый, то киевче заявление сейчас не добавляется. Там Вышли из вообще все парламента. левое. Там мы находимся в состоянии войны левой. Там депутаты распущенного левое. То, что их нету в нужном количестве, левое. То, что они вообще не имеют права менять государственный строй, тоже левое. Там все левое. Вообще, Да, там народ должен был менять, статьи имеет право менять, Масар голосовать ешь. Если они там приняли решение вынести в народ, поставить на голосование, не опубликовали ни в одной газете государственной, не публиковали и закон вводить дешевле даже. А еще дала, зато на весь мировое обозрение опубликовали Низам на канале, на своем официальном сайте. Его опубликовали. Низам, Шазам. Когда? Какой Низам? Где? Это в государственной газете в те годы должно было быть опубликовано. Там не было. Вот сейчас народ должен был проголосовать. называющий себя... Можно, на заборе можно повесить и на Да, но называют себя правительством. Да, вот со всех утюгов должно было звучать это. Надо было народ оповестить и народу объяснить для начала, что они приняли. И если народ говорит, да, это нам подходит, тогда принять. Если говорит, основная масса говорит, нет, ребят, и обосновывать свой отказ, почему они не согласны с этим. И если твои народные аргументы и факты выше твоих умозаключений, тогда ты должен согласиться с народом, там ничего сложного. Но этого не было сделано, и поэтому в этом положении сегодня. И поэтому оно нелегитимно, правильно? Естественно. Швек Хатич вообще под судик надо отдать. И список Швеха Геннадия, не список... И список... И в Международный суд за нарушение прав человека, да? 42 человека. И конституционного порядка, да, кто жив из них, и кто находится в Европе, их под суд надо, да? А он же как заповедник. В первую очередь нужно у него узнать эти 42 человека, новых депутатов. Будешь фамилии их не нужно узнать. Чингардец, Амохочендец. Закон по голосу, статья менять яшена. Сам говорит 42 человека. Где эти 42 человека подпись шмечаю, фамилия шмечаю. И раз ты шутер, в первую очередь. Ты предлагаешь выдать всю малину, Леха? Ну а как потом идти в суд? Чем мы пойдем в суд, получается, почалку? В общем, нет в отношении. Их судить надо за эти дела. В принципе, почал. Это факты их судить были. Не получится. Не получится. Окей, дальше. До почалку. В Европе Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. Маша вагуль. А что? Охузвался отдага доуш. Он бара. Маршола, Сахизерон. Ассаламу алейкум, антитеррор. Хазян. Цер ворса тацхаттер дариш. Сначала мог шпорот ярилоса, це исламион. Хуй гала русо пиромайскир. уже хайдан шиитер латахм дэрчай. Gözde pozabani düğme atsonis.
за нарушение. Он не знал правила, наверное. уже шишан тихо, винтиге хадуйте, что он сейчас дан начинает ходить. Цундел в целях его безопасности. Прошу Госдепартамент. Прошу Госдепартамент принять меры. Мама, хайданы шица забанит вуноцер. Мило, Садыч. Это дом. Знаете, мои мичеру мадиц, адрес мадиц, лично, как личность, вообще интересный отцом. Он даушвен дит, он идеология, он багатлог. И тому камел бешен, перебивать вешала довой он. Парматон, цель Сатурнир, он. Вагамона мовie. Алло, وانا как то مش فولوس اشتاق يترسل هذا يجنا ده رئيس خلص صحيح لو دانش لو سووش داتس انتي تيرور خازيون يحيلو بينا Вообще надумал, что вы на фэшватс, عينان كيف نهاية لسين проститут ки дочки фэшватс, учавате. Давай. Dayer pes Gosdepартамент. Бью обагию хвалил шо. Давай, идите. Не, хажа ше изначально ше хокуза у гайла у шишанте у хадвити шура хама дедиш. خشو يا ستار بيردون داون سيوق وشور اشتقني درا Сразу генеришун ше шишанте ашхила ше дек хама дицнецо уже шун как бы шах их там бы ше давай инша то хэр. Хизу ما шуша. نيت يا بلوش هاي الله ده أول تحصى هاي نيت يا بوش دي غدي أشوف بنا متشابوش جنيش Блядь. Артисты рано что-то вышли сегодня. ما شاء الله صونا مجرمة تدكتين بتغيرهم بر الله عليه يسير بوصلشنا İçastayır bu aşı kameldin şuyudun variti soğukun gi hala vel kun belşte Не, vel 40 vermo чонсо, ha блин, по-моему, он ко kun мне обращался. gi hala vel kun gir задний сальто яш короче движение рукас Но Да, вон да, с разворотом, не готово. Ребят, ну ты что будем просто так это ночи следуешь. Так что же это, как сейчас, что делаешь? Да, ну, я волчу, ты это акцент. Стопудово. Да, так Джеки Чан кино что чучу генешун за бахтина такая мажваши за тройной сальто шеш. На самом деле, что, буквально спортер, Кайл. А? Реально, что, буквально спортер, Кайл. هما دات شيف دان شاي تين دوش تاهو إز سنة تيجا حالة تتر إز تاهم شيء زوشي أتر نربوت تتوينا توزيك شي ملش بوش فيدران سودا بير شي تر نربوت كأيوي يخرس ولا بتكينو تو الله هروشون ولا هو خير لركتير لو تحول وي يخرج شيء تنخ زوير بوات تويت إذا واخا وشيشان تدا تحول كوزهرة إيردو هرة إيزردو إيش بوال بيش ما بوشت Sumba dekdīči štānā dintīči, nā, бук, это тут жить бук, что подготовиться вообще, ведь готово, что-то все, короче, по-любому, что что нам ту вожду, я так была, что оно ту больше, что ще не тихо полта, ты тормоза, ты то, короче, то тормоза, то шикал, и его это шелото. Чапаев очередной,
Саслан уку шивиан сталинист уер агуч турта. Давай его вискалит уер. Мелу алгана умаца. Саслан бош, его язин нагу. Лёха, танах абсолютно кириш, да, любой стагуях чуяшел, хом дашь, уяшел, амелден, еще уж мадуй. Главное, чтобы он на мат не переходил и не блудил, словоблудием не занимался. Не, из Питерса, просто и Сталин гич цун сурт мардуальный, цун памятник, и цун бюст, а я цил ершбиш, гич самексуешь. Да ничего, то, чем болеет, это не важно. Важно, что, как мы с ними можем договориться. Ali Stalin je nasledijat i uništiti jer Mohauš už Nohčiću. На Западе во всем мире. Ее величество шизофрения. Алханович hiç maçlar görmez yardım da по своей линии, короче. Вот Инда такая ты, короче, не гадай. А ты тут можешь сам, да, стих ты, Борис? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я что политика обсуждать, я что думаю? Не, заплыв на дальней дистанции обсуждать. Eu еще перду политик кидаю инсанс. Нордик как свой 5 пальцев. Машаллах. Машаллах. Орпоин, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, masu площадки на данный момент прямой эфир, дают пакет тигров ваш. Владелец буа язындай, коко собака, лешишко язындай, кудусу буа. Мечаю буа. Сдавайсон, яриц. Милуй, давайши. Ешел. Да, вырубай, да, вырубай. Манша, айет дуйтия, арбомотаца, айет дуйтия. Финанса, дарите. Еще и нано могут да, почему постоянно. Еще и нано обидеться будут ее. Еще и нано обидеться будут ее постоянно. Далеко только из любой аркус. Мокш бац мясо. Извращенные фантазии, чувствую. У вас извращение. Обратитесь к сексопатологам, пожалуйста, они вас вылечат. Вообще оголяли воображение. Субханаллах, Аджанцин, ты макейтан, чувство верующего оскорбляет. Нет, он верит там, половые органы материнские какие-то там, боготворить их, хочет там, жертвовать там что-то и так далее. Не трогай его религиозные чувства. Я не про религиозные чувства, я просто про состояние человека психологическое. Даек, милу модератора, даек как-то. Абу Бакар яллак датсто бог урвай. Аллах ты ишти орган. Короче, лаузи волуя. Женский. Да, ума, да? Еще полный еще. Только ночью отбиться, ночью голбира. И тупо за ногдек. Единственный. Ночью без подачи. Бусал пинчо хадися хадем. Два что женский орган. Языческий, короче. Вообще что. Язычество. Бусал беча из язычества на الدوج الدوج ساعات يخ وكرد يسوت نجوا وداون بوغتاش وصلنا بقى إن وصلنا بوت إن بقدر هذا إندو وصل إن دول وتدو شو إزداديت مثلا دموي
هنتي سورسا بوش مش توز интернет شو حبوا حكيت هناك как бы سورسا ничего продукция то провинился то сразу интернет сажают حال سورسا دخور صار ну и белли دعوة بس هنتي хочу чуха ой хочу бьёхнуш дичишь по-новому более эффективно использовать думаю чат что видео ну ламан марзоя ну после закинул это видео гала сигаса шипацан ну два узбека что ли я ночью мог видеть офицер 10-12 лет примерно церковь сахару пора не هو фамилия тупоголовый отморозок гуш мою с самого начала Sadece familj ستارش هایویچ شاو ماجين شوي تختارق شو نين هنا دنك وهنا دن ورنين باشتت يبيو خمش دويش то есть вот эти данные шаек хахой шаху кузаун значит это говорится о том что там вот это приветствуется там Димил Ханович церта зудачен собор делаться. И Димил Ханов церта зудачен, ты псурка его цадить нербах, типа из-за этого его на бутылку. То есть там проблема была не в том, что вообще на женщин там ты псуркаев или кто-то говорит что-то, а проблема в том, что о женщинах могут говорить только от других. То есть у них вот задание здесь сидеть и нормально ду, только что чухауши наш бат церный что бить чан церный ундельч. Ты что просто так вахенча фамилия цеха юча хузау. Если бы там сажали бы на бутылке любого кто зудачи не что умный что юч бештах покоданный шаютур моя церещи. Значит, там наоборот приветствуется, не бийцы, не межин шицы, не шемежин шицы. Там приветствуется, только их нужно каких-то инакомыслящих, там, критиков и не согласных с вот этой русской системой. Короче, людей, которые которые против этой системы все, вот церь, как бы, что езжает, это нормально, да? Нам цыга хор структура, то, что он за любой проблеме олша уже заразит бина мел бол. Кие черт карнаша от юртер командишься, олши ол штуз, без что. Конечно, заразит бина по всем структурам, по всем вообще жболчмет, ja, коллективный нанда чохажу штуца командиру. Сахом диалог вахт, ничего, ну не, чич поле, ауэлуэ уже порядки вещей там. На нюкца хороший, масала. Вот именно от хвостюта на хаден лаза дукус. Цер оказывается олши лез, хадица ля цер. Чисто резко дука через ёб твою мать дука шедок имел Советского Союза. Кемала забанчивали. РДС, РЛУШ, ЛДС просто мадору цельч, нахкет бас. Если бы там бы не приветствовалось бы, наверное, бейти туда-сюда, цацуна бахандин, типа, наверное, бьют на бутылке хишки, по русской вот этой традиции. Цауны один, короче, наверное, эллы, вот эллы. И хум хил чаха кашать, эш фамилиш прям, чахок отделя, уша, уна. Чипома, ти але чаю, ногче зудришн был.
Наверное, не аламацаба, но чизутри оскорблять бинабош. И бахпас. То есть, если бы это действительно не спецоперация была бы, действительно там кто-то там уйозван, вдруг по-русски уйозван, по-русски на бутылку фельдшер, то сегодня ох чуть-чуть лелш, ща у один, ох кузау, ща адрес, раду один дубоша, и на иное, что ежуш. Просто логически, ой, лещешь. И вы, Адам, поэтбочно, шдать. Гоша, взаимоотношения, бехдеш, да, лиля шумшлыш. Дудер, инан, и умнеш, дивитсит, что чё, подстрекать, и наша хернеш, мабу, хакер замдиректор, и хакер федеральный судья, семья, и ацар подстрекать, беш, и нах, умш лица, дивитсит, что это шо? Иш тохку заха, разные, био, баглевичи, короче, иш искусственно. Нахуй вица Ибраим Шейшевал родственникам, то мелдичный твор, мадух киндад, шен, де хойнен, хойн, ше, ойлит, а весель, что мелдичный, интернет, ахил, мы танга. В каких-то записях однозначно это есть, это же, если он вот так себе позволил на весь мир выступить, о каких моральных ценностях его мы можем вообще рассуждать и так, ему подобных людях. Надо лишь тяжше, федеральный судья тяжше. Новчий ватис. Вонки уиз. По нему видно, на лице написано. Маршал Дума Серго Милович, кого обсуждаем? Бригада заскакивала. Милорер, великий. Бригада заскакивала сейчас. Бол беш бацы. Хлоцунах. Меча бол беш убараешь. Ибраим. Сурсадер беш, ва, сушвар. Леха, Генион ударили по университету беспилотниками. Читал, да, слышал? И как раз, да. Ешнеш чувен, шхатни раз, дагар, ударили бо, шхат эрса гауэджи, ударить и на бота. Сасволчар, просто чашаш ехкетан бо, но кар, шипил беспилотник, 2 беспилотника, то он бо украинч. Я об этом говорил еще за месяц, полтора, говорил, что от я шейхуктоцак, мадица, борщ, где 100 борщ бронетранспортеры. Мечаю бронетранспортер жишь. Сейчас я говорю, что болтаться дешь, от я что-то решим бош. Как раз мы на эту тему говорили с этим Зурдукети. И говори, информация швен. 100 эти борщ, говорит, не Украине, томба, бронетранспортер. Мечаю бронетранспортер. Обычно баги там эти налепили. Да, Дагдохсон, помню этот разговор. Был, да, и čuvienīts bjomšis ērjonis, saprāt, ka jau degas azgars un degas azgars хульцир. Ничего, он в стадии гуронства, я тоже таким был когда-то. Видишь, дорос хотя бы до сознательного человека. Мы через это проходили, Да, у нас там не проходить. Ну я такой... Я говорю, что же можешь сам чахтый и дышнешь вообще. Ja, du ist Fillerbosch, die Zentrögisch, wo Biomot, Mabitwosch, никогда, наверное, Бош, раз, что нюка, Мабитwosch и Бош. Кто их воспитывает, я не знаю. Окей, давай я тебе скажу. Никогда в жизни в моей семье мне родители не говорили, что ты должен материться, и не матерились, и не пили, и не курили передо мной. Ничего, такого не происходило в моем доме, чтобы я от домашних получил такое пагубное воспитание, которое я получил. Вот я вышел в детский сад, школа, институт,
И вот эти вот наши лихие 90-е и все прочее. Я половина советский, половина 90-х, вот третья половина у меня вот этот современный бедлам идет, и я начал только сейчас понимать, где я, кто, и вот анализировать начал и вышел из этого состояния гуронства. Вот основная масса нашего населения находится в этом состоянии. Вот здесь эта проблема кроется. Статист, а в чем вот эта проблема вот этих таких людей? Это из-за чего это такая моторика речи? И сразу клепаешь и милуй. И виски уловишь, и милуй. Это вот уличное воспитание, когда ты находишься, знаешь, вот родители тебя, какие родители захотят, чтобы их сын был каким-то, не знаю, непонятно кем, алкоголиком, наркоман или не знаю кем. Все родители, наверное, желают, чтобы их дети были какими-то превосходящими, как минимум, их людьми, чтобы от них им была помощь, там, наследие и все прочее. Но когда вот эта масса уходит, не слушая родителей, они живут большую свою часть жизни в этом социуме. А в социуме действует пропаганда, а не воспитание родителей. Потому что большее время их мозга, вот этого несозревшего, не сформированного, он находится под пропагандами различными. И в этот момент родителям закрыты рты, чтобы они ненароком им объяснили, а он как по детству своему взял, ляпнул в школе там или где-то, и все, за родителям воронки пошли. И ограничены его возможности доносить информацию. И на этом, на расчет этого, вот такие проблемы у нас сегодня громоздкие. Но мы, как люди, понимающие, что происходит, наша задача не топить его дальше, этот народ, а как максимально его вот эти нейронные связи сформировать, чтобы он понял, что происходит. И выходил, я знаю, основная масса это люди, духа большему, чем мою, а просто в заблуждениях находится. Большая проблема на самом деле. Статисты, Гурон бошел, дошушма, уя. Гурон гундоштер. Почему говорили? Ишь, садик режь, сабях, кедгал, бяхкан, царя, ушли Гурона. Потихоньку их перевоспитывали. Вот, я из-за этого числа. Потихоньку их перевоспитывали, переделывали потихоньку. Нам стоило просто увидеть, что на самом деле происходит, и мы сами начинали анализировать. Воспитывать мы, если честно сказать, никому себя не давали. Гуронская сила у нас присутствовала. Нет, силы перевоспитывать яшма, царь солнце бога, знаешь, хаздаться, швилештик, акрохи, царевой бог, да, ишт-махиль, Именно, вилкнул на хуй, нахчой. Гаша, даматерло бог. Именно вилкнул на хуй, юкабл, царь, матвал, пропаганда, еще с детства еще с этого, когда у тебя в центре стояло живое пиво и вот этот коммунистический строй ярко. حلقا فيتا صابر وزنقل سلقية فغية بالغاصي وعتعي بيستخديشوش دليدوش إغردوش ودوميشان يحجق وقت يشدوبو دالبو وزبو ودوميشان بيستخديشوش فيتكس وزنقليش صابردكس Кетамбек, речу Аятамбоч,
غير قاطع سير سلوات كونا داخل في سلوات تحت دولك يشوف داخل عقوده بكار فلوش طبق زبوع تاع صوبير شاسي تاع حيدر هيك صوت ديل سيدو إيلاين سندقر لرا وشا تلتع ونو خلال ديل كانت بيخم لا تسولتا чужин de lirson. ما ديكين دو دم الحمد لله. Оказывается, чужин de канал de Allah is. Что издителен дать. Что издителен ценности сейчас жено хаюичи человек он оказывается. Что если 100%. Единственное, что заработал бы нахбаш, обобщать дешан, это он согласен, но суть вся понятна, он прав. هذا ما شو Ja, otao bin carećem, ocu, nije zica deš, bilbacare. Не, разные, мабуть, арнюка. Çoğuduç, işte adam var diyor, şleç, dökçua, osu, dökçua, автономно, согласно дуцу, дючуц. Ну и да, також, нацу, ты вот, еще, отцу, кирин, дух, хап, ватаин. Так, слышу. تاقا عرمتي شيء حقيقة بوخوة Да, Мукла, он явится как лик, когда будет для этого место и время. Мы еще посидим, шашлыки пожарим. إسلام وثقي هم دو دين ويختابوا Иуду амцахауайн, цигурила амцахауайн даже. Отцу бал бацку. Не увидишь. وقت جويترتهم تردع بيجن حيزن حاجة ترى حيزن شو كلمة أنا نوكي توا كزيتي توا حغيري هم. إيش كيري عم حاضر يشير ببوهم دوداي واللي يشير كروش. شادك ديتي يشير هو عيدل در. В этом случае цена газеты, а я Грозненский район, я цена газеты, да. Да, إشكالي يول شايلا أي تو كيف ستوسجا ويت حرش حلقة كشلوي جاخر كزيول باش بيلا بالش نيلر بعدات بليننا تخن ليلال شيش ناخلا با إبراهيم إيش أذكرك أذكر بلاد ومؤيتر جهات Открыто оскорблять вор, жахар, вор, любой чиновник вор. Вора, могу подтвердить. Вор, любой чиновник подтвердить тоже. Да тысячи анекдотов были придуманы про Жахара, Масхаду, их вместе взятых. Тысячи я, конечно, по-чеченски преувеличил, там пару было. Оскорблять вор, дикту бог, да, но имеется в виду, что даже оскорбляли, вот этим занимались, и ничего абсолютно. Да. Подколок не было, залетов не было по адресам
оскорбления, то есть отказа семей не было, это всего не было, марша было. إبراهيم فصوتي حلقة على الجواز بريزيدنت وبشا بعرف اللي بيش مباشر أنا أخشى على أخوي كذا فنيس والله أنا أحسن ديك خزرونا حدود أصلا بريزيدنت بعرف اللي بيش باس بار أنا أخشى هدوء В смысле, шавицар бага? Ну, общество юга, как бы, сам са эльер бот, تعال наказать его, ему лело, ты уж барсом. Вот, наоборот, прислушиваться, деш, церше, меча, шен критик, меча, юц, шен ле, меча, любош. Ила душ, анализировать, да деш, мауи, шегарца, деллате, ухылате бош. Совершенно верно. Есть минус, что, к сожалению, в демократической системе тебя могут и оскорбить, про тебя могут и анекдоты говорить, про тебя могут и сатирики, юморные передачи, короче, делать. И, к сожалению, как бы, да, такое есть. В диктаторской системе такого нету. Но прикол в том, что там диктаторской системы нету свободы мнения своего. Да, вместе с этим и все остальное у тебя отрезано. Правда, там вон 100 тысяч чеченцев там выходят за мусульман Мьянмы на митинг. Неправда. Неправда. Видишь, демократия, что за оскорбление, штраф твой. Ну, смотря там тоже, какая ситуация, где что просто она оскорбить тунер сун хушан, да? Иван, صعب اللي اسمه أصل روسيا تعود روسيا دلوقتي أنت عشرة زي أو روسيا نمسو ولا تليفون عشرة وتقدر لا وبس تيجي وقت وكان هو أنت أخي هذين وزي مخاط وصل سلوك عشرة وصل أخي سخير سخير من هو إيش أذكر بيتين بعد وكان حوالي لا يا ولد بيت واحد ده وقت كروت عادي ازاي حابب احكي الخير بقى تساعد عنده سؤال انت يقرا كويستشن عادي احكي الكروت انه ما سيو شنبات ايش حابب احكي بليني Игиловик, Хеладуам, Целецан. Дико я это. Да. Армат как раз здесь, и он по религиозной теме, где он лукавит, он разберет на месте. Son xatir ahiti xiti shiatser elir qa zakon. Demek işte da. Ахтун dia ГКО Юсаль Ючу. 99-2000 году они что внесли там, когда они создавали ГКО, они внесли туда, есть закон об обороне, закон о военном положении есть, да, и есть Конституция. По нашей, значит, законодательству, которое я считал, никакая часть народа, никакая
даже большая часть, не меньшая часть, никакая личность, ни президент, ни парламент, никто не имеет права захватывать власть. И у нас в законе о обороне было записано, что в случае войны президент является главнокомандующим, ему подчиняются все. Армат, Хучуауи. Но он пока по религиозному ничего не сказал, он по нашей Как конституции не сказал, Свободел. Он говорит, что в нашей конституции никакая часть народа, никакая группа не имеет права захватывать власть в государстве. Это прямое противоречие шариатскому хукму, где, то есть, общество, группа или человек имеет силой право захватить власть, а мусульмане обязаны ему присягнуть. Молодец, красиво. И полное самому себе противоречие. То есть они приняли государственную религию ислам, а ислам позволяет захватывать власть. Нет. Так это до бреда дойдет. Там самый первый и главный вопрос Аяду Идигу и всем остальным депутатам: государственная религия ислам. Что это за ислам? Суфийский ислам, шиитский ислам, я не знаю, накшбандийский ислам. Что это за ислам, надо сперва разобрать. По-моему, был. А пока мы в этом начнем разбираться, пройдет 2000 лет. Поэтому нам лучше принять какой-то закон, оставить какую есть конституцию и заниматься, кто правильный мусульманин, не убивая при этом друг друга сначала, хотя бы может этому научиться. Еще сон хезек бошнас, как от меня отмазывались, когда я задавал такой вопрос. Сейчас из-за почалк в государственной религии это ислам бя киязин хума дать, у нас не будет типа законов по шариату и по Корану это просто так мы назвали наше государство, Бог сандерчный довод. И что это знал, что как они доводы приводят якобы. Так как это понять? То есть Идигов будет там постоянно во главе этой власти, и он будет такие делать. Говорит, что мы приняли ислам, и не будет допускать этот ислам, чтобы он вступал, он вступал в свои полномочия. Как бы успокоить, Серый кардинал, это манипуляция, но потом в 2002 они просто привели к концу эту конституцию, сказав, что у нас законы по шариату будут согласно сунне и шариату, то есть согласно Коране и шариату. Но Идигов с Яндарбиевым взяли, просто изменили статью, изъяв из нее поправку, где государственная религия не стоит во главе, сделав так, что во главе есть государственная религия, это ислам. Все. Идигов, вот на этом Идигов стоит. Но когда ты им говоришь, что вы хотите шариат, чтобы закон по шариату, он говорит, мы этого не делали, дорогие мои друзья коммунисты. Мы просто назвали наше государство исламское. И вот и все, боцой. Видите, как они манипулируют этим. Но то, что он собственноручно дал повод его последователям ислама писать туда еще раз в 2002 году низам так называемый, где законы согласно шариату и Корану. Видите, что если его судить, например, Аббас, то его можно судить, потому что он не соблюдил в то время конституционные шаги, легитимность изменений этих поправок. Его можно за жабры взять из-за того, что он не соблюдал легитимность поправок или изменений Конституции. По шариату, наоборот. Да, а по шариату как его судить, да? Он наоборот герой, потому что он весь этот тагут поломал. Дальше, Ладуова.
А борода где? إيش تحيزة دش ديال دو تاري ونقعد لهم دوي شيء غير لعبات لحسن إيش تحيزة دش على خاتش بس تبيع بروست أتمازويتش أعودل خلش تعديز يو كانسا بدون إبراهيم Основные средства, значит, Ватикан делал массу лицей, и он может организовать оборону нашего государства, почти все в его подчинении. Но президенту запрещены две вещи. Первое, он не имеет права подписывать акт о капитуляции, этот, и не имеет права законодательства. Он выполняет только то, что президент имеет право выполнять только то, что есть в Конституции. И секунду. А то, что они там взяли во время, как они говорят, записали, что ГКО изложил, вот, допустим, то одно говорит, то другое говорили. Это в целях яжбуй, раскбуй, сам диху ушмоду, язык законш мусуна. Колор арах был деятель шбуй, вот, правозащитники, депутаты, Европарламент, Совет Европы, шмосубуй. Царнач, о, диху, что мой закон. И если мы с этого закона сойдем, да, с этого закона сойдем, то нам и мечтать не надо о том, что нас кто-то признает. Видите? Нам никто и нас никогда не признает. Другие государства. Вот нас Грузия тогда признала, потом турецкий Кипр признал, Афганистан признавал, так? И теперь Сегодня, что Ибраим. Афганистан признавал, уж запомни, да? Он точно говорит, что нас Грузия признала, там Кипр, Афганистан. Нас признали до этих поправок. Это что? Тогда не было никаких поправок, не было так называемых изменений Конституции. На заказе ГКО. Ибраим, какого года речь? Да, была, когда он это говорит. Это, по-моему, вчера. Вчера, да. Что-то такое. Izdarīju to, vai? Ну, шашниnek, айдеш волшуе, каш ох изменения, нет, я все. Они незаконные были, бог-то. Иду суал речок, Лёхак. Иду суал речок, Лёхак. Шашдина гуш датсон, гам цагает речу, и гуш датспок, не средат. Замылик, да, и цагает речу, но вот он ссылается, сейчас динчут, я лилинок дуй, и дючуй. Ладолош, иду хазнак. Шейки шалилин был, бич вы олш хаздаться. Уж бич, бац, нас признали, бо нас не признавали до этих поправок. Поправки нас когда признавали, вот Конституция демократическая, светского государства. И, соответственно, нас признали. Гашин и шей досум, шей хат и мутуацари. Типа признать мадинировать. Подмена понятий. Денир демократический олде денир. Ца денир ахуш исламское государство юязинчина. Мацадинна вот саму признать. Из-за далечош. Израиль отсахалаш ладуа. Им цинката хата ди цугуда хаашун диндол хата на жоп салуша цу ис хата гунда дол хумшда ца кигмезумш. Үш дүйч, үш киек деса. Инсаца Mikrofon lähti on irare. Mikrofon. Лёхак, давай, просто выключи сам, Лёхак.
И цардинак дюч лёх на ювата каинди цар ока гата оца закаев юцу. Закаев вич мадати so асбокуду цинг деш хатта деш кылчы рудинак дуис яндер бием этим кушки депутат ду цак хатти işte. Идиго закаев динак дис вала идиго хатту мамац. Он оказывается на самом деле тут ни при чем. У Диего надо всегда спрашивать, аш ли нагнис дери? Я легитимный процедуру соблюдать или аш изменения есть чина. Вообще-то Закаев, он стоит на подлоге Идигова. Иду и тут и далее. И Закаев, и хум бахан делак хармау, отец основатель. Он еще дальше пошел, как ему религия и предписывает. Они пошли дальше, до 2002 года. Но там они слились тоже. А Докка пошел еще дальше, до 2007. И Доккин брат Абу Хамза, который эмир мухаджиров. Они пошли дальше. Но на 2007 тоже слились. И они пошли уже дальше, до 12-го, в Алеппо. Туда пошел только Хамза до конца, как и подобает. Ахин толк ха схучкояса эти хеатсух и толк хучкояса и волнш das юд ist толген схуча. Волнш юд чухар вен критиш я метафору привожу просто. Он сейчас говорит о этих волнах. Ну, камень, который бросил в эту воду, хара яндарбиев мау критиш. Хармоду. Чуть такое и волны шхирмаяца юатака. Вот о чем с ним. Да, Идигов там как Бухари, Закаев уже муслим, как бы его ученик, ну, его последователь, но только еще с дополнениями. А потом их следующий, вот муслимы предшественник, там уже Доксан, иные слотига, потом Хамзати, Багдади, дальше уже Аброх. Короче, дальше. Да, дальше. И теперь вот Украина признала. И она признала нас на основе вот этой нашей конституции, которая записана то, что я сказал. Что никто не имеет права захват туда-сюда. А царь, что Госкомитет обороны. Допустим, Закаев, что это не имеет под собой никакой основы. И даже сам президент Масадов, когда за полгода, он говорил, что в общем, закон, он, во-первых, издавать, так, это может издать только парламент и народ Эль-Мадуф, а ему не дано, и законодательством заниматься не имеет права. Это такой ключевой раздел Шумдус. Хотим ли мы свое государство восстановить? Можем ли мы говорить о том, чтобы это государство восстановить на Цаурдар? Или не можем? Вот водораздел есть. И когда мы говорим, что вот так и вот так. Только Идигов имеет право делать подлог с Яндарбиевым. Больше Масадов. Никто другой. Нет, еще добавить. Нет, вот добавить. И народ имеет право, что парламент готовит, допустим, подготавливает, предлагает народу варианты. А не парламент сам не имеет права там менять. Он здесь, да, он здесь противоречит самому себе. То есть он здесь, в этих словах, он противоречит тем действиям, которые совершил он сам и Яндарбиев. Царь и поправ, естественно, они не советовались ни с парламентом, тем более с народом. И это что? Он сам себя вот закапывает. А теперь вопрос с точки зрения религии. Худияма. Имеет право эмир от себя предпринимать что-то? Я сейчас отвечу, Ибрahim. Ну, эта методика, я что помял дать свою методику, побольше сказать, просто болтать, побольше сказать, и там, в общем-то, люди запутаются, где не так,
Камел дойрду, да, смеян дойрду, просто болтай побольше, а методики сукла использовать яш. Да, Но, много и ни о чем. Совершенно верно. да, многие. Но вот этот религиозный губора Амир может делать, что он захочет. Он наместник Аллаха на земле. Så det löser hur så här Хаймарс. amma bara för att Бяхком Bruno белыш, сказал бяхком белыш. visst холда. Хадис атаузан. Я сейчас коротко. Бруно как-то в свое время сказал, что если хочешь обмануть человека, дай ему возможно побольше информации, ненужной информации. Идут солило, что тебе дают огромное количество информации, которое тебе не нужно совсем. И все, на этом замалывается сама проблема. Но видишь, что тоже сюда люди заходят. Ты прав, сюда, когда люди заходят на диспут, они как делают? Шварт, дуют, да, и мы очень так стараемся давай разберемся с этим. Ты одно говоришь, я тебе отвечаю, потом ты отвечаешь, я отвечаю. Вот так. Куча методик использовать, я ж побольше. И явный, яркий пример, бeste beweis in Ausweis schon Heza schon за прямой хатта дичь хатта роб целус и тахиз сунде маолицин не размазывай. Видите, идут салило, что вот на этом они обманывают. Ну, вот эти идиги и так далее, на них сейчас одна очень важная задача, надеюсь, они ее осуществлят. У них одна задача – это умереть. Просто там сам Гархала либо исчезнуть, либо умереть. Имеется в виду, и на них больше никакой задачи нет. Это главные свидетели всех событий, их надо притащить на общенародный. Но имеется в виду, если, конечно же, получится, да, но ты не в курсе, доживем мы до этого или нет. Если мы до этого не доживем, то их мы будем ему на лекарство скидывать, если надо. Пусть он все расскажет. Безусловно, все, кто в этом участвовал, нужно судить их. Да, пускай они уже не живые, пускай они не живут, но это надо все, цепочку вот эту историческую, ее нужно, чтобы в дальнейшем вот такое не было. Ну, конечно, да, изучить. Хайморс, Ахучавила, кстати, если ты меня слышишь, зайди в личку, я же. Так, дальше. Как думаешь, если вместо этого муслимы вопросы задавали бы мы, я, ты, Чуабеш, кто-то из нас, думаешь, разговор таким состоялся бы? Не в жизни. Он с самого начала нас вычеркнул из общего знаменателя, сказал вообще это все. Хайдар Шалу, фамилия, имя, вообще-то никто, no name, that's all. Вычеркнул из вообще мира всего, испарил. Это Мусалама, брат по разуму. Так, ладно, дальше. Так, и вот так, то значит этого моста в чем? Пайдахом был. Видите? Вот в чем вопрос. Поэтому мы не можем отходить это от основы. Более того, что никакой президент не имел права законотворчеством заниматься, чтобы Бог уяться. Вот смотри. Сейчас покажу. Вы берите вот статью Конституции. Я просто хочу подчеркнуть, президент имел право заниматься законотворчеством. Если у нас государственная религия ислам, и она имеет право быть официально во главе государства, то президент имеет право полностью по шариату ни у кого не спрашивать, будучи эмиром мусульман, может принимать от себя вот эти решения. Ибрим, сам добавь, да мигдари, вот, такой главный хумхедшун, из масала халоцу, например, гипотетически они сидят в суде, и каждый отвечает за свои действия в этой конституции. Инса Закаев, Докка Умаров, и Хилбо, и Низам,
они даже могут и имеют право от этого суда как бы оправдаться. Он бохающий, смотри, вот такие люди, как Закаев, Док, они могут сказать, мы действовали согласно Конституции, которую в свое время Идигов, Яндарбиев изменили. У нас же государственная религия была ислам, мы согласно этой Конституции совершили в свое время тоже, то есть они последовательно действовали согласно той Конституции, которую изменил Яндарбиев и Идигов. Не, Таузан, тут уже ошибка. Они действовали согласно Конституции, она не могла быть изменена. Соответственно, действия, которые совершены Яндарбиевым и другими, это преступление. На них это не налагается. То есть они должны следовать настоящей Конституции, а не тому преступному акту, который был совершен. Они не могут оправдаться. Ну, это, конечно, манипулировать они могут, но они не могут оправдаться. Потому что есть статья, которая обязывает гражданина не действовать незаконным каким-то вот этим вот действием. То есть мы не то, что не обязаны, а мы ответственны. Я понимаю, но с Бога, если бы они же ссылаются, когда это говорят, ссылаются на ту конституцию, которую Яндарбиев изменили, они это принимают за отчет, типа за настоящим, аж Бог нисту, но если согласно той конституции, которую изменили, хочешь бац, ты обош шагишь. У них даже найдется оправдание, обош. Сейчас Богу. То есть я подчеркиваю, что главный враг, то есть главный виновник всех этих изменений и последующих событий в нашей республике, это были Идигов и Яндарбиев. И что ты подчеркиваешь, что встретишь Богу? Ну, смотри, вообще там, конечно же, они, безусловно, но там еще были личности, которые в свое время если бы кое-кто в свое время этих людей приструнил бы, да, Цатин-Яхари, жилет Цебеш, этого бы не произошло. Ну, там они занимались самоуправством. Яндарбиев, там, Идигов и так далее, много чего. И надо было их шехейна соусубиш набориш. Вот это имеется в виду, из ошибок имеется в виду не судить уже, а это то, чтобы в будущем такие ошибки не совершались. И не спор, это в хорошем, нормальном государстве, но у нас там же Том Дабел, Халчадол, Шхамду, видите, народу не до этого был. Многие об этом и не знали. Просто эти люди взяли, воспользовались той ситуацией, которая была в республике. Том Дабел хенш, хал хенш, массагин хенш. А эти люди просто взяли этим, воспользовались за спиной всех. Я еще говорю, до Шухада Лабехом был этот, я имею в виду и Масхада, и еще во времена Дудаева они занимались самоуправством. Дудаеву соусу бишь, говоришь. Это я к тому, что в будущем, чтобы такие не совершались ошибки. Дом, да, сам уже сделал, ну, просто чтобы понимали, что на кону, ночью по сходу, как дети, не понимаем, что на кону жизни и в прямом смысле этого слова, да, жизни людей, они могут погибнуть. И жизнь имеется в виду их быт. Они могут потерять имущество, в общем-то, их наперекосяк может пойти их полностью вся жизнь. Опыт сын ошибок трудных, что выражение. Надо. Это опыт нужно анализировать. И Бог, куда хузям, суалы, чухаешь, инстан, цацбол, ночью, я политикой не интересуюсь. Это вообще преступление. Когда ночью говорит, я политикой не интересуюсь, в моем понимании, он совершает преступление против себя, своей семьи, будущих своих детей. Это что? Ты не можешь сказать, я политик, а бытью, а жизнью, твое будущее. И что ты один грамотный халдишь, что это? Любой человек, который говорит, что он политикой не интересуется, он говорит, что я не интересуюсь тем, под какими законами я буду жить и кто будет надо мной властвовать и править. Это он говорит, мне все равно. Политику не интересуется тот, кто политика придет за ними потом.
Они не думают. Рано Ну, или поздно. согласна. Бях помила, выстала. Это очень как в песне, этот часть я забыл, как песня, скованы одной цепью там. Если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Ну, как интересоваться политикой, если ты политически неподкованный человек? Вот как ею интересоваться? Ты же книги, которые тебе не интересны, не читаешь. Ну, это уже такая Для общая молодых, проблема ислам. вот для молодых ребят, да, допустим, для девушек, для парней, как их привести к тому, чтобы они интересовались политикой? Какой там Только секрет? собственным примером, больше никак. Там флайинг, там вообще стоит задача не то, чтобы интересовались политикой, это уже, считай, второстепенной. Главное, чтобы они вообще проснулись от того, что на них накинули. Даже если они будут интересоваться сейчас политикой, это не приведет ни к чему хорошему, потому что у них в башке полнейший бардак. Ну, национальная Раз. осознанность спит, да, ты хочешь сказать? Вот сейчас народ спит. Да, он спит, национальность вообще самоидентичности нет. У них сейчас полный бардак. И политики интересуются, да, куда они просто, например, возьмут и вот будулаки просто возьмут и, например, лягут под арабов. Имеется в виду, будут им подчиняться, им прислуживать. Либо под турков. То есть им вообще никакой Ну, то есть отдаем без все в разницы. руки Аллаха, от себя как бы отодвигаем, все он решит, и там уже Ну, дальше. Всё равно это всё в же его чисто руках. вот это религиозная, вот эта религия, вера в Бога, вера в Аллаха, имеется в виду конкретно религиозная вера в Бога, Аллаха, там, Иисуса, Яхве и так далее. Это что? Это чисто такая детская, ну, это ребячество, когда ты снимаешь с себя ответственность за свою жизнь, вот я возлагаю на какое-то фэнтезийное существо, вот он все решает, Бог хатир ответственность, дай вахшуа. Все Это именно равно будет религиозная так, как вера. он решит, да, все-таки вот здесь момент. Да, Все равно да, будет так, как он решит. да, я подчиняюсь, Живешь я лей инстинктами. амалюса. И солей амаль, солей убог. Hints Вот чисто Россия вот это. дегдуй, Фудзияма. Hints Россия дегдуй. Нет. Hints Россия дегдуй. Халиф решает войну начать, на войну отправить, чин дать. Кого хочет, парламент в его руках, вся власть в его руках, исполнительная, законодательная власть в его руках. Он решает отправлять тебя на фронт, не отправлять, сажать тебя, не сажать тебя. Очень закон ждешь. К этому приводит, когда народ молчит. Да, безусловно. Но вот вообще про веру в Бога, именно религиозную, я это объяснил, но нельзя, Бог есть или нет, Создатель, Творец, всегда каждый, кто хочет верить, кто не хочет, не верит. Это твоя вера, ты не можешь ее навязывать другим. И ты, вне всяких сомнений, не можешь эту веру как-то как сказать, аргументировать посредством этой веры в Бога или Богом, его там мыслями, действиями и так далее, когда ты имеешь в виду по отношению к государству и к народу. Ты не можешь государство и говорить, вот так Бог желает, чтобы мы сделали, так Бог то всякое. Ты, во-первых, о связи во-вторых, это есть, может быть, ты не сможешь доказать сейчас, что он есть или его нет, ты не сможешь, это просто вера твоя. Поэтому это вообще преступление использовать такие понятия, термины, как Бог, вера и так далее в государстве, в политике. И шику хайдиш проблема, хайдиш, ну, дайлс харбохор, дайлс иштина бохш. Откуда ты знаешь о связи аутинсане? Это шарлатанство. Я знаю много, главное, грамотных, очень образованных людей, которые не верят ничего. Но политику они тоже говорят, не интересуюсь. Ну, политика, чтобы интересоваться знанием, там нужно терпение там, и так далее, Это умение анализировать и так далее. И поэтому это очень сложно процессуется. Он говорит, что хочет, халду оли, целять, юг и арта целять. Везде обманывают, Бог, ждали елыш. Они привыкли всегда под ком-то быть легкой жизни. Мух отпетки разделять.
Если на Западе есть люди, которые говорят, я не интересуюсь политикой, его еще можно понять, еще датарела подчалкаешь, он живет под законом, законы, которые его защищают, и расслаблены, то что он просто не хочет этим интересоваться, потому что понимает, он в безопасности. Но в этом мадать, в этом совсем киногду. В этом политика интересуется, а что эта политика каждый день тобой интересуется и тобою пользуется. Он хаздается, как ей захочется. Вы я стан тарунш, нохчевой, чин тару я стан, я политикой не интересуюсь. Он даже один день таяк, что вот давай чунцею нохчи, чеченцы, бош, видишь? То есть это надо разделять, понимание. Да, в этом бардаке разобраться очень сложно, особенно если желание. На Западе, так, например, масально ученый, он грамотный, умный, по своей специальности, он просто светило, может быть. Но в тот момент, говорит, я политикой не интересуюсь, он говорит, я подчалкиваю, нормальный подчалкиваю. Может быть, у него на это время нету в связи с его деятельностью. И в том случае, может сказать, я политикой не интересуюсь, на это у меня дела нет. У меня с этим тоже проблем нет. Соответственно, еще научный, грамотный, умный человек занимается тем, чем он хорошо может. А в миграция, что я мигрант, политический, тем более мигрант. В этом почти все как политические беженцы, политические проблемы, вообще. Но и в это время этот человек тебе говорит, я политикой не интересуюсь. При этом у него за пазухой политическая проблема. Видишь? Или он тебе нагло врет, или он вообще тупой, я не знаю. Не, там есть золотая середина между нагло врет или тупой, там безвыходка называется. Сон сам плачал. Хилит что нормально илу шуя. А первый аму ежик. И оран не сутир су наш сам, деш хай конституция аму ез. Какие ты имеешь права? На изубока есть в Конституции. Оларта, и вершу. Все законы в государстве по Корану и по шариату, все та же самая фраза, типа все воля Аллаха и тому подобное. По сути, а по сути, на самом деле, они будут смотреть в рот арабскому миру или Турции. Это значит, что политические проблем, закон, внутренние проблемы в стране. Они будут не ждать воли Аллаха, они будут спрашивать и ждать фетву из арабского мира. Ты что? Опять же, эта фетва будет потом решать. А эту фетву кто там тебе присылает? Тот же самый человек, который, как и ты, кушает, спит, я не знаю, хинек. Тут опять Аллах ни при чем получается. Знаешь, живут по принципу, пускай лошадь думает, у нее голова большая, а у меня свои короче, отстраниться один. Вот мне на мою жизнь главное что-нибудь комфортно прожить, а дальше там трава не расти. А там твои дети, внуки, правнуки, что с ними будет? Ты подумал, эгоистичный дурак? Вот ты думаешь, один день, мы находимся сейчас в Европе и по России, и Белошлабов, Блудели, что такое, как цыгане. По всему миру разбросаны. В 2012 году в Египте была одна проблема. Там Эмират, он не знал, какой закон одобрит. А проблема была в том, что нужно было выпустить ценные бумаги в рынок, в страну. И они не знали, согласно исламу, это можно, тагуду или да, вот у них была проблема. И эту проблему этот эмир египетского, руководитель египетского государства не мог решить от себя, потому что он не знал поступить согласно исламу, как он поступит. Они 2 недели ждали фетвы из арабского мира, что там скажут. Эти же.
Это, İşte кстати, вот тоже очень интересно. Абяхко Беловело Мехтерсон. Велион. Ты правильно говоришь, эти арабы могут, согласно своим интересам, просто этот халиф прикажет им, да, тебе Салман скажет ученым, нам нужно такое-то решение, да, и они там найдут тебе хадис, который там подходит под это решение, то, что имеется решение, которое выгодно арабскому миру, то есть тебя будет по полной использовать. Совершенно верно. Своих национальных и политических интересов. Да, своих интересов, именно, своих национальных интересов. А ты забудь свои национальные интересы и пляши под дудку. Не под дудку Аллаха, а под дудку арабов. Но самое интересное, это просто какой-то сюрреализм. Египет ждал, не принимал решение, да, этот правитель, президент Египта, не знал, это можно ли по религии или нет. Это просто смешно со стороны выглядит. В 21 веке такой чепухой страдать. Не, интереснее всего при всем своем таком живности, да, вот посмотри, они же не просто какие-то, они же строят, что-то делают, что-то вращается в этом мире. И при этом, при всем вот этом своем доступе ко всем современным технологиям, при всем этом, циклится где-то на этих бедуинских правилах 7 века. Да. Graham, когда даете очень запись. Ikarho, wake up, dude. وين على تيج؟ Flying Гюшан себя руку поднимает. Леха, что у вас? Хази. Инс Хезон. Бехва Милаш. Дальше Хаусила и Гиланд. Да, мы уже закончили разбор. А модератор ولا флэнк, халатье? Госдепартамент. Халатенш. Какая у вас Сколько есть рейс конституция? У нас окончание держи. Ну, вот статья 61-62. Сейчас загляну. Где мои страницы? Пожалуйста. Какая здесь? Бяхко была, Ибрахим. Он говорит, он, да, и вы увидите. Система государственной власти. Аллах. Хуэллер, Не, я думал, ты не включил Асада из Нирсом, кто-то думал, из вас разговаривает. Он так долго, сейчас открою бог, что и чау, у меня персон. Бяхко Вилаш. Так, дальше тогда. Власти, Аллах. Единственным органом законодательной власти Чеченской Республики является парламент Чеченской Республики, который избирается ее гражданами на основе всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании. Так, это 61 статья. Вот там единственный. Дальше сказано. Парламент Чеченской Республики. Какая-то
Да. Парламент Чеченской Республики, 63 статья. Есть постоянно действующий высший законодательный орган государственной власти Чеченской Республики. Парламент Чеченской Республики избирается сроком на 5 лет. Вот главное, значит, единственное, охты, гарбух буцуна, арбух холча, ождар вадуйте, то мы сходим с этой по добычу, поезду, рельс сходим и останавливаемся. И что? И гумдоцу надо, муслим. Вот такой ответ на эти дела. Если пригодится, окар 4, вот те, которые вот говорят, что солнце точно. А гучо было, то можно ала сер бух бацер, ал хум дацер албетса. Вот хум хушба саборш, саборшим хушку. Ну такая ситуация. Давай разбирать. Какой еще? Так, в момент, я тебя, важно. Важно. Он не Шума хушбат, типа мы, короче, не ведаем, что творим. Типа вот это. Он сказал элементарные вещи, он назвал статью 63, где парламент – это избирательная власть, это любой дурак знает, и все. Ну, кстати, Таузан, вся та же методика, говорить, типа, много очевидные вещи и таким разменным голосом, таким, да, спокойным и так далее, как будто детям объясняет. Методичка политрука, да? Но Ибраим, Шико Йочи, Муртадуй, на Тагват, Та парламент, Скифирский парламент, Римский парламент, языческий, Нохча парламент, Халифуца Хазан, Шпяды Грешефьеш. Загинешь закон. Да, он никак не может понять, что они ввели посредством подлога государства вот это вот дополнительный институт религиозный и ввели вообще религию как бы в государство, во главу государства, и тем самым полностью эта религия как бы имеет право войти в роль и заступает за свои обязанности. То есть она начинает уже декларировать тебе закон. Да. Если бы эта религия... Если эта религия была просто верой в Бога, то было бы понятно. Эта религия сует свой нос во все сферы жизни человека. И единственное правильное взаимоотношение религии, да, к примеру, ислама, конкретно ислама и государства, это взаимоотношение Китая, который нам показал, что это нужно воспринимать как психическое заболевание и отклонение. Это серьезно было, сам говорю. Это мы можем себе позволить, когда как Китай разовьемся, тогда мы можем себе вот так. Смотрите, да? Надо как психиатры работать. Даже там было бы допустимо статистика, если бы они бы путем подлога, опять-таки не путем подлога, да, поставили бы на всенародный референдум вот эту вот поправку в мирное время, когда все руснявые солдаты вышли бы, второй парламент второго созыва был бы уже организован. В полном составе, да? Созван, короче, да, в полном составе начал свою работу, и там можно было бы рассмотреть вопрос о государственной религии, ислам суфистского толка, либо ваххабистского толка, либо шиитского толка, либо хабашитского толка, потому что ислам исламу рознь абсолютно, враг полностью.
это было бы еще допустимо вот так вот взять это на повестку дня, поставить, или хотя бы сделать голосование, какого толка ислам мы берем на государственную, как государственную религию. Ислам суфийского толка, шиитского, хабашитского, ну, какие там были тогда, вахабистские, ну, там уже, вахабистах, кюр, салафит, что нежное название Оля. Салафитского толка, иштахумдича, это было бы там в рамках международного права, что-то было бы там еще как бы допустимо, да? Но Хакайр Гудина, они изымают два важных пункта, то есть введение какого-то суфизма государственного, вот это как муэрду, чисто там какие-то праздники, да, если Марх Дуашидаху или Молт Бахта, короче, Молт Бухтбу, короче, или Цахуняденду, как у этих европейских странах, там День Святого Валентина, День Петра. Ибрахим, Там, это культурная составляющая государства. Мы говорим, Чундел, так это можно тоже ввести было бы, если бы проголосовали, и какого толка бы проголосовали, еще там что-то. Но проблема в том, что там стояли два ограничительные пункта, как и во всех европейских цивилизованных государствах западных. Два ограничивающие пункта. Это 4 статья, пункт 2. Ни одна идеология не может устанавливаться официально во главе государства. Понимаете? То есть идеология, она ей запрещается быть во главе государства официально. И если у тебя какие-то там культурные, какие-то религиозные вот эти праздники, там что-то такое, ты можешь еще как-то это присобачить к государству, да? То во главу государства идеологию ставить тебе запрещается. И манду тебя самый важный пункт. И цаху шмабать. И идеолог шбуй, кто вот это толкал. И второй пункт, где четко сказано, религиозные объединения отделены от государства. Понимаете? Вот. И самый важный момент. Вот эти вот два момента, они просто они идеальны. Даже когда они незаконно приняли вот это, государственная религия ислам, то вот эти два пункта тангица олш просто вычеркнуть, стереть на новой своей этой простоквашинской конституции, они просто их не вписали туда. Тем более, Ибрахим, очень важно, тем более сейчас, когда уже стало известно, что из себя ислам представляет полностью, да, ни в коей мере, да, там на Кипр, не даже о государственном уровне дюча, да, чтобы это даже среди народа эта религия, как-то кто-то ее исповедовал, Аллах, там на Кипр мечтается. Но это чисто гражданское право каждого гражданина. Вот зачем мы становимся на острый путь, зачем будем не так радикально высказываться. Не, в этом плане он прав. Государственная религия. Да, навязывать не имеет. Если бы допускалось бы еще, тогда еще это можно было бы рассмотреть, поставив на голосование, и не во главе государства и отчества, и считать, как бы там присобачить это как-то каким-то образом. Но то сегодня это вообще мы понимаем четко, знаешь, куда это в любом случае выльется, в любом его проявлении. Если таджимма из государства приклеить, то есть и государство, да, и Аллах. Нет, смотри, Таузан, у тебя есть идеологии, которые ты можешь запретить, как террористические, экстремистские, верно? Да. Диктат Хорватия обочен. Можно не до конца понял твою мысль. Сбоку, да, каждая личность, гражданин, он умеет исповедать любую религию в нашем государстве. И говорить, что ты не имеешь... Смотри, ты, я понял, что ты сказал, но если ты, к примеру, да, какая-то террористическая организация, да, ИГИЛ, ты можешь запретить ее спокойно в государстве. То же самое ты можешь течение какое-то запретить в государстве, сказать, что это течение... Да. В Америке спокойно запрещают какие-то секты, называют их экстремистскими, террористическими, и не говорят, что это гражданское право. Войн, это Америка, Европа, она даже не понимает, Европа вот не понимает, что такое ислам. А здесь мы изучаем и говорим, чем они занимались, какой вред они нанесли нашему народу, нашим предкам и так далее. И говорить, что это нормально,
что это гражданское право человека исповедовать религию, которая поощряет педофилию, некрофилию, зоофилию, убийство и так далее, которое его гражданское право это не его гражданское право, это уже экстремистская идеология, полноценная, полнейшая экстремистская идеология. Да, Фудияма, ты прав. Но от этого мы уже и тогда были полностью обезопасены, потому что у нас, хотя прописано в статье, что каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию, заметь, любую, либо не исповедовать никакой. То есть ты сразу какой-то, если будулак, ты можешь, ага, все, вот теперь любую элла царь, садино, короче, пойму, линчун, квартбах, виза элла, цахуне один эл, меня один эл, так цада это, поэтому там четко дальше прописано. Любую религию исповедовать, любые обряды, не противоречащие закону. То есть, если у тебя в твоей будулакской религии там убивать людей, отрубать им руки, там забивать камнями, то, извини, это противоречит закону. То есть это уже еще изначально мы обезопасены от этого. Ну да, ну тогда нам это неизвестно было, да, с нахом за той зеркой. Тесла маршрут, выслушать. Хеуда, если маршал, он резюмирует то, что Эдигов сегодняшнее вот поведение, мую хаешность, вот как я вижу то, что он говорит, как он себя ведет. Он в свое время сидел с Ядербием, взяли свинью, привели сами и посадили дом, посадили свинью себе. А сейчас он сидит и жалуется, возмущается. Почему эта свинья якобы наводит тут свои порядки? Вот его действие, как можно метафоризировать. Он же привел эту свинью во главе государства, сам посадил ее на стол. И возмущается, это что такое? Меня сдвинули, выбросили из власти. И твой там пару минут. Что кого, куда? Пока по государственности, они выполняют, он выполняет роль руководителя парламента, и он будет сидеть на этой должности, имеет право возродить тело Бог. Да? Он себе взял это право руководителя парламента. Он сидит на должности. Тинкумали сейчас Бог. А на каком основании сидит руководителем? Его срок истек. Он уже не был избран новый парламент. Альберт, власть учвауй, Альберт тоже هم разбирать дальше. Хауэл ушел. Ну самое. Ото Бога, я там пока не восстановит государство, я занимаю должность, Бог все. Закаем добро далеки мауй, примерно вот вещь. Ну да, Леха Бог, это просто это то, что вот этих пустой треп, это направлено на то, чтобы кто сейчас типа у власти был. Ну, власть, это громко сказано, не на чем им властвовать. Самое церковь просто гранты, наверное, получают, и все, кто умодаться. Грантам стремятся от Европы и все. Нет, Фордиама, у них нет власти, это понятно, нету физической власти, это понятно, нету по этому государству. Но у них есть власть над умами наших чеченцев, особенно на Западе, вот, и вливают им в уши вот это свое словоблудие. И у тебя власть. Ну, да, эту власть надо бороться. Да, к этой власти не стремятся преумодать. Но самое главное, что мы все забываем, это очень надо, почему такие решения, ошибки совершались, потому что все вот эти люди, которые в то время были в политике, большая часть этих людей, то есть это были люди не этого направления, не этой сферы деятельности. Политика, экономика, это очень важно. Каждый сейчас второй стремится в политику, там, какую-то должность занять и так далее. Но ты хотя бы основу изучи всего этого. Экономика, скажем, армии,
как все это межнационально, какой политикой, по какой методике взаимодействуют страны между собой, какая политика, да, стоит, имеется в виду направление политики, стоит в какой-то в Америке, в Европе, в каждой стране в Европе, в России, да, с разных направлений, Шмавица, Орлеош, Хаор, Хоршей. Те были люди, и Масхадов, и остальные, они были именно, которые военные. Очень важный момент, что нужно без образования, без если ты медицину изучил, ты не будешь врачом. Если ты не изучил инженерию, ты не будешь инженером. Архитектуру нужно изучать. То же самое политика, это тоже определенная дисциплина и направление. А ты как будешь как ребенок. В 1997 году были выборы, парламент. Но председатель парламента Идегов не был. Сараляпов был. Так, худовый. Тесла, Ибрам, Тесла, Вистхола, ты уже разговаривал, это, что ты думаешь? Тесла не интересуется политикой. Не, Тесла очень четко сегодня мы разбирали в начале. Мы обсуждали интересную деталь нашли. Мы просто чуть-чуть в другую тему ушли сейчас, поэтому сочерчал. Подожди. Я интересную деталь неожиданно обнаружил. И вот и вы, Вендерби, и вы, источник этих денег, что были этим депутатам за голосование. Вот это интересно мне стало, и действительно все сходится. Шиен Ахшдель был Меттигу Эмир Катара, туда и убежал вот этот Яндербиев. То есть оттуда Эмир Катарас Дайтен Ахшдуи, что использовались вот этим Яндербием для того, чтобы стать этим вообще предвыборной кампанией, что он вот этому Идигу, видимо, передал и исламские государства, ЕСД, и что он этому Милорива Нахличешвигват, который начинал стартовый капитал, тоже якобы от Яндербиева получил. Милорик, забыл его фамилию. Вот это, который людей крал. Ну вот Бараев, да. Бараев, что для Бош. Масить я слышал еще тогда. То есть стартовый капитал, чтобы банду... Стартовый капитал, чтобы банду... Я тебя просто дополняю. Бараевец даже Хилболц от Амишбуй после Бараева, после смерти Бараева, лично до этого Боша, он лично да, и ты мастик шутся тидер капет. Да, он дальше и банд собрать Герза на первых порах стартовый капитал мы ездил, он то есть нахлич сразу лечил на мабачек. И что он дал ему бабло на стартовый капитал на эту банду, а потом они уже со своей бандой людей воровали и мешали это почал цакули, чем шли, Масхадов. То есть это тоже был, получается, второй проект Катара, да, саудийский все-таки. Это не проект Катара, думаю. Я вообще Цан Гуштол, картинка оттуда была просто Ельцин, Цан из Ацахушар, какой-то чеченский ИУ, который сейчас всей Чечней будет владеть. У нас влияние там будет, короче. У них там, они же распространялись потихоньку. Ну вот эти вот поцелуи, и Катарю, кстати, последняя штаб-квартира, вот Мурсистар Эрмаль Ялхитни, Шмассу и Шбац, братья мусульмане из Египта. Они сейчас в Катаре у них самый большой. Турция, теперь филиал, но в Катаре самый большой филиал у них. По-видимому, эти деньги от Катара, и естественно, объясняется теперь, почему он именно в Катар уехал. То есть Ахшдель Шбац, патрон Шбац, то этому эмиру Катара он и уехал. Кураторы, да, его получается? Куратор его, скажем так, да. А они шейца игру вели какую-то, короче, не знаю, и братья мусульмане. Тесла, помимо Катара, там еще Саудовская Аравия, этот Хаттаб, он его тоже спонсировал, это Саудовская Аравия,
Мичар Долца уж Ахштурцу, да. Все эти монархии залива, они заодно. Но да, конечно, конечно. Хилол Абу Умар, из-за чисто Саудовской Аравии, со свидетелем. Телефон спутникового халайва. Это уже 2000 год. 2000 год уже. Да, хитца. Эти монархи, это все заодно. Это гигантская организация. Зайдите в Википедию, но не в русскую. Хаска Муаттах, про нее почти ничего не написано. Там полстранички, бла-бла-бла и все. А английский Муаттах, эти братья мусульман полностью описаны. От и до царь Масу, Ленин, Хумы, где аффилированы, что у них там за это, какую идеологию мечают. Да. Я еще сон. Это ЦРУ хорошо их знает. Ну, кстати, Тесла, я имею в виду, там помимо этого Ихван Муслимин... Выстал, у меня из-за интернета, я с тобой перебил у тебя. Выстал. Да, немного прерываешься. И помимо этого, Ихван Муслимин, сама Саудовская Аравия, имеется в виду, вот там это, и сейчас эта секта запрещена, это Саудовская Аравия, она также спонсирует вот эти, она же по сей день спонсирует вот это будулачество по всему миру. И сам он, этот президент, премьер-министр Италии, говорит, что именно Саудовская Аравия является спонсором центра, исламских центров по всей стране в Италии. И ваххабитская распространяет. И Сингапур еще в свое время, в прошлом веке сказал, я не помню, сейчас этот президент сказал, когда Саудовская Аравия начала распространять свой ваххабизм, мы не позволили это и полностью отказались от этого. Как-то они, я сейчас не помню, какие-то меры предприняли, чтобы у них не было возможности влиять на нас, чтобы у них не было влияния и воздействия на народ, принять Иерусалим. Вот это Саудовская Аравия, этот Хаттаб, он из Саудовской Аравии, он в свое время по той же схеме, как и раньше, Саудовская Аравия его спонсировала, и его вояков в Афганистане, в Таджикистане, и потом у нас он это делал и эта страна тоже этим занимается. Именно чисто эта страна, даже не секта какая-то Ихван, а это именно страна. И к тому, что те люди, которые должны были принять правильные решения, но не предприняли их, и потом это вылилось в проблемы. Это, к примеру, это Хаттаб и Шейхейна, и Афганистан. Again, тут чисто Афганистан, Таджикистан, и Хусхаве, Ноча, Бина, питан же даже и шоллох тюхарт он обычно это масхад ухуя лер это цаиш гоуза вазер ну обычный паренек плохо ничем он не выделялся потом притворился овечкой, но это Юсуф, притворился овечкой, якобы невинной овечкой после Первой войны, якобы он вообще не при делах. Но якобы я не могу его выкинуть в овцу, потому что он сказал, его якобы будут преследовать на родине за то, что он тут воевал. Это он его обманул, его надул, он этот Хаттаб, потому что он воевал и в Афганистане, и в Таджикистане по указке своего монарха. Возможно, бы избежали бы некоторых проблем, которые из-за него возникли потом, из-за него, из-за его пропаганды. Один вопрос, а КГБ не в курсе было? КГБ, насчет чего конкретно? Вообще, что есть такой человек, который через все эти страны проехал к нам, и у нас такие... выгодно мадуцане, для них это тоже выгодно. Но то я к тому, что вы... не взаимодействовали, да, вообще он с ними никак. Я не в курсе. Я не в курсе взаимодействия. Я к тому, что мир то эрхуасняли, да, слоусовеш, само, возможно, выхырдацер. И я тоже впишусь, там помимо братьев мусульман у нас орудовала еще Аль-Каида, потому что этот Абу Умар, который там влиял Швабуй, свечом, и который по спутнику туда связывался, Саудовский Аравия был Айлом Нахбуй, царь связи, увидел штафет, ну, хотя не исключено, что это на Лубянку были эти звонки напрямую. Но это уже мои догадки. То, что этот чел был аль-Каидовский, Тесла, нагвоч, Америки. Вот что короче, что этот аль-Каидовский говорит 100% Абу Умаруй. Так,
Но это подтверждает то, что там помимо Ихвануль Муслимун еще и Аль-Каида, как бы, интересы ее. Интересно, Аль-Каида... интересно, ума душу. Вот этот Яндарби, он этот, и двигался Конституции, и вяжешь ислам. Это было до выборов или после выборов? Кто-нибудь может сказать вот это? Да. Еще раз. И Конституция, президентский выбор уже случились или не случились? Нет, никакие выборы, нету никаких выборов. Это до президентских выборов. Самовыдвиженцы они, получается, были. Ну, вы здесь не все сегодня в течение дня присутствуете. Мы об этом говорим, что абсолютно там депутаты эти уже несуществующего парламента, которых разогнал народ, которые давно сложили мандаты, которые были увлечены в работу на русню. Один из первых депутатов, кто сложил свой мандат, когда увлекли в парламент в работу на русню, это Идилов, как его называют теперь молодежь. Идигов один из 10, кто сложил свой мандат и шел в команду президента, то есть помогать президенту. То есть этот парламент, его уже нету. И то, что они потом собрали 21 или 27, я сейчас кто-то может напомнить здесь, если есть на такие, в количестве собрали людей, дали по 2000 якобы задолженности тому, кто не проголосовал за это принятие государственной религии ислам, не дали эту задолженность в кавычках $2000, а те, кто как бы принял в этом участие, им дали по $2000 задолженности. И вот таким образом они ввели вот этот, потом еще ряд каких-то этих, даже в начале 97 года, еще до выборов президента и парламента. Вот эти вот люди с неизвестными, без опознавательных знаков, с которыми заигрывал и с которыми участвовал вот в этом всем, как бы, я не знаю, как его назвать, преступлении, к сожалению, наш вице-президент Яндарбиев на тот период, который только так штамповал вот эти указы, и когда передавал уже власть Масхадову, там объявил четко, это был сигнал. То есть он своим этим хозяевам, кураторам, видите, что Бусул показывал, что и Бусул бдин тягу, и Бусул, короче, смотрите, вот я и не пробился, но вот. То есть проспонсированные деньги я освоил полностью, да, он показывал? Не то, что освоил. Это не какой-то прямой покупка, короче, шло какой-то хотел, хотел покаяться, они просто свою эту, вот это братья-мусульмане, они занимаются благотворительностью, поддерживают мусульман вообще в нужде, и ты как бы становишься их должником. Вот, понимаешь, а что ты взамен отдаешь? Они ничего от этого Яндарбиева не требовали, 100%, скорее всего, требования, наоборот, а, короче, дали ему деньги, короче, а вот Бусул помочь, никому помогли, а вот ему лично, короче, там сколько миллионов ему перекинули, я не знаю. Вот он этот, в ответ услугу делает, вот Бусул, я дукар, тот сайду, мы Бусул поча, выходит, со всякие книжки я зашу тоже, мафия христианских государств, короче, Бусул подчалось, вот это весь нарратив, прям и в Катаре он дальше продолжал его, короче. Чисто из-за денег, да? Да, Тесла, да. Это как когда у тебя есть свой бизнес-план, ты собираешь какой-то бизнес начать, но для этого тебе нужны финансы. И ты вот ходишь, ищешь финансирование для себя. Яндарбиев предложил, какой может быть бизнес-план Катару, а те просто профинансировали. Без всяких обязательств. Хорошо, нынешняя власть продолжает партнерские отношения в этом проекте? Нынешняя власть. Донат это как бы. Не, представьте, прерваться, то есть русские убили этого, и, скажем так, это вычерпалось. Но зато Халимов, Турция, Весна, они переключились на Масхадова, то есть уже через Халимова.
$250 тысяч Далитана, вице-премьер Уаттитен, то есть лошадка Яндарбия уже больше не работала, на другую поставили, на охмурение, исламизацию Масхадова уже. С этой целью, короче, новые донаты сделали. И что я почал? А с той стороны, с руснявой стороны, вот Масхадовый противник, вы видите, у Дугова, вот этих урусмартанских ваххабистов, короче, Цана уже через Березовского снабжать, веш Хару Иса Имарави, у Дугови, Харшиу снабжать. И есть еще третья банда в виде Хатаба, который от саудитов уже, короче, их уже эти снабжают. Аль-Каида, да. Да, Аль-Каида. Это, кстати, у нас 3 исламские банды с 3 разными хозяевами занимались исламизацией и уничтожением нашего государства, по сути, короче. Теперь эти раз там, короче, использовать уже эти исламская банда не нужна, то есть шейх не ждали, они этих истребляют. В Европу сбегает вот это, халимовская, в Турцию идет, Имаратчик Шбу, Удуговский. То есть у нас остатки вот этой банды остались. Имаратчиковская, которая в Турции сидит, и Халимов, который в Турции сидит, он с этими братьями мусульман дальше остается на связи, через Агмуи фактически, короче. И через какое-то время, когда начинается украинская война, и видно, что Россия снова может это разрушиться и снова влияние в Чечне восстановить. И они через Халимова опять, короче, видимо, финансируют уже. А кто еще на поле? Милвиссеновой, короче. Не Идиго уже им финансировать, короче. Они видят вот этого Закаева, который рукопожатный в Европе, короче, и такой. Так, вот через него. То есть они Кочера больше батишь, они Масхадова, короче, и сломанули, и государство наше уничтожили. И, короче, сейчас через этого Закаева то же самое продолжают делать, короче. А другая партия, которую Удулговолш, Имаратчик Шбеш, Докки Вашиш, они недовольны, что их бортанули, потому что у них, видимо, ГБшник Шбацахтир, хозяев какой-то Гушбаттир, Джамбулат Сулейманович Ушбуиш, короче, они этим делом недовольны и пытаются, там, Мубахаля и Рюбокш, этих, короче. Они знают, что за ними братья мусульмане. Все как дурак я ходил, когда среди них слушал царь, а меня Шангоша, короче, Ихван мусульман бьют, короче. Я вообще был без понятия, что, оказывается, так сильно чьи-то, короче, руки с этого Востока в наших делах завязаны, вот эти межваххабистские, вот эти разборках. И самое главное, которое ты часто говоришь, чтобы люди понимали, если бы не было бы ислама, у них не было бы возможности влиять на нас. Очага не было бы, да. Да, и во всем вот это вот, во всем этом сценарии теперь случайно хорошие русские, потом всякие Кутаевы, Ходорковские, Яшины, и они тоже оказались как бы во всей вот этом, во всех этих заинтересованы, да, как, ну, короче, тоже от братьев мусульман получают бабки, и случайно потом русские в 99-м году тоже взорвали дом в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске, и случайно провели Рязанский сахар вместе, это параллельно совпалось с тем, что Аль-Каида на нас напала, Ихванул Муслимун на нас напали, Иштар. Вот такой Ну, вот Аль-Каида сценарий. это же русский проект. Уже доказано же, что Аль-Каида русский проект. Не, я просто хочу вот понять вот эту логику и увидеть отдельно какую-то действующую Аль-Каиду или Ихвануль Муслимун вот в этом мире, да, где во всех государствах есть четко работающие спецслужбы, работающие, то есть нигде вот не можно, чтобы развилась какая-то игилщина, да, вот в современном мире, если ее не подпитывать, то есть если за ней не будет стоять какая-то сила. И чтобы сами по себе какие-то Аль-Каиды, какие-то Ихвануль Муслимуны и прочие там действовали, и какие-то у них интересы еще на чеченцев, чтобы были, да. Вот связь, связать, а так, в принципе, и что они все
участвовал в этом году, Муслимун там участвовал. И как вон Тесла говорит, Масхадов, их подцепить, Вирхамел, да, даже Сейф Ислам был такой, египетский араб, то есть прямую от этих, от Флануль Муслимун. А вот этот вот шейх Абу Умар, он был немного в другой команде, он был изначально против Масхадова, он и Абдурахман Иорданский, который в его подчинении был. Фатха, вот да? Они, Фатхи. Не Фатха, Абдурахман был, что это? И Абдурахман, он был в подчинении Абу Умара, и вот эта сторона была против Масхадова, но потом уже там договорились как-то. Договориться один, и там Масхадов типа начал под всех их дудку петь, чтобы Шедага их переиграть, да? Да. Тут переиграть, как видим, ни у кого еще не получилось. Наоборот, все сыграли в итоге на руку. А теперь дальше, ладно, сюда ты его и лови. Давай. Я за. Пусть еще 3-4 человека скажут, что за. Чтобы не получилось, как этот несуществующий парламент. У меня нет желания их слушать. Ну, тебя интересно, Юбаун дальше. Тебя дальше интересно, Юбаун. Что там может быть интересно? Откуда деньги? Тебя самые интересные. Ну, в принципе, Тесла, Уолл или Ибрахим, прежде чем ты включишь, это ничего такого сверхъестественно феноменального нет в этом. Кавказ всегда был такой точкой, да, местом, где было полное столкновение интересов разных государств и империй. Тесла, я думаю, деньги с Катара или одна часть Саудии. Самый главный куш, видимо, Катар. Поэтому он в Катар уехал. То есть, естественно. Абсолютно верно. Ну, а я считаю, что самый большой куш был изначально из Саудии, потому что Хаттаб еще во время первой был. Хаттаб из Иордании, он не из Саудии. Фатха изначально. Подождите, перепутаться, да? Хаттаб из Иордании, якобы родом, но он был саудийский, вот это, банды, саудийская гибняя, царство из... А тот же, короче, Фатха, он тоже был иорданец, только он уже был тоже, кстати, с этими связан. И Фатха был... Он закончил вот этот... офицерскую академию именно в Иордании, Хаттаб. Ну, возможно, закончил. В Афганистане, 10 лет в Афганистане, сколько-то лет в Афганистане был, а афганцев спонсировала Саудовская Аравия, Катар, Эмираты. То есть, тоже в послужном списке Афганистан идет. Абу Умар был в Афганистане, Фат был в Афганистане, это один фат. Да. Они вместе как бы. Но мы на самом деле не знаем, были ли они реально там или нет. То есть это просто слухи могут быть или просто легенда ихняя. Никто не знает, закончил он реально этот университет офицерский. Никто это точно не знает. Скорее всего, он закончил заочно как-то институт дружбы народов Патриции Лумумбы, потому что русскоязычному. Так, давайте переключаемся дальше. Бяхко Ибрахим, я тут прервался, а все-таки он из Саудии, нет? Сумку в Саудии рукой. Хаттаби. Ага. Не, они все... У них у всех были... Соблюдай, что там, минута. Его официально всегда везде называют иорданцем Хаттабом, но он был в подчинении вот этих вот саудийских аль-Каидовских движений. Он родом из Саудии. Он родом из Саудии. Возможно, из Саудии. Просто его представляют как иорданцем Хаттабом. Он внешне чисто саудиец. И легенда, ногти потом переселенчество и румбоши.
Что там только не несли, да, типа подмазку почитать, но Да, бери. да и договоришь. Очень давай, Алфавит. Ждем. Как манну небесную. Какой еще вопрос у вас? Нету вопросов? Алло. Амуацала Аслур, да, Хатар? Ну давайте вы не затягивайте, что уже надоел матч, да я хотел общаться даже. Давай. И там за кучу шладу, там будет зажим комах. И вот конституция бусов гандюлю олш. Самих геалёцу власть принадлежит народу Бог, шмундой. Да. Так поправки на Богцун, ах официально сайт, что поправки от Богцун. Это поправки не является. Повтори, где еще раз? Я плохо услышал. Повтори. Просто шикарный власть вопрос. принадлежит народу Бог, что статья его и конституция. Да. За юрдаяхкан Бог, власть принадлежит Аллаху, хитсан Богу. Амма и только на словах Бог, джимстаг, ну официальная конституция, хитсан яц Богу. И хитсан яц. Потому что вот я читал же тебе в самом начале, смотри. Алло. Так. По воле Всевышнего народ Чеченской Республики, выражая стремление чеченского народа, руководствуясь идеями гуманизма и целью построения социально справедливого общества, исходя из высокой ответственности перед нынешним и будущим поколением наших соотечественников, уважая права и интересы всех наций и народностей, провозглашая Чеченскую Республику самостоятельным, суверенным государством и признавая себя равноправным субъектом систем мирового содружества, наций принимает настоящую Конституцию и считает ее впредь основным законом общества и государства. Статья 1. Чеченская Республика. Чеченская Республика суверенно и независимо демократического государства. И вот ответ на этот вопрос. Созданная в результате самоопределения чеченского народа. Она обладает верховенством правом в отношении своей территории, национального богатства, самостоятельно определяет свою внешнюю и внутреннюю политику, принимает конституцию и законы, обладающие верховенством на ее территории, государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики неделим, незыблем и к полномочиям органов государственной власти не относится. Народ Чеченской Республики, статья 2, народ Чеченской Республики является единственным источником всей власти в государстве. Народ осуществляет принадлежащему суверенную власть непосредственно. Народ непосредственно осуществляет. Он, народ. Непосредственно. И через систему создаваемых им органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также посредством органов самоуправления. Никакая часть народа, никакая организация и отдельная личность не могут присвоить власть в государстве. Незаконный захват власти является тягчайшим преступлением. Вот он, это статья 2 и 1. Там есть еще дальше. Это я. Знаях кэч милу, вот царь, знаях кэч бушба, да? Знаях кэч бушбуй, царь дычдер, худу эльче, вой вот я цумду в 90-м году, 90-м, на общенациональном съезде, так? Султат, я конститут, султат, вой бин прис чума бяхкар рассказывает, прис 5 раз они вторгались. Гуман, я вой да,
есть почалшь. Вы признаница это, вы бандит, что вы закон, будут за что ты дал, вот это вот все. А эти все разговоры поза исламские почалшь, все. Царя, церковь, я пошел диктаторство, диктаторство. И они, ни одна из этих стран не признала нас государством, ну, скажем, кроме Афганистана. А остальные Мосу, я встречался с их этим организацией исламских государств, да нет, огромные, так, и все исламские государства. Это президент Санкт-Петербурга, что положение считает, что на острове Юж-Эльчин. А даже, как говорится, Баргдет, Сахарицу, он просит. У нас у себя своих проблем много. А проблем, что Шундата на острове прямо говорил президент организации исламских государств Мунир его звали, пакистанец. Хатхаем доходу, Дагасан Аше почал. Если бы свое государство создали, тогда мы могли бы вас принять нашу организацию исламских государств. А вот видите, мы же нас убивают туда. У нас нет для вас ничего. Ищут отношения находятся. Я лично встречался с этими людьми и с этим и говорил. Поэтому вот эти заблуждения, что я думаю, что мы должны реально быть, что да, здесь вы от Асхшкей, от Асхшкей, церь доктор, бухцу исламских государств, это был, ну, называю любого, я не хочу это. Возьми Иран, Ирак, там, Марокко, Каир, вот же все, бери все, это друзья Путина. А это, Гош, мы как слепые дети, что-то говорит, ах, походу, истуется. Мы должны свой народ стараться спасти и сохранить его. Царь уж воинч, тазер давать, кичем больше. Кичем бонцер, они планируют нас, сигар, один от Смахарова, Эрда, даже сигар шел Кадыров, уж вышел. Вектор, я твой пехотинец, как говорится, датуча, морвят, лошваля, все равно царь сам он пойдет, и ох, кстати. И он такой, и сякой, он не надо. То есть по всей самой России ночью соберешь и двигаться Аллах, то, что он будешь подумать, это есть. Поэтому царь политик ищет. У них вот северный. Вообще не по теме. Судья Мастан, вечер Мубаха, бла-бла-бла-бла-бла. Вообще там вопрос задан о том, что якобы говорят, что у нас в Конституции сказано, что все законы в государстве принимаются в соответствии с Кораном и Сунной, но они там по-другому это сказали, что власть в государстве принадлежит Аллаху. Но они это имеют в виду. Не замчу, да, что все законы в государстве принимаются в соответствии с Кораном и Сунной. А официально в нашей 92-го года Конституции сказано, что все законы в государстве принимает Его Величество чеченский народ. И типа вы вот так говорите, что власть принадлежит Аллаху, а на самом деле, короче, вы это не поменяли. Это типа правда. Короче, там на полчаса что-то говорит, а какие-то Кадырови, Портул, Эскишин, Хестла, короче, Царит, Илоч, эти
Вот, короче, исламские государства, что обл, цадин, бош. Там не в этом вообще вопрос. Просто много Не, и ни о не, чем. он ответил и потом съехал с темы. Ответил, потом съехал. Ну, он ответил, да, якобы ответил он, вот это, приведя статьи Конституции. Статью 2 он А, привел. да. Ну, там это еще предпис, Конституция в начале, в написании. Он один по воле Всевышнего туда-сюда. И задейте, потом он Конституцию, статью привел. И потом типа сказал, и цадиеш, сюда-сюда. Ну, дальше он уже сейчас бла-бла-бла до тебя вещь. Просто ухо дальше, ухо, цахастар хумхилма дезите последовательно. Он сейчас там наговаривает, заговаривает. Посмотрим. Вопрос, Ибрahim, был таким, изъяли ли в статье 4, изъяли эту пункт, где власть принадлежит народу, изъять, и не аль-иштхата, сказал, изъяли это или не изъяли, он сослался на какую-то, на статью 2, что там так и так сказано, но на суть и вопрос он не ответил, все играет. Не, кстати, вы плохо, наверное, слушали. Он сказал, что типа не изменили было. Парсек Дюченс это не изменили было. Я Лирцу прямой ответ он дал. Но потом он съехал с этого ответа. Не, он может сказать, не изменили. Ну, а что они там не изменили? Например, Хаттер. Не, он сказал, не изменили, вот власть принадлежит народу, не изменили. Но потом он съехал, и он дицулил цыган. Но они изъяли из статьи 4. Они изъяли из статьи 4 пункт, где сказано, что вся власть принадлежит народу. Они это изъяли. Как они это не изменили? Но он говорит, что не изъяли. Свободный Тойзан, он все правильно сказал. Он говорит, что нет, у нас в законе не так. У нас в законе вот так. И то, что в законе есть, он правильно это привел. Это не момент подлога, где он сделал подлог. А то, что официально в Конституции было прописано. Просто дальше он съехал и теперь пытается объяснить. Уж мадеит стиповой, уж деицавой признать дирдат. Так, он один типа, бусур пача халк шван летит, то цадина и хума цадина, как бы уж деит цадезаш и вопрос поднимать на цадезаш. Цахиза деш, он пытается сопрямой штаться волш, да? И размазано, ждут стоит. Да, я могу одно сказать точно. Просто противно слушать этих людей. И эти будулаки, которые за это власть принадлежит Аллаху Богу. Алберт, вот то, что только что мы послушали, он сказал, сослался на статью 2, там сказано, что вся власть принадлежит там гражданам типа, ни один, никто не имеет права. Скажи мне свое. Эти ребята спросили, мы слышали, что вся власть принадлежит народу, и короче, они короче, что они имеют в виду низам этот, потому что ребята еще не сильно образованы, они путают все эти временные хронологические порядки там. И Дигов говорит, что да, этот низами неправильно это сделали, там все так, как есть осталось, власть принадлежит народу. Что ответить Дирцу? Да. У меня еще возникло, знаешь, насчет этого какая-то, насколько глубоко потерянная молодежь. Это вот эти молодые ребята спрашивают у Ведигова, почему у меня не забрали право выбора. Он же единица народа, этот парень. Сюгар маршу даунца яккана. Сюгар маршу хундитана. Шпуохцу. Представляете? И думать то, что да, делаешь. Над чем мы все работаем. Вернуть этот уважение. Он им четко должен был разъяснять. Ажал хара мекштет, шугар баку хаяхич до ваха хин самол не шубо, что из хирдуцунах. И шаядак разъяснить дадие, что из-за цадоцу. Почему? Потому что вот это и популизм исламищен, короче.
Но На, се- заканчивается. на самого себя будет Ибрия, потому что по такой Да, логике да, совершенно верно. И это тоже там, да, совершенно верно. Да, дальше вперед. Северный Кавказ, Вэйхонсиге, Дадахче, если наши народы оттуда уберут, тогда они считают, это я читал эти документы, видел, Цердюштер уже, вы от Махр Арадян до Дальнего Востока, ваши дикача, тубочиш, твои нас добыты, от Кнюх от Кавказа, юг до дочь, как вот 44 году нас выслал Сталин такой, Исандар. Кайон, цикшан раска, хочу бан, ага, бен, хотя юг до дочь, рефрик бабиза, и планешь, бухуш. Под этот план мы не можем подыгрывать никакими оправданиями. Ничто не может оправдать действия, которые могут этот план дать реализовать России. Ишь позицию Саник. Это его алиация, секунду, государственник. Смысла и власть принадлежит народу Бога, и Конституция язешена, и хум именно из состояния язеш. Уэкам бусулду, так уэкам бусул прилчи, так дейл калбян, уэкам юк ахили шиац, ал дитендуй ашез. Пасфек, да, бодишь, возьми Конституцию, почитай. Орант я зиндуй народы, я создал вас. Да? Да? Да. Я халк ша куйлен да. Есть такое. Значит, халк рыцу лехаха ох дынят ах умадать. Так, Ибраим, А требую некоторые деятели сейчас шудятся соуш. Шамет Он хотел сказать, он хотел привести вот этот аят, где сказано, что мы создали вас народами, чтобы вы типа друг друга познавали. И думаю, дуйфу дема, ищет мудрость. Короче, я знаешь, как понял, он вот от Фусияма, видимо, разберется, если правильно понял, я так понял. Он говорит, в Коране Аллах говорит, что он создал народы, поэтому народ имеет право, короче, Да, это уже идея дин дуист, совсем да, уже, короче, видите. А теперь Фудзияма прокомментирует с той же ранее, что вот народ я создал, и поэтому народ может выбирать. Не потому что вот народ должен сам выбрать свой путь, каждый там индивидуум, каждого своего взгляда, мировоззрения. А потому что вот так он оттуда пошел лесенкой туда. Этот аят очень многие используют как аргумент, вот, весь народы нужно сохранять традиции, Бог шумствующий. Этот аят вообще про другое. Нет понятия народ, этнос, традиции в исламе. Ты должен полностью арабизироваться. Ты должен арабизироваться, оставить свою культуру, свои традиции, почитание своих предков и должен стать арабом. Но он, как это сделал, он стал заложником того, на чем сейчас они сами пропагандировали. А он стал заложником ислама. Он сейчас говорит то-то, то-то народ, и ему нужно как-то что-то найти, какой-то аргумент для этих будулаков вот, из ислама, чтобы они его не растерзали. И умадается. Он вот нашел что-то подходящее, да, как-то смахивающее на какой-то аргумент, и вот назвал его. Да. Лишь бы чисто лавировать. У меня креативное предложение в связи с этим. Ибраим, там, другие. Мы можем, условно говоря, в том же Катаре, они же тоже мусульманский народ, как и мы. То есть наш народ это, да, получается. Мы можем там провести референдум? Ну, чтобы катарцы проголосовали за, ну, как бы, за место нас временно. Они же наш народ. Не, иман должен брать, недостаточно, бусул будешь. Вайсан, бусул брать. Этот, тот, кто задает этот вопрос, и если он будулах шахатр ушел, да, наксан
якобы типа وبوصل بدول تسوندر ودال كلا иду волш там что чатер ушурка если он на полном серьезе задает этот вопрос и буду была надоелهم и настолько это лей Подъема, морисинга Асинц Олан Бяхмобила вот он этот вопрос задает с возмущением. Я вот услышал его вопросе возмущение. Если вы ислам, он же сам говорит, вы бусубнаду, так почему вы бусубдолша, почему у нас в этой конституции была такая статья, что вся власть принадлежит народу Божь? Вот с таким возмущением задает вопрос. Да, я это тоже услышал, такую нотку в голосе. Ну и для него у меня очень плохие новости. Хадай Буслубатер, Цундер, такая статья в Конституции была. Просто Хотьян Кью, который вырос без образования, которого пропаганда просто напичкала всякими мыслями, идеями. Хотьян Кью, Цундер, ты думаешь, Хадай Буслуб Хулаял. Дальше يغتو Я и так. Rahmetli Oşa halk o bilsetsen bu geldi hal bunun için конечно. Мы с джаматью от в этих арабских странах, он хай, мы с джаматью. Знаешь? Я сразу Ну, я тоже не знаю, но мне говорили около 20 джамат во всех этих. И они все между собой недовольны, и между собой все враждуют. И рашит, он беш болгач бахует. إسحاق تيجي تعزيم بتشاطوي تسندها هم تسألوا أبدين تسديش ليش وين صار هنا أصلي إسحاق ديزي إيش بس بيتك آيات صحح تقيت والشون ده الله دقهم مدائن حتى ملوا على أصلور داتسون إن سوي نقطة قد شاقي государственная религия конституция ислам белора так وشو هيشوا قيل شأنز عربو متى شريعة أوصنا نقطة متى تقاسم دواش بوصل دنيا يما يزر قليش إيش زكون خلدي شتوي ومركا اتسوي ما عندي هوية вот смотри сдаться у нас этого нету за дича за по нашей конституции это не идет, не пройдет. И мы не сможем свое государство восстановить. Это? Это как раз вы идете, шало, вы манюхлет, питанте сенсацию, да, раз слили хум договор последнего, что между царством, я просто вам говорю, это хотя, что вы, я вам говорю, из войдац. У нас этого нет в нашей конституции. Это нет ни в одной конституции, которая есть за адующих владения. Так вообще мы станем сейчас совершенно это неприемлем для всего остального мира. И как раз вы идете тазер дареч, кетчер, Россия, кидар, ну, это царило. Никакой это вот конституция записана вот так вот. Тот чаурху здесь. Шукитаре. Ну, это полно буду лаку вопрос слушать, просто конченый. Но гор, видимо, он сажим, конечно же, это оправдывает, что босс. Видимо, что-то там сажим, какая-то проблеск какого-то ума у него там появился под старость лет. Сглаживает он просто углы. Он сглаживает углы. Да, но имеется в виду то, что он произносит, начал произносить, конечно же, он типа оправдывает самого себя, но он имеет в виду, из институции, وجاي восстановить территориальное государство, هم دويتورдать, и наоборот, وين, короче, تنطع ويغلق خير دوتش. Специально اشتغاسقن نارو كدولشا اشتدويتي что избавить свои. Типа... Но мне حديث Ибрахим. Он как бы не оспаривает с ними, что и вообще шар не
в завуалированном виде, ни в каком виде из حاجة اشترى هرا دوتعاشر لا دات هم объяснить цадыча отснаяган дат, что не существует никаких шариатов, не существует никаких исламских государств. Это вас облапошили, это меня первого обвели вокруг пальца, нас вот это вот заставили сделать подлог, и мы Ибраим, сейчас занимаемся никогда неосуществимым делом, который никто не смог за 1400-500 лет осуществить тело, как бы и разъяснять Садешу, он с ними играет вот эту игру, которую они играли после Первой русско-чеченской войны. Вот Джамаат, Сглаживает углы. Не, он лоббирует свои интересы, не входя в конфронтацию с этими людьми. И что? Да. Типа, голосуйте за меня. Я не против этого, но нам сейчас об этом нельзя просто модер кефиром говорить. Пока времени нет об этом. Сун Хуэл Хитха Ибраим, мне кажется, что он, да, не идет в конфронтацию с ними, на конфликт не идет, но он, мне кажется, живя в Европе, аж кое-что догнал, что на эти деньги Европу куда, так сказать, богаче спонсирует тебя, чем вот эти арабские страны. И он хочет, типа, даже если что-то восстановить, то сидеть на грантах у Европы. И уже после дат, как только он, Европа уже не будет поддерживать какое-то шариатское государство. Подлог, Саня, никто им в Европу пусть нет. Вот в этом чате кто-нибудь скажите, если никто не скажет, я скажу. Игигов начал менять свою риторику после того, как начал слушать ЧДП. И не более, не менее. До этого никаких изменений его речи не было. Он всегда гнул вот эту шариатскую линию. ЧДП ладьяга волвела, шиги мерт, очень адьят дул модельдах. Хиц хисвал волвела, Игигов да, чаволча. Ну, врать начал. Ибраим. Не врать начал, он начал подстраиваться под ситуацию, которой движет сейчас основная масса, молодежь. Он хочет просто в теме быть. Ибраим, и ширк чуахудиз богш, и поча, и ночи богу герш беш чуахадица, иш мульш бутак. Иш, короче, забьёхом наш волчухтер духыш. Какой-то иш буш. Цена вайк шарк дийцетле. Вай шарк дийца. Якобы война дунияну самого қобыл дирдат. Ну и чуахадица и ширк худиз богш беш масты бумабайт вогас кайсене да свой хот дагяч. И бахсу, но иш мульш бута бахсу. Ну, Арида, SM очень конфронтация, auch закаевская команда. Я думаю, о них он имел в виду. Вайсанах, мы полностью их всех как бы тыкфирим. Значит, остается один вариант закаевской команды. Да. То есть, да, в начале царбама бар, антитеррор ЧДП бар, и так, и бусулбин хидваш бояц, ищи команда. Ну да, это противоречит, конечно. Вайца дюется или по-любому. Ремарк. Да, говори. Первое. ЧДП антитеррором. Он крестик поставил на антитерроре. ЧДП нормально кенти бойлик, ну, халабы хулил цахиеч боял, типа. Еще один момент. Я несколько раз, каждый раз его включаю, я слушаю Делхан и чувствую, не село, как раз это Конституции и депутат бюджет. И интервью минут, и там это был Бенияш само. Кто-нибудь, никто его не узнает. Тащи канал на Ост. Канал у него свой есть. У этого канала свой есть, как он называется, я не помню. Канал Мне кажется, это Абу Ибрахим. Косит под этого малоумного, чуть-чуть голос там басы избавил. Нет, риторика, это точно его риторика. Может ошибаюсь. Ибраим смобогол, пока не время бахцева, да, слихалдак, да, их сон. Ну, имаду, после Первой русско-чеченской войны отстали, пока не время, пока не надо, пока не сейчас. Да, думаешь, никакого этого желания у них там еще и
где выгодно, там и присутствуют, там они и пляшут. И если завтра они там, к примеру, если у них что-то получится и так далее, и они подсядут на гранты Европы и так далее, это шариача, жизнь так дорого, да, того, то они наоборот будут сажать и убивать тех, кто будет про это заикаться. Самое чисто, странно, он фудзияма и Закаевский канал чувачок васин мою, сиса ладу агирцин, да, и луксвоны странно, да. Изначально? Да, а сиса ладу агирцин, да. Шейк сапача кулли тариоти поняли они сейчас ляшбу гуманты аич. Пока не поменяют риторику, и не просто риторику, не изменят все, да. Шейк пача Ребрейдинг, кулли короче, да, у них тариоти, происходит, водидер, Лёх? что говорить. Да, у них мозги там не Ребрейдинг у знают, них, что делать. да. Ибраим, Сахвай, независимый, дал Бог, почал, Нацахота, Австрии, Мегарион. Швеция, Иесу. Швеция, Буш, huviitel премьер-министр, депутат Ирцайт заявить. Охчакысын моя вроде бы. Пример. Так что до Швеции уже Менять далеко. Швецию на Австрию это Швеция смешно. В отменяется Австрии скоро. безопасно. В Швеции небезопасно. Это помойка. Не, представь собой Абу Саддамс. Дела и уайца шер лахуч деца. Сунам Афганистан магару эл собой. Это или Судан магару, Мauritania магару. Тига из бусол нах, бусол диду. Междик что, кюга дуах. Фуй титулк что. Короче, массу эго. Швеция аж ногчиш заново имплютор душа бахцу. Развратно лил, ждудри бац, законно, мажли, ша возможностью еще иш цабо. Свуна вайцах, короче, шар дахучная, свуна маршвеция мекшу. Suomi, Marsa Иште Эларцо, иште Эларцо, бля. Он так и сказал. Да. Белдам пегет. Suomi, Marsa izina, шаинца, цахашхар варбо, Suomi, шидагадек, шидагчуадитит. Нормально, шицахашхар, если бы забор. Приспособление, чувак полноценный. Иш шмаков тига бухаю сец мауи. Дела, короче, ногти чашер дахучная, свуна Россия мекшу. Клинский, кстати, тоже сказал, если его спросили уголовное дело, Дагака, он ворует, ворует, в Дагестане. Милый его, кто кого спросили? Сосетлинский. И Дэма, чмошник просто конченые люди, их надо сажать в тюрьму. Вот видите, Сосетлинский. Ичкери паспорт дел закаешь. Иди, да, и Закаева, и Сосетлинский. Амонра. После мира может пытаться с этим паспортом. Он не чеченцам раздает паспорта, это падло. Как на базаре, семечки. İşte duhbaru nuk habercin söyleşi. Mehko bilasem so. И что они как сбор söyleşi ломка щи, чтобы они паспорта еще кому-то раздавали. Бельгия. Тогда вот что подтверждение, что обратиться за газет через знакомых. КГБ agent, ja, паспорт, да, обязал кен. И паспорт, что да, подтверждение, я стоит, царь, и я один, цанаме царкер, Бельгия, короче. Там через суды он еле-еле добился. Не, тига, самое интересное, Гудухаеш, он и Шалухаев, и Сосетлинский, Шайхилаев,
أتون باسبورت دوخشنا باسبورت نحدا يتم كيخش دات باسبورت نستولا волчунг. Короче, что момент туксу сигнисвал. Исвю сун гихес, что дальше шума как раз вот моменты. Вот паспорт на болчер бас, шули елду босар. Шуйлешни юхката арбо бат тусутя, короче. Es бах хакрош арбо хер шуйле шули елду. Нохче бат шума. ونوخچم مو هر شو вообще мечаду цана пишери чуаду шу за интернет латина душу ца хер бето что шу хер сеситлински полностью до ичкери ванти я да куш могут ты бош годами цана Дагестане ину вообще лерте адушу не уж на связи боли датуры хатуры ухер хватах турца бол хатэ синчер церк ухер ахмад доерте банд нешатсига اشتهر شملش بتدا سودا حقيقة تحقق حتى أول شنو وسيلة ما وهر تدا سودا غير سيلة وهر تعال بابات توي اشتهلش أنا اشتهل وبرات ما وي اسكروش وبوسو فيجر ما بوي تدا سودا قيتو دار هوش أي خبيش как бы студент ларацер адол вообще кегу палбу Эн Багдаде, короче, паспорт дохкар мадур ичкерина шулиелю цам. Вообще, какое имеет право превращать республику в проходной двор для всякого сброда? Это вообще должен решать народ на референдуме, чтобы один какой-то иностранец получил паспорт. Шида мах вайкачер бабаша шасанички масанички боры шида хакис вар. لا يهودو خان أثر حتى سنال دان شوي رودي بكان تيش من بالنا قاست بس خير أخما دوي خير صان جماعة أبو خير حتى سنبو شيل و LTL أربعة و LTL تا هم LTL خيط شو كأكبر تكي ياش А там в паспорте национальности указывают, да, Ибрахим? حنجم خانه قد أنا حمي نتنا وينتنالست براي از نتنالست حمي أخذ ديالوز كورد ده يستنيسكي وينو متنيسكي وينو شملوك وينو مملوك وينو يركورد ده بيرودي Прикинь, Ибраим, с такими колхозными понятиями, да, твой брат мой бог, что читать чисто, давай чисто по-братски дадим ему гражданство, с такими колхозными, я не знаю, быдло понятиями, и какой-то государственности еще мечтают. Даже левый Евросоюз себя так не ведет. Деньги. Так национальность указывается в этом ичкерийском паспорте или нет? Сам отверг элла дадол мадах клешоцен паспортер до хусха уайтен яргибну киш шо ли елдо ишт короче камел дин шулта хино цаханелч президиум Верховного Совета закай вахнядин ЦК КПСС цахунядинаг принимает подачу заявления шейха Лаева Цахунядинак на вступление в гражданство ичкерийское, подпись Закаева, печать Хунядинака. И ты тюан документ, хин свожу, короче, хайн ты бьёхал шкош, аж да, конкретно, хай ичкерин ты дальше. Ну, на колодец деньги прислал же он? Прислал. Нет, вы мне не ответили, там в паспорте национальность указывается или нет? В паспорте есть графа гражданства. Национальности нету, получается. Нету. Там есть, короче, и ну, цыган, там тоже топал буцак еген. Вообще-то там должно было быть не так, да. Ишти национально цыга английский мата, националити, ну английский мата это типа гражданство было,
Так, тебе, короче. Самое правильное решение, вот это все паспорт Ичкерии и так далее, все это просто не воспринимать это всерьез, имеется в виду, что это все паспорта, которые они выдали, то, чем они занимались и так далее, не имеют никакой юридической силы. Не, Потому ну, что настолько они там напортачили, настолько ошибок совершили, что разгребать это очень долго. Лучше Лансинского заново это паспорта, и сделать. то больше силы будет. ну, вообще-то Лучше заново это сделать и начать. изначально, да, изначально я наоборот был за вот это паспортного дела, потому что Суна единственная полезная умгор за всю вот эту там, деятельность правительства и бог, там еще так. Вообще, Закаевский Лук за все это его деятельность самый нормальный, как бы, и паспортный гулха, и духная она надежда, вот шуман, шия паспорт, пускай он даже не работает, любой человек, бетахт вога, дага это нормально, это но хакар, гоен, чая, дек загадит, ден игил майна, это нах итоге, игил сэрсуна, ича, сунах шикапе. Надо заново начать и всю систему тоже по паспорту, то, что там указывают, то, что там указывают национальность, тейп, и все это делать так, чтобы ты мог отследить, кто есть кто и так далее. Да. Все это там. То есть любой гражданин становится автоматически, приобретая паспорт, гражданином Ичкерии, правильно? И автоматически чеченцем, получается. Так? Да, по этому сейчас, по этой системе. Сега все нормально там, имеется в виду и националити бог, сега нохчи элэр, это нормально. Но с условием, да, что фамилия, она будет как бы в соответствии с нашей традицией по тейпу. Нет, Ибраим, там нохчи элэр. Ибраим, я перебью, тейп ты лахтигаха нохчи элэр, это нормально дать, потому что нохчи это этнос. А он, кстати, хочешь какому-то гражданину выдать паспорт, называй его тогда ичкерийцем. Не нохчи, а ичкерийцем. Подожди, Фудзияма. Ты знаешь, это Эстония, Литва и Латвия, они вообще, допустим, есть категория граждан, которым они не дают гражданство, дают вид на жительство, серые паспорта. Понимаешь? Серые паспорта они дают. Я не говорю, того, чтобы людям давали паспорта, если они не нохчи. Смайлик, я тоже за это, но я имею в виду, даже если будут выдавать, там национальность не должна указываться нохче, нохче убеждаться, там должна указываться национальность ичкериец. Имеется в виду, потому что... Ну, тебя, нашел, Республика Ичкерия, нет, тебя, дайте я объясню, чтобы этих споров не было. Ичкериец, язычи, массер паспорт, ичкериец, хельч, или нохче, хельч, цена разница, просто тебя, и главный момент хую, тейп, чуязю, например, хельдияру, или, например, цонтру. Или, например, ты видишь, что не даешь рассказать. Ишь что я делаю, все там, когда ты шейхилла какой-то, или когда ты какой-то там Бахмудов, или Погонядин, то все просто, по твоему вот этому тейповому ты уже понимаешь, откуда ветер дует. Ибраим, смотри. Ты знаешь, мелдух набу, который просто прописали тебя с чужому тейпу. Но чужой тейп это между нами. Ты сможешь хорошо различить, да, что вот тейп там указан, у него не указан. Но я имею в виду для других, для мира. Для мира он будет нохчи. Ты не будешь объяснять, и нохчи ватс тейп, тейп, паспорта язя. Если он что-то напортачит... Он так и так будет нохчи. Ты не понимаешь, что ли? Если он напортачит, все что угодно он сделает, массер ичкерийц языч, ичкерийц хули, массер нохчи языч, нохчи. То есть это ваш гражданин, махулис. Пускай он папуас. Гражданин не нации. Если какой-то француз, который имеет в паспорте гражданство, да, француз, но там
что он не француз Оли, что этнически он, типа, будет сказано, что он там не такой-то, и люди не будут это приписывать к французам, потому что среди французов есть приезжие мигранты из Северной Африки и так далее. Ну смотри, вот эту всю сегодня, систему, сегодня любой здесь паспорта, находящийся, например, любой любой здесь находящийся вот наш соотечественник, у которого гражданство Франции, он француз, куда бы он в точку этого мира не поехал, что тебя уонек, да, что тебя дикнек, да, что тебя удлел, да, он француз. Австриец, вот здесь австрийские гражданство у нас, они австрийцы. Американец, я знаю, и что я есть? знаю, национальность. Ты в этом плане ты не прав, кстати. Ты через это перепрыгнуть не сможешь. Единственный момент, который из тейповой принадлежности, то есть фамилия из-за строго хилдия, что подменить, да, еще что-то. И тебе. Ну, погоди, хорошо, даже для себя, хорошо, даже чисто для себя, Ибраим. А гражданство, да, и лацон дать, но даже если мы будем выдавать, а гражданство, чтобы он себя Нохчи называл, ты это хочешь или нет, а? Тебе это, не знаю. Конечно, нет, абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Свой граждан. Полина Жеребцова тоже будет Нохчи тогда? Если с чечерийским гражданством? На граждане нашего государства должны называться нашим гражданством. Вы что, не понимаете, Ну, что погоди, это везде так? Ибраим, Ибраим, я понимаю, но француз – это национальность. А Нохчи – это этнос, народность, этнос. Это не национальность, это этнос. Ты не можешь называть чужой этнос своим этносом. Нохчи уалищается, потому что это этнос. Например, Будулаки, новый гражданство, тюли, все равно уэша, даштах, Будулаки, хирду, Сикхавовы, Миллер, Политковская, Хайовы, например, или Курочкина, Хабовы, гражданство, они тоже такие же Будулаки будут во всем мире. Во Францию они полетят, Будулаки будут. Да, причем тут давайте оставим это специалистам, оставьте эту тему. Почему? Давайте до конца разберем, это важный момент. С миром мы разобрались, Ибраим. Мы не комиссия, мы не специалисты в этом. Давайте оставим это. С миром мы разобрались. Я просто запомнил кое-что. Ибраим, недавно правительство объявило, что 100 тонн нахаров находится в Германии. Там есть реальные ошибки, которые, например, вот мужской и женский пол, Мали и Family, где написано, там нохчемата они написали йо-во. Это вообще неправильно, потому что нохчемата там должно быть стие-бёш. Там йо-во это не женщина, мужчина, это дочь и сын. Йо-во. А там family, мали долчия. Стие-бёши. И что здесь, что? Ибраим, у иорданских чеченцев как в паспортах написано? Скажи, пожалуйста. Все понятие. У них написано самих бено в паспортах. Ну, вот так вот. Они поэтому свое 10 поколений хитла, они будут знать свое происхождение. Это нормально. Но мы имел в виду, Ибраим, я не закончил перебить мир. Даже если весь мир будет там считать, восприниматься Нохчи Ханюка, у тебя внутри народно они будут восприниматься уже Нохчи. Это уже начинается смешение с разными народами. У тебя начнется там. Ты должен это, даже если воспринимать Эяхар Нохчи, это чисто подсознательно, у тебя будет восприниматься как типа Кому определить дадия шумадуис, то есть как мы примем, если мы примем, что мы даем гражданство человеку вот через вот это, чтобы он гражданство, это общество, то есть пройти до цього. Или муатамба, без там гилхулха, диесту нехунадин, и штресс дуба, или... Паспорт алушенцу шахада дал, диес шахада. Да, полностью перекреститься.
Не спор, это народ должен решать полностью. Я к тому, что он борется, это научно неправильно называть ногчи, потому что это этнос, не национальность, этносию. Ну, я тебя просто... Немец я это тебя... тоже национальность, германцы это национальность, там есть этносы свои. Я эти тебе вопросы просто хочу двухтысячных. сказать, ты просто на один план куда-то только можешь, на второй план оттолкнуть. Вон, когда говорят, вот эти вот идеологии спорят, как это так, людей кого-то должен был создать, поэтому этот Бог, а кого Бог создал, об этом не говори, Эл. То есть у тебя точно так же получится. Ты сейчас поменяешь вместо ногчи там ичкириец, и все равно ты от этой проблемы не уходишь, потому что у всех у нас будет там ичкириец. Дополнительно указывать на этнос, указывать дополнительно этнос. Не В надо русском ничего паспорте. писать, просто будет... Да, это сейчас вообще не важно, Фадияма, мы это ничего не Ну решаем. да, никто не, ничего не я решает. знаю, просто размышления, что это просто размышления. Ну, это, да, версия такая тоже допустима, если это действительно что все общее, нормально, оман, пайдах есть, мы можем там все что угодно. Вообще, ома, ватсел в скобках можно тоже написать. Söyle o elçiye çanda doğuşlar там. Просто если мы соответствовать хотим там какому-то международному, это все равно а так, если вы говорите о уже чистости какому-то происхождения, то мы уже, извините, опоздали, потому что, судя по ДНК, у нас есть тут как бы и другой вариант. Но при всем при этом, таган уже нах прижиться, ден шентир тельняшки эту Это понятно, но имеется в виду, когда находится Вишворосом, дальше смешиваться не надо, потому что это потому что есть куда падать, это дно еще далеко, надо наоборот удержать хотя бы. Ладно, диктата, закроем тему. Изучать, отталкивать Баху, так, аммацарул царя. Отталкиваться, вешаться да, ногчи. Тинца агош отталкивать, кан хурдус, ногчи, химмабах царя, так. Вейн мастер беш мадуэй, уже заранее. Мослах, что ты имеешь в виду? Но от них пользы во время войны особо тоже не было, Чебогдаев. Мы не видели их на битвах. أسئلة نوكتي متاع دوش مو زراسون الشريعة واحدة هذا واحدة لين بوخ هاردوش بوخ ولا باتسون أسخاتن باتسون السندة الجوهر إيوه مارك عليه شو زاكونينز دالا سوائت نيلش نيلزون مارشال فوتسون سندة على دوتش وعادة ثاني دوش إشتغل دي شتوق زاكون دويسون يسبتها своего рода шариат мадуиза. Вот смотри, Адыштар Мохдуй, Мусимуя или кто это? Другой? Фред, я слушаю. Ага, ты воля. Значит, Адыштар Мохдуй Альча. Нет, лячло закона, нет, лячло Mohdu. Надо с этого начинать. Как вот этот мир худой. Нагасан вот на такое условие, если мы перейдем, то мы совершенно окажемся, с одной стороны, Асфигмал и Бусер почал, ни одна из этих государств не является исламским. Царь Шайн лучше, Шайн Дерч, Дерче, Юкидош, Ешбуш. Пожалуйста, Аллах, что уже царством равняться, да, ищаться, ишь, да, царством, на них смотреть не надо, во-первых. А во-вторых, у нас нету этого, из Вайдича мы окажемся в пространстве мостов, который нас и говорит там. Посмотрите, они что хотят, они фанатики.
они экстремисты, они бандиты, они исламские националисты. Это очень модаться. Вот что мы делаем. А мы являемся только один в этом мире, в этом ويموت ليش ويمتى أمال دشة أخذني تقيخو بس ويدات ну аллай будто так. А как мы можем противостоять им алец? Ой хал так что вы когда ху алсуна фо дуй фо фо отчора орни ара яла день ялдая тоже надо какое-то время. Дней там 15-20, я не знаю сколько. А мы только начали государство строить, тут же нам сразу вешают вот эти дела. Вы доллардыш, чехтаходы свои. Вот если как раз вы идеи отчили, что можем, они хотят человек идеи. И вот водой, ос яжесан и дадизвай Аллах, он мертахи, мертах. Ну давайте, мечаду и сандал, мечаду и милш почату сандасу. Хайто дареш мечаду. آيات عصيخ نيس قيتة راسون صار نخالوش وهابوش رجم شيء رستريت شيء كوات يشدر بيز بوغدات صون أصدوتو закон وي ماركا يو и конституции خليل и там умачар стак قدر и светский хердуис или цада бусол дин этожен хердуи этсун просто дот жопносу. Асферга алр выцахунду. Ой, светский яц. У нас не написано нигде светский. Светский, алла керст будет совершенно светский элден. У нас нет слова светский. У нас есть только то, что есть у нас. Адуч аура, у нас в этой конституции этого нету. Мы в соответствии хау динч аур и закон и хажбу депутатчку царь чехтахнич. خزي ثاني خزي Хейт Мацахейдер, Сапуляк, который разговаривал, кварт Баха, садует гажиятер, садует Ахуицу, как раз таки по шариату кварт Бах гажият, кюк дуах, уючует, а вот, что он, какой закон шариата он хочет там. Либеральный шариат, дивичор мацу. Идея вичула, сажим шариатисты, но не полностью шариатисты. Что Хоко идея вступит из-за ешбу. И светскость подчеркивает то, что религиозные объединения отделены от государства. То есть религия отделена от государства. Это подчеркивает то, что государство стоит на светских законах, а не на религиозных. Это подчеркивает секуляризм нашего государства. Это именно тот пункт, который они незаконно оттуда вычеркнули. Чехлов, иштиды эльпуин. Так, адычтары, динса, идарик санаа, дадезиш имусума, данислорду, орантидары, шара, ясвы, да үч, ол худды адычтары. Но это в Конституции адаться. Издаться Аллах, туда внесли, ислам является государственной религией, вместе едино, язен, под закон, такой язен, сову, это положение источника, извой исандол ады, что в соответствии с этим рожмышьятыр, газ, издердать, самлотич, когда кудать, уже ады, что ты, дамадуй, А войнох будет сан або кушу сан рожмышьятыш.
лиль, ну, ну, что так мотово. Эти вещи нельзя, это менталитет воема, си дочь, а пойду бокшу. Вы лиль, ну, штат, вы дейшься, лиль, ну, да. Вы динца, печенца, лиль, ну, штат. Сонде, мы халпост, и это дочь, аора, чехте, ну, шум дацис, саларчу. Это вы халх, дул, доцел, хуш. И протесты нахуй, которые протестовали. إن سوق الله خناس لتيت من إنكو بيحكم بالله. يعمل والله интересно. Вақта бақдар гейлер мусон народу тилерсен tässä vains mentalitet kunniga. Este vains tahan maditsa ditsa tiletsu des vai at out. Работают каждые 40 минут взрывы. Хокку задаривай. Она у меня слетела. Сейчас я вам. Да, ребята хорошо работают. Каждые 40 минут у нас все слетает. Вылетают, залетают люди. Молодцы, ребят. Остается и закон, марка и конституции. Хулили там умер жопносу. Аллар, ой, светский яц. У нас не написано нигде светский. Светский, алла керст будет совершенно светский элден. Будет уэдера. У нас нет слова светский. У нас есть только то, что есть у нас. У нас в этой конституции этого нету. Мы в соответствии с закон и депутатчик. Царь чехтах, чехтах, и штига эльтовый. Так, дичтера, динса, идарик санаор, дадезиш и мусума, данислорду, орантидера, шара, ясвой да уч, волхудо ау, адыштыр. Но за в конституцию тяhdats. Издats Элла, туда внесли, ислам является государственной религией, нести дина, язин, по закону, такой язин, шоу, это. За положение источника, свой исандол адрес, что он в соответствии с этим рожмашия торгать, издать, самолетишь, когда кудать, уже адрес, что я дамадуй. А вы ночью будет сан абокуш, сан рожмашиятыш, лиль, ну что так мадово, эти вещи нельзя, это менталитет воема, си дочь, а пойду от бокшу, вы лиль, ну что так, вы дейшься, лиль, ну да. От сметям 100% vai gladījām nešun od sēpostu. Še vai čudik, huš movo vai mentalitet vai mūsu. هم потихоньку, им штукан хотя бы, ой, менталитет, ты знаешь, до штахалар, ой, еще я объясняю тоже. Численность вооруженных сил Хуча ДП баштахан. No, it's CDP anti-terror group بتاع بوبو جالسة برت خربات شباك زين جوا وديش تجيهم مدوزي من ذات أوست برت خربات وباس
بشتغل شريعة إلهي ما دي زوي إدي جوي كيوش شريعة ده تيز Иди, Гос, пока не время, бахну, бахну. пока не время бахцу, но как бы шариатский хумдат заложительный фундамент. И има ютига важно. Пока не время давай сперва закрепимся, а потом будем об этом. Пока не время боши, по этой логике, если мы идем, тебе сложно, хума мадать, если ты принимаешь вот этот подлог незаконно, то есть мы, значит, убираем, что государство, второй пункт, если юх напоминать, то что ни одна идеология не может быть установлена во главе государства официально. Второй пункт убрали. Четвертый пункт. Религия отделена от государства. Убрали. То есть шестой. То есть шестой пункт четвертой статьи. Религия отделена от государства. Ну, или же религиозные объединения отделены от государства. И дадох. Так, включаем туда вот этот принятое за задолженности вот этими несуществующими депутатами вот эту систему, что государственная религия ислам. Дальше хоко ючол гажмиш яхтари царь хунадинак расстрел шури нах идбори. Что они делают теперь неправильно? Идига вахахин пока не время свободно что пока что жим халга мадуи что свободно что абаграх Ходук вагар, государственная религия ислам во главе государства, идеологию ты установил официальную. Идеология позволяет проводить палкобитие, камнебитие, расстрелы, похищения, там, джизья, мизья, шадулхум позволяет. Там, у кого немного вправо, у кого немного влево, разные виды нашел. Им это все дозволено, позволяет. И Аллах хейн свобода, что им всех малоешь, пока нежно, поэтапно шариат твой глел дайтеш баярах цутят. Чахмат садовый. Да, в соответствии с этим введено полное шариатское правление, расстрелы были проведены. Хокосат сунцаина так, расстрел. Ибрahim, суэлэг цадирон. Хо анханьез барксу, кота чуркварни халда время надо барксу. Да, ну и бах, что и квотам собор, да мацадот сун даже сун личи, покон собор да лей квотам штажим ёхкила кита, потихоньку Афганистан, да вот и бара Афганистан. Афганистанин, мацахаз, Афганистан говорит, нет, сейчас, теперь и сразу же. И сун Афганистан, что динак хунейста динацо, государственная религия ислам, хельч Афганистан, но что расстрел швейцина, размещительно, они ничего плохого не сделали по его логике. В 2002 году по этой же цепочке, они же там рассказывают, мы его одинаково этапно вводили. Вот так в 96 году через Яндербиева мы государственный ислам ввели полное шариатское правление. Теперь в 2002 году полностью принимаем, что Чеченская республика Ичкерия – исламское государство, и все его, все законы будут устанавливаться в соответствии с Кораном и Сунной. И ты за Иеговом сейчас последовал, за этим подлогом. И тебе вот сейчас Будулак подходит и говорит, Абу Салбу, а государственная религия ислам его. Фоккуза, он бусудино, исламские государства, хилиез бэрэ охт, он один шейху фатва сейтун дэси бэрэ бэр. Ахун ахтихун цаот. Ну сун иштхалгы хиет дайэлла, тхун ца хиет халгы эрдук, и все, дайлу титаи, дайэл, эцпира. Он еще спросит, Ибрahim, а что тебя сдерживает?
там есть ограничения, там написано, Да, что его религиозное объединение поэтому, выделили от государства. Нет, не написано. А официальная идеология может быть? Нет, может быть, аят ханов. Так все полный поэтому перевод. закаевцы, поэтому его и подвинули. А воло и вставали. У нас есть тут своя концепция, мы знаем, тхоцаквир о диктакие, окифишн. Они поэтому дальше. Югзакаев чал чохча белашло Абу Хамза бу Турция. Царь бад айолан шухира элша 2020 оға Коран суннату мубахар Имарат Кавказ дақиқин шуда Гумские республики Кунадинаг конфедерации боша и пал қира қуеш тут я ашу шу оға сразу Эмират я дутхо. Югуш бу Миншбуш Витюкаевич İgilafç. Dayıoğlan da şu emirat, huyu emirata o davnen davna valiyatina şu kuyuş aşağıda kıyra el tutursa, tuturka edeler. Atho böşüm şu o valiyat Kafkaz yubaz, один из валиятов халифата, короче. Так, то, короче, полностью. Коран сунна слушаю вообще нахаят. Что нах яла бокол бусол бела ха юле ишда хуйте гарчали чакру. يوقع خير رزبوش فخير فوبا تانا يوقع وقت لوبا كرشان يوقع Не знаешь, вот когда обговаривают вот эту статью, Идигов, там еще кто-то, еще абзац, олца. Просто несли ислам, моли. Да, если бы оставили эти два пункта, пусть незаконно несли ислам, вот эти два абзаца, его как иммунитет его сдерживали бы, а его мощный иммунитет, и вирус арца его лично, чтобы он не мог действовать, он в рамках его держал бы. Эцхай, короче, на свадьбе там, еще где-то там, тогда улучш там, когда культурно. А раз, короче, исчезли, да, яхан полностью, дахается, полный вперед, того, короче, все, отпустили, вложили, отпустили, конь побежал, все. Прямой вопрос задать. Вот, религию ислам, да, ты хотел там, что все мусульмане, там, все такое хорошо. Так, зачем два абзаца эти убрали? Чтобы муфти отныне стал чиновником, религия ислам начала управлять государством. Только Идигов либо это не понимает вообще, он либо не догоняет, что это просто сделали и все, как им там заказали, либо он просто сейчас такие гендол, и хумахинстан, назад цавал луш, что непонятно, хумдуктига, одним словом, там несколько вообще. У меня ощущение, вот не хочу я так думать, что он умнейший уйших образование, опыт, практика. Ну, я не хочу так думать, но мне кажется, вот этот именно вот здесь он что-то недопонимает, что произошло. Вообще, худина ощущение у социальности. Дальше я этого. Давай. Войдинца печенца линуш. Да, сонде мы халпост и это будет аура чехтену шундацс саларчу. Het wij halch doeldusena eldu. Wij tahan wij otsund ha. Wij kiech dat sundats elcha. Wij saba shiba sho. Os rasi pachaq buhi khalla. Yadoshir, lachoshir. Khasta dit tsuhum tahwaj oga. عيس دلدو سندي ارمل هور شولار ستاجن كوك داخ بيش كوك باخ بيش غجبش ياتيش بولجين تيوت سندي ويز يوتسيها ويغوك جهت تشو سيدوش دا نخون دير بلاتش سعن عاورا اتسا شرع اتسلال فرانستو همدوي اتشيخ داخا ويأت خربات اتشيخ تصداخش داخا شرع دين سيزدر قوي إذا نقدر تسألارشنا ويتحالها ويبتشال تسأل دادوش إيش تدعه ديش دوي خنزانش تأكيدوش دوي أدم دوي تأكيدوش فكلين شو تا إذا هو ده إيش بتندوس
Peter yazmış. Ha, Peter Markov. Да, этим хаттар дусек, кохаттар дур. Государственная религия, государство Бог, худо Бог, сунтя, ля чудо Бог. Сунтя, ля чудо. Это значит, государство, это обозначение того, что в этой стране в основном живет это государство, государство образующее народ, это является чеченский народ, и он является мусульманин. А если бы вот то, что говорит, вот то, что говорит он, если бы мы его придерживались на этой основе, мы должны были бы в соответствии этим изменить. Это называется свобода вероисповедания. А во-вторых, это не является основой для того, чтобы мы изменили всю Конституцию и сделали ее полностью царством, потому что здесь фридом, Фредом. Седом, да? Фредом. Фридом. Коэльч аусан. И давай утты, так? Значит, мы должны изменить всю Конституцию. А основополагающей основой Конституции является то, что я читал, первая статья, что народу предложить вот это все. И если бы мы изменили бы это все, то тогда нам надо было бы в соответствии государственной религии изменить всю... Сразу подлог видите? Манипуляции. Государственная религия ислам, это означает, что государство, образующее народ, является чеченцы, а не мусульмане. Зачем тогда убирать 2 пункта из 4 статьи? Зачем? Какой смысл? Дух и непонятные. Ну, ты хотел культурную составляющую большинства народа как-то внести, чтобы им как-то приятнее было, не знаю. Здесь, вот эти 2 абзаца убрали, тогда уже смысл теряется его сейчас, его аргумента. И ключевой метод, никак мы не можем разобраться, потому что мы не можем провести диалог. Непонятно. Хагушишун экран. Гуши. Гушу. Сохеш мауи. Эшу. Вот. Статья 4. Государство, его органы, должностные лица служат всему обществу, а не какой-то его части. Оно способствует консолидации всех социальных слоев и групп, наций и народностей Чеченской Республики на основе социальной справедливости, гражданского согласия и мира. Демократия в Чеченской Республике осуществляется на основе политического и идеологического плюрализма. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Вот из формулировки, видите? Вот и пункт ключевой. Из-за question айгатын идеос. Идеос элари, что когда ему задали вопрос, что значит государственная религия ислам, он говорит, это значит, что государство, образующее народ чеченский, и он мусульманин.
А зачем он убирает? Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. То есть это же оно не мешает. Он может сказать, государственная религия ислам, например, суфизм, на повестку дня вынести законными методами после второго созыва депутатов даишь маерственно. Только никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Еще долча аддисчан оно будет соответствовать, что государство образующее это мусульмане, там, например, день Рамадана праздничный, там, я не знаю, день Маулида праздничный, день Вознесения Хаджи, короче, в Китае и Индию этот праздничный, доход и вот следующий момент, дальше. Партии иные гунядины пропускаем, не допускается создание гунядинок, пропускаем решения партийных, пропускаем религиозные объединения отделены от государства. Что секуляризм, от светскости, от прошлого момента. И религиозные объединения отделены от государства. То есть Ахмад Хаджи Муфти не есть государственный чиновник. Все какие-то Матюкаевы, короче, всякие шариатские судильщики там и все такое не есть часть государства. Потому что религиозные объединения, их всякие жамааты, вирды, всякие муфты, пуфты, короче, они отделены от государства, самостоятельно управляют своими делами. То есть шамяждик, шуриш, и действуют независимо от его органов. Государство связаны батюш. Они действуют независимо. Шедо, зукуш дворцер, маутьещик, дакайкачтик, дабыл гаруш. Короче, хиехам борцер, дворцер. Государство поддерживает общественно полезную деятельность религиозных объединений. То есть, если там какое-то малар мамали, уамали, неран там бойскаут, что-то группа, короче, неран сайкан хинди лой, тана колодец юахкараш, тана кампиеч лайсу караш, фонд хаюалараш. Это все, если оно полезно, как здесь сказано, поддерживает общественно полезную деятельность религиозных объединений. Вот из Дукас Армаменч эти люди, они взяли вот это, убрали оттуда, и как Альберт говорит, либо они вообще не фурычат, никакой, ни закон, ничего не понимают. Ну, либо там еще несколько вариантов, да, там, что за этим стоит. Допустим, вот юрист, да, вот сейчас вот возьмем какой-нибудь юрист, да, вот международник. И я возьму, вот, допустим, возьмет он 100-200 лет назад какую-то конституцию какой-то страны. Фига, парламент, президент, милюцин, просто документ. Он не знает этих людей, там, фамилии не сохранились. Просто документ берет и открывает, и смотрит. И юрист увидит точно, что убрав вот эти абзацы и внести вот эту внесенная религия, это целенаправленное действие, чтобы религия главенствовала, чтобы она, короче, развивалась, чтобы она полностью шариатность и Питер у человека. Если абстрагироваться от вообще, что только документ у нас. Целенаправленно Динхумду из вот выводят. Или ну вот прям вообще не понимали люди, что происходит. Дальше что-то интересное он хотел, по-моему, озвучить. Таусы. Давай. Хочу весь перечень всех статей Конституции в соответствии с ну, по крайней мере, из Элга Дехча,
Цадиш, мабуэ нахуй шло, да, мох лишь. Это даже сунязен альдиш, вот, суназад, лишь пухаш. Ах, это обозначение даже он критиковать. Здесь критиковать, здесь между шуна хушду. А в связи с тем, что Аллах, freedom, за, вот смотри, вот эти вот страны, вот, Дания, Англия, Норвегия, потом Голландия, сейчас не перечислю, но 5, 6, 7 стран европейских, демократических государств, даже, да, там записано, что у них государственной религией является католизм, там, протестанство или, значит, христианство. Знаешь? А? От этого они тоже не становятся. Там в других вот мусульманских группах. Сразу разобрать его и его. Да, это очень интересный момент. Вот Хагума, сразу, да, опять ссылаемся на вот эти два пункта, потому что в этих демократических европейских странах эти два пункта их никто не изымал. И у них, когда государственная религия, Вайма Аллах, там, день какого-то Христа Спасителя, день какого-то Валентина, Сидора какого-то. И все. Остальное никаких побиванием камней, никаких вот этих движений не допускается, потому что идеология не позволяется устанавливаться в государстве уже официально. да, еще, Ибраим, у них четко обозначено, какая религия, какое течение, какой католики, Да, да, лютеране. он сейчас сказал католицизм, православие, а потом христианство, я соврал. Ни в одной стране не написано религия христианства. Нету. Есть вот католики, лютеранцы, протестанты, еще какие-то там. Но вот христианство, да, да, цала. И тем более это вот это вот религиозные и вот эти моменты в их конституциях или каких-то законах, они остались еще с тех времен, 1000 лет назад, когда еще демократии не было, демократических устройств не было. Просто королевство, цаня, хадиэн, в качестве культурной составляющей хайен, хумиюис. И вот когда эти страны объявили уже демократическое устройство, направление взяли, они или внесли в Конституцию, что религия отделена от государства, или у них это уже было. И это надо понимать. Это уже люди промониторили, уже просмотрели. И вот этот аргумент, он смешной выглядит, понимаешь? По двум аргументам. То, что указано конкретное течение христианства, и то, что у них конкретно есть ограничители, или идет исторически, они идут просто, это культурная составляющая. Просто вот, ты кто? Я христианин. Ты молишься? Нет. Свечку ставишь? Нет. Нет, ничего не делай. Он просто вот, да, христианин, и все. А кто и худу мильдуца? Да, дух царис. Короче, это аргументы, не то это у него что-то. Надо получше как-то объяснить это. Дальше, ладно. Там тоже записано, что они там, что государственной или официальной религией является ислам, и мы это вписали туда, обозначая, что но если мы будем сейчас пойдем дальше, куда хотят нас толкнуть, да, то это получится, что мы, значит, нарушили Конституцию, что мы являемся отступники от воли народа, что мы совершили государственный переворот, что мы то-то, то-то, то-то сделали. Что ты думал, Старк? Целый арчон фридом.
Ihum швайдюци. Вот он говорит, памятник, он говорит, что нельзя дальше идти богцу. Дальше могу богцу. Вот объявили ислам, и дальше могу. Ой, могу. Вообще обязательно, там другого варианта нету. Религия полностью поглощает эту страну. Сначала там в законы влезает, туда-суда, потом вот так говорит, свобода вероисповедания. Ислам прямо говорит, что это кефир, и надо с них джизью брать. Дальше они доберутся до там этих свидетелей Иеговы, там еще там, атеистов, агностиков, христиан, до всех доберутся и будут с них брать жизнь, их будут давить, права нарушать. Это неизбежно. Вот сейчас вот Масуай Делли, и через там 30-40 лет, короче, они зависимость скорка чахой. Не схож. Берешь, ну и которые ему вопросы задают. Вот такого формата ребята придут к власти. Там независимость там пришла, они, короче, президентами стали, в парламенте там. Открывают Конституцию и смотрят. Ага, короче, так, религия ислам. Так, идеология разрешена. Религия не отделена от государства. Так, мы теперь по полностью Коран и Сунна начутуловать, короче, вайбусовну. Никаких ограничений нету. И хульцунах. Да, пока идигов, там, или такая, или кто там, они по своим понятиям, добрым, чеченским, они будут как бы физически это сдерживать, там, каким-то образом, не давать это, развиваться этому. Но когда мы все погибнем, и Дигов, и я, и ты, и все мы погибнем, и через 40 лет вот эти ребята придут, они откроют Конституцию и просто установят полнейший шариат. Максимальный. Видите, да, ситуация? Почему у вашего независимого государства конституция на русском языке? То есть у вас даже языка нет, чтобы было свою конституцию написать, да? А почему ты сейчас на русском языке с нами здесь разговариваешь? Нет, ну ответьте мне, почему конституция вашего независимого государства написана на русском языке? Потому что ты вот другого языка не знаешь, поэтому тебе написали на русском. Но вы же хотите независимости от России, значит, на русском языке писать конституцию, это же глупо получается. Вы же от России независимости хотите, и в то же время свою конституцию пишете на их языке. Свобода, ты что, русский, что ли? Почему вы хотите? Ты что, не хочешь? Свобода, ты русский, вот ты маршал Лав. Маршал, ты русский, почему ты по-чеченски не разговариваешь? Просто для вот таких, как ты, которые чеченский не знают, пока во время переходного периода было оставлено вот это вот русское наследие. В дальнейшем, в течение лет 5, это должно было быть устаканено полностью. Но русские не дали этому ходу и развязали войну. За эти 5 лет таких, как ты, обучили бы чеченскому языку, и все бы уже были бы полностью чеченоязычны. Тогда уже был бы нормальный смысл вводить это, как и подобает. Ну, то есть, используя русский язык в своей конституции, вы автоматически признаете, что вы часть России. Вы этого не понимаете? Абсолютно не соответствует. Мы вчера говорили на эту тему. Я не могу понять. Он говорит, что мы используем в своей конституции государства русский язык. При этом говорим, что мы независимое государство. Что он независимое государство Австрия, там немецкий язык. У нас был и русский был, и английский был, и на латине чеченский был конституция. Что он болтает? На латинном языке конституция была у нас.
то время. Нет, у нас Сила шеф-чемпион, он это хотел сказать. свобода, это не соответствует действительности знания о Эллах. У нас Конституция только на русском языке была официально. Более того, в начале предисловия Конституции там четко отмечено, что все институты, которые работали в Совке, они остаются дальше законными, остаются в силе. Я лично покупал Конституцию на латыни, чеченском языке. Так, я извиняюсь, значит, я просто мало Еще информирован. государственные два языка было, официально равноправных два языка, русский и чеченский. Это был переходный период, в будущем там 10-20 лет потихоньку, как и другие страны, которые отделились после распада СССР, они тоже потихоньку, поэтапно перешли на собственные языки. Все туда. Вообще там непонятно, вообще не нужный вопрос, бессмысленный. Вообще, естественный процесс, мы есть. Веками жили под Россией, короче, потихоньку надо отойти. Все до сих пор бич буквы дом, да, подъедывается. Для эксперимента я взялся на чешском языке. Свобода. Маша, вот навскидку проверить, ты знаешь чеченский или нет. Сразу ответь, как буква Ш пишется на чеченской латинице. Кстати, претензии, мы же неофициальные лица. Альберт. Парламент даст, президент даст. Альберт, там, вот само утверждение этого человека, оно уже изначально неправильное. Даже само составление, типа вы русские говорит по-русски, значит у вас все русское. Потому что, во-первых, нет в мире такого государства, государственного образования, как русский. Нет такого государства. Есть Россия, где живут многонациональные населения. И общепринятый общий язык коммуникации, так называемый русский. Тут нет никакой русскости. Маршал, я тебе сейчас объясняю элементарные вещи, которые должен знать шестиклассник. Когда ты перестанешь быть невеждой. Вы же про независимость говорите, правильно? Вы же не говорите, что вы часть России. Мы Или вы не часть утверждаете, что вы России. часть России. Мы не часть зачем России. А тогда зачем русский Да язык? потому что изначально истории мы находились под этой русской, российской империей, и они нам свой язык навязывали. И когда мы вышли из этого состава, они через 3 года снова к нам пришли. Ты об этом не знаешь, да, Маршал? Смотри, хорошо. Свое государство, у нас будет на английском будет, потому что второй будет английский, хорошо. На английском будет конституция. Пусть выскажется. Вот, у Грузии, например, конституция на грузинском, у азербайджанцев конституция на азербайджанском, у армян конституция на армянском, а у чеченцев на русском. Вам не кажется, что это глупо? Нет, некорректное сравнение. Грузия – это суверенное государство, Азербайджан – это суверенное государство. У чеченцев сегодня нет своего государства. О чем ты у нас спрашиваешь? Но я говорю тогда хотя бы конституцию на своем языке напишите, а потом уже будете говорить про независимость. Я только что объяснил. Давай, с тобой говорите, как горох об стену. Свободнейшься. Хаджам, Маршал, я у тебя спросил про одну букву в чеченском алфавите. Ты одной буквы не знаешь чеченской, латиницы. Такие, как ты, еще полурусские, которые уже, короче, обрусели. Как они будут понимать конституцию, законы, на каком языке с ними говорить? То есть для этого нужен переходный период, чтобы вас обучить чеченскому языку, чтобы из вас чеченцев сделать полноценно. Я не знаю, классно, что это будет удобнее на русском читать.
Нет, Еду я не гош. Ну, знаю значит, вы, полностью, если что вам язык. удобнее на русском, значит, вы не готовы к независимости, вы этого не заслуживаете. Ой, И да все. прекращай, мы жили практически постоянно, родились и жили под русским языком. Это было Вы навязано. его, так, что значит вы вот это? Ну, значит, вы часть России. Значит, Маршал, Финская республика – это часть Российской Федерации. Не всегда ею будет. Вот это дагестанское в нем, вот это есть дагестанское его убивает. Ладно, дальше. И пока у тебя микрофон сацешь, дальше ладвое. Все равно. Сапогу. И всегда ей мелчо ولا ويتسقى وهو وقت هذا فرقت مخ أخي يعني وين كيتشار عايش يوتش سوت الدالغة شو هم ألغت هيك Hayatta kasitsa qoqatırda sodina Renigas Delirians wash Ladioshas Sobre Чавола. Да, отсюда ночох бой ЧБД. И вот так последних это бусолдин селч овцен цадезер бахан хунду алхиетун аяд бу. Ну, гой هنا سديزر إذا هاي هو صنع هاي دقي حاجة ودرسها بيش هم يتصون منوع سديزر سديزر نو إيش هم على ثلاثة نو إزم دو سفيتا تبغى Худерис. Худерис. Кефиш дуй. Значимость нам. Иди, говори, мылчал, лэмас да диеза. Бисмилlah смуда диеза. Вообще хуй из толня ноги. Уж будешь. Уж будешь. Нормально, цола, олшдага. بوصل بتصدي الصباح صار بوصل بالوست تخيل تصدي الصباح ألشان وصلونا فرانسوس سأل سأل معتصم مدار حقيقة أباك يا الوحر مواتي ترى حلقة وحر وات شاخذ نقش قوم دوغلوش والحارتو إيدر حجل ناوستيال دونل تقوتن هذا бывший коммунистов не бывает чудок так. Ибраим Наденши никогда в жизни бусобдин удуцаривал. И в конце жизни он узнал, что такое ислам. О чем с ним говорит? Коммунист твой. Свобода. Это двоечка. Просто. Скорее всего, мы не его обсуждаем, а его аргументы, его личность, участвует, худой, цедой, короче. Но он меня назвал... Не, Свобода, я не согласен с этим утверждением. Он, когда говорил, что мы против, я, например, против ислама, он на мою личность перешел. Он у меня спрашивал, кто я такой и чем я занимался в свою жизнь. Не спрашивал. Значит, он на мою личность переходит. Он не говорит, что эти люди требуют соблюдать... Я не Ты можешь со мной не соглашаться, Ибраим. Я не собираюсь его пропаганду подтверждать, что здесь я лично против ислама. Я здесь не против ислама. Я, наоборот, всех этих баранов хочу помирить друг с другом, чтобы они против, которые друг друга, вот эти сидиговым, которые говорят, закаевцев не хотели резать, закаевцы, других такфиристов, такфиристы, шиитов, шииты, короче, мадхалитов, пахрудитов, короче, наоборот, воуша, ей моей бага хайр. Абсолютно хайр. Дагчувел хайр, ислам, понятие хайр, делать с волкитами, абсолютно плевать на это, да, любой чин. А вы инсу удить сахорен, еще дагчу, цатишам бу, цахитам бу. Тут речь не об этом. Наоборот, воуша, моей, мабей, на улш, мадуця, мабей, это эрду. Перестаньте убивать друг друга. Шоде худу, я вот лично что требую, как часть этого народа требует от господина Идигова,
чтобы он соблюдал законы нашего государства, чтобы он не нарушал законы этого государства, чтобы он, если он чиновник, чтобы он служил народу, а не какой-то идеологии, чтобы он самолично по своей прихоти не менял всю Конституцию. Вот что я от него требую. А то, что он верит во что-то, не верит во что-то, Ибрахим Исмаилов, мне как-то все равно. Я не выступаю против никакой религии. Я выступаю против этого человека, потому что он нарушил закон в свое время. И чтобы он ответил за это. Почему? Если он мне сегодня объяснит, тогда было в такое время, нам пришлось, так мы поступили. Если он так объяснит, окей, я еще могу согласиться. Но я вижу, что этот человек не идет тебе навстречу, не собирается отвечать за свои поступки преступные, с моей точки зрения, а наоборот продолжает людям вешать лапшу. Иду Бог, иди говори. Да, Тойзен? Остановиться не собирается. Не собирается, Дачман. Вот, иду Бог. То, что я во что-то верю, или кто-то другой во что-то верит, я не имею права выступать. Я, как гражданин этого государства, нахожусь под законом, где сказано, что каждый гражданин верит во что он хочет, и каждый гражданин не имеет права не верить во что он не хочет. Все. Я, как сам, если соблюдаю законы, требую от этого чиновника, чтобы он тоже соблюдал эти законы. И Бог осеньдах. Сомнению, эти дигов, это истхалар биецахиет. Я чем сказал, что салафит, пацанёна куй, и салафит халар биецахиет сун. Царь Воуша, бой это боешь. И бой шерсятся сец. Полностью Воуша, луж царь нохчал. Ты лец, и нохчал, шталга дехтын. Отстявает адагать наоборот. Сутявает адагать бэхал хиеч. Ищет позицию, например. А так, если мы говорим о законе, о государстве, то иди все тебя полностью подлогина, шабол и курабина. И куза цадбусобдин лези, цадези. Это вообще не эта тема. Иду, Ибрахим, бяхмобил, вот где наглая манипуляция терминами. Цадбусобдин, цадези, цунде буштал. موضوع تقبصوا بتصدق ده دخل مدرسة إزاي كان سلطان دخل هون ويوقت أخطر بوس والزكون نروش الدين ده وصلون دخل وقت تقبصوا بتصدق ده دخل مواد وقت دي أنا опять на меня навешивает ложный ярлык. Если он на мой религией, он прячется за религией. Если он прячется за религией, прячется, давали. Политики давали, а пенсии давай, а парах чуа, а что прячется сколько угодно, никто не мешает. Но сацерц хабар мадица, дига вахи, он я Хасан ногче усу, Хасан кёча, лаам больш, сахиетам больш, он дера сюг хат деза, наксана сацерц хабар дьючвала. Вати, так ас бог и Аллах, дига, не утверждай, что ты какая-то законность. Нет никакой законности, нет никакой власти у тебя. За меня, в принципе, говорит. И дать Ибрахим Бог. На самом деле, это наглядный пример того, как вот эти люди начинают атеисту из-за там, удугов, стопудово атеисту. Вот как они, вот он сейчас сидит и так дальше, хадего му Бог. Сум просто модель дается, но он айн магай, и все, он как бы в стороне остается. Вот этих Абдуллаеков, их они используют, и что настраивать беш, что у меня есть Франция, туан кварт бэх, учитель, лихьечана, иштеш бэх, бо аудул нелдег лиелдо. Эти, короче, как бы за кулисья, бисер выш, он айн адего бо, он магай, бош, нет. Ищет наглядный пример того, как это работает. Четкий пример еще. Просто Идиго забывает одну истину Богу, один момент он забывает, что Идиго родился в коммунистической идеологии. А я вот, если не родился, но я вырос в западном
в государстве. И я прекрасно знаю, каким должен быть чиновник. И я прекрасно знаю, что я могу от этого чиновника требовать, и что я не могу требовать. Сонда идега вачню, а yok разницу. Сон чиновник би вас, ты мне не авторитет, ты мне, в принципе, никто. Я спрашиваю у тебя, если ты нарушил закон, почему вы в свое время нарушили Конституцию Чеченской Республики Ичкерия? Пока на этот вопрос я не услышу ответа, я буду считать Идигова преступником. Словоблудие Идигов на меня не работает. Я это фильтрую, выбрасываю. Как в компьютере ты выбрасываешь, delete. Ну, на момент, когда они нарушили, они же чиновниками, получается-то, не были, парламента-то не было. Это самовиду. Парламента не было, значит, он биолирует, конечно, они не могли собираться и законодательной работой заниматься, это мы понимаем, их речь дует. Там были объективные причины. Но вы дючте, га? Позитив желал поменять на Конституцию, статья, ючишь. Когда они же государственными чиновниками не были официально. Да, Есть избранный депутат тоже, как и из Нет, он уже сложил на тот момент мандат. Парламент расформирован, Ибраим говорит. Это преступники, получается. В 97-м избрали, да, потом в 97-м избрали. Но это национальные преступники выходят. Они совершили самый подлый, самый сильный преступный акт против своего народа. Вот так выходит. Давайте дальше. Тем более, мандат вообще, что оккупированные Волжские тысячи, эти с колцем, эфириш, буквально натурально. Абади, если перевести на какую-то субъективную личную жизнь, из аравать отдашь деши дальчи, а он цаттаган хо атхечи дохон дорой, су атхите вороно, су мацарита, что мехтверор, а то гавел, пармат наде. Ишту мадохара, ونوخش قام هم ما تخيج أتخيج هوشم تعبيد لا يراني تام проглотят съедят هم إدات ويم ويوق دي درا ويك خاتن هم ما دوت شيء بيبال بنتسا شيء خينا يدوسون هم بعدك دي نو غشتك مخيت نوخش قام أتخيت يشدات تيرسن كورت بو بيلشتا سان دي شا خاون علم شتحكي خاون صدق بو سون der noch am atret dinum du son du so noch richtig hun khiest du zan weil wa huda lozo что цан noch am Таршитин жепеш гладуах ца специально шен организовать инити сортит он сон тавизанатон. И пока вот эти чиновники там бубош политик не научатся или мы их не научим нас уважать как народ, как национальность, как нацию. Пока они себе в голову не вбьют, что за каждое свое слово, за каждый свой шаг в политике я должен буду отвечать перед господином чеченский народ. Пока мы до них эту мысль не донесем, они вот так будут сидеть, разговаривать, словоблудием заниматься. Никогда в жизни, никогда как он может, что хир шалах возъявно, да, аж сахарч. Сунде цадиз совместно, отдельно, от власти хилит бог, жду даунза, дух мой. Абаки, они нас слушают 24/7. Но мы же не говорим по исламе, да, бусулдин, да, бог, что им. Не говорим, но им удобно это переворачивать. Потому что они привыкли к тому, что они все переворачивают под себя. Они слушают нас. Сейчас по их спичам, да, по выступлению, которое мы сейчас слушаем, понятно, что они нас слушают 24/7. Слушай, да что бадок, да, язык, что за дела вообще, да, азам нисо, я терши,
пенсию от тинта от ичана бог шума да все уже наворотили Но он уже считает, у него цена. остались незаконченные дела, он считает. Да, Да. это такой синдром есть несбывшейся мечты, который не мешает тебе жить в старости, Богом дури. Да, Не, ну причем там надо пояснить финансово он... все-таки, Влад, Он пенсию за 24 года еще не получил, пока сбежал и Я думаю, живет на Западе. пенсию уже даже его внуки получили. Как бы за все, что... Отработали, что? Оплата раньше, которую дали, не отработалась. Доработать надо еще. Хусейн Исханов, и Дигов, и другие депутаты, они избраны народом законно, и после начала военных действий они действующие депутаты на неопределенный срок. Совершенно верно. После деоккупации проведутся выборы, вот тогда, если не изберутся, то дальше будут, если не изберутся, то останутся обычными гражданами. تون كتو نوقش تكون يا شيء إن جوا ونوقع يوم شق دولي تاي قان عورا نوا غير دول ديرا إن حاجلو صار إتخين يوما دينا غاسقي وين شبه بحان دلر غاسقي وين شبه كنا يوها تاقا ستشع بولنا ما حيزنا إز غاسقي ستشع بولنا ما بينا إز غاسقش يا 100% уверен Идигов уехал, сбежал, забрал свою семью и всех своих родственников. Это что? Хахан хул шума дать وين تدوخ يوات واحد يزدو إز غاسقش هكا يغورت كيكبو غاسقش واحد يزдо. Видите, что он сегодня живет в теплой, и его семья живет в теплой европейском государстве. Мои дома мучаются из-за этих вот таких чиновников. Иду с Богом. Сондера, وايد يحيى وشنوكش نبوش ويخيلش واتي واتي ها تعول هالطاقة ثم إذا توا ستعب السنة يسقطلا أشوال يا دوش إذا تتم مواد حبيت حاول خزاش поручитель поручитель командир шаушакетан вагитан варша босса ты не слушал сегодня он говорил да انت отбой элти я сагват сундел миск хузаш байлхуш ашу сундел бо если تحرص ووشن نكسن يتعدادي وتتبطشق دعو شو مش ناخف بير اوتشي ده جيب اوزا بيش نابو ويتاه فينوال كامل دعي И что жюпе цабюхе и санах кирбушон вайца. Мы будем наступать одни и те же грабли. Правится боулит, но их народ должен осудить. Мне теперь чхаш и брана нах бош. Нох айдал мохла. Ош гуч бол бат ацан хама нах дутуг малаца. Вайм это полбеды, вайм датца, пема бог шештина, дина иштина, да признать. Но при всем при этом он продолжает свою деятельность, ходит на каналы молодежи. Нет, Абаки, он зашел на канал ребят, которые религиозные, я не знаю, фанатики их можно назвать, нет? Туда зашел, и он продолжает свои действия. Он не может остановиться. Почему к нам заходит Ахдала, Ашли Локта, Эра, Нисдат, Эра? Абади, Вайн Вохарват. Вохарват, свой аудал мадат, свой сразу выведем на чистую воду и поставим точки над и вон Вохарват. И цан, и гуру. Он гуру, там есть поле манипуляции, обмана, с помощью инструмента исламской идеологии. Всегда вводит. Там он как рыба в воде. Мы пытаемся вразумить общественность и полностью посылаем вот такие импульсы, мысли, да, вот этим молодым людям, которых облапошили, что что исламские государства издать в нашем государстве для этих идеологий нет места. Все, что было сделано, это незаконно. То есть вы не найдете там какого-то заступничества или спрятать свою идеологию какого-то места.
Они цундел раз, начинают как бы смущаться в этом всем, начинают задумываться и идут потом к этим людям задавать эти вопросы. Ажа ишмаду исламский государственной религии ислам моя царь мадас. А те им опять надежду дают. Нет, ишда чун. Царь харстек дють, вая государственной религии ислам. Вай бусул ацан ишта просто бусул на унца без. Хайдак шуху хага. Царь что унца без. Бусул дин унца без. Туда-сюда. То есть южные, да, наша южные, когда бьют, южные голубы бьют. Халатева. Sa'xil bog. Sigil gomushi was khattal alış. Götter büyü hoyar. Khattal gomushi. Hazişin ho. Da hosan. Noch çıkıyor la o. Büyükum halgat sigar ya. Hakkar gomuş. Da sanno hazı mol devam. Allah işte gomuş. Da hakkar haybodu. Datsun isimler الحق على نيستات إزواج açız dört İkayık nıkıs İğler çöğer Molu haqiqin Hud tüh nıqsın Hud tüh çöğer Yuh vel sana Yuha igomuşsik ahşılı Çın nuqoqılık Abıçın sanlı Hristice nahşılı Elde gədini Onuma ala iş yatsa Molo utu odsun ya davar isen insafımı alıp selersin sen hiçtir bunu sağsın. Sen hiçtir sakiyetin bu yetse tişirdi işi hundu. Için yatsa. Kozla xatku dersin. Ha? حقيقة تويزن هي تي شوات هي حقيقة بوصل لنا نسبة آية دقيقة بس. Он рассказывает коммунистические байки, которые они друг другу с такими же коммунистами в свое время за столе сидели, поднимая самые тяжелые бокалы. Вот он эту байку рассказал. Надо дальше. Третий вопрос. بوصل بدين ساعة جورتين سديزر بحان هدو علي يا حليري كده رخصة لو اسم ساسون سو هاي تريح صار ديشتر صحهم دون وات عرش بوي وات ديش حال قطع خاطر دو حكم شو أحمد الله استغفر الله اللي يتحاليس das awesome صار ديشتر بوي ساقيهم تعنون دوشهم دو صار ديشتر إيشون مش بوت سها صار حلق عليها شو فروي председатель ЧДП الوقت ساعة حلق عليها إسانه حسينه شو إذا депутат شنو عطلون ديال دو خاطر إسان депутат هو и он был в моем комитете в комитете я председатель знаете аха Цултаха с председатель, что председатель его, а за председатель его, чаще зам председателю Алиазинту, Шашин. Так что, это, алло, Окарлилин хумды, а что здесь, Окардинер, что он хушты, в 2007 году, вот Ахмад Закаев, Царделин, их слышу, как они там себя означали, он тут у нас слышал.
Солнце. Ну, в общем, в 2007 году президент второй, доктор Умаров, в сентябре-октябре месяце они провели такую пропаганду, что доктор Умаров раскрыл 500 миллионов долларов, раскрыл с Путиным, да? Мы почал легко, что динара преступлению дал нам. Это он я даю говорить, что на традицию ишаешь. Именно доктор лицо идиго удуговом целицо. Именно доктор, именно цу с дня. Это. А цу с эльча, цу с дюч долицу в октябре месяце 2007 года. А сентябрь, октябрь, дюч это ахало гулош буш алохос Осло гордюк Норвегия. Сега гулош до элдичну. И чё хагул дал диет сега сапету дуэ. И рамелдеш буш. Да сега вола на осту сега осл. Чун телефон тёна светтер. И худоаш дыштыра худовач душа. А så ellers så søkes på det. Har vi noen steg vi har hatt nettigere at samtidig zal sketche eller kidersin humatsa. Så мило закаево. Закаек as телефон худу аж düştüre so o gortsik eller asig vahu şolsa ser hudu sar. Sonra hudu as'al huma das şöyle sigul hayır sar mi sar samo yallakşi bes onu yapman وكن ده تليفون تواس وقت اشت ما يقدر تسوي ايش هو يسال اوج ويل شو قيت سبيوس هو ديالش عايش ده ويرسم بس اني صوت سيجا وايت بوش باسش صوتها صحيح صوتها 6 ноября Ахал шо единый издали, они это «Голос Америки», «Радио Свобода», потом российский вся «Коммерсант», «Эхо Москвы», «Масна Эйден», «Идючук», закрыт, «Масна», интервью дает «Масна», «Ухар», «Конхет», «Жот», «Лох», «Ухар», Наконец, он говорит, если он сделал это, он это сделал, потом потихоньку, он говорит, делает заключение, он сделал это. Чем хат, аз алер, он бехбелер, хайнл хуш, дешто, я цахуш, я дешто аз, цухолкан, ein hochstolz Ratsja Хамадисла, таком духотчик. Отцу даже есть написано, у меня есть это. Если бы я это не знал точно, я бы это никогда не сказал. Я точно знаю, что Дин Эль и Амел дольше, и Бог Божий Амел дольше. Я точно знаю. So ich archa jetzt за Дин из Бога, как почал легко легко, so это важно. И Амел 6 ноября 2007 года они издают постановление парламента,
котором написано, что в связи с тем, что Дока Умар самоотстранился от своей должности, мы берем на себя полномочия этот парламент. И второе постановление идет, назначаем этого Закаева премьер-министром республики. Должность, которую так у нас нет. У нас кабинет министров, премьер-министр у нас называется президент. Знаете, по президенту, а он говорит, что премьер-министр. А Шамиль Басаев, он был премьер-министром. Шамиль Басаев, премьер Халвац, он был первый заместитель премьер-министра. Документ такого нет, они просто себя называли, я хорошо это знаю. Знаете? Он не был премьер-министром, он был первый вице-премьер, первый вице-премьер кабинета министров. А должность премьер-министра оставалась за Масхадом тогда. А Аган Босвет, что он был премьер-министром, ты знаешь это или что? Ну, все, Алирки, Хахилаев, Хамзат Билаев. Нет, Хамзат Билаев тоже. Они были только в должности. Такой должности у нас нету. Это должность кабинет министр-председателя. У нас называется президент по нашей конституции. Даже в статью я могу сейчас зачитать тебе, чтобы сразу. Это, ее никто не менял. Почему Эльча? А с Эрдоган. Вот, допустим, когда у нас кабинет министров у нас менялся 5, 6, 7 раз. Знаете? Так? А если он председатель кабинета министров, так за вот кабинет министра давал связи, он должен уходить. А так как его избирает народ, президент, да, он не уходит, вот сам кабинет министра только меняется. Меняет. И такой должности у нас нет. Если он был бы председатель кабинета министров, так, и когда парламент 5 лет проходит, там, или какой-то в течение 5 лет 3-4 раза меняли кабинет министров. Поэтому у нас нет, у нас заложено так в нашей конституции. Поэтому вот они написали, что вот такой они сделали. Премьер-министр. Такой должности у нас нет. Теперь смотри. В нашей конституции записано, муслим. Сейчас, подожди. Смотри, у нас, значит, такой должности нету, так? И когда, сейчас я сейчас дочитаю тебе специальную статью, чтобы ты знал. И это никто, это у нас есть, ее никто не менял. Смотри. Шамиль был премьер-министром 1,000,000%. Был. Ну, 1,001% он не был, добавить мне. Он был первый вице-премьер. Я знаю точно. Если бы он не был 1,001%. А говорил, не был, точно я тебе говорю. 1,001,000 можно добавить. Так, что я хочу сказать? Смотри. Значит, смотри, по этому поводу. Так. Вот статья 5. Дальше написано вот так. Государство и все его органы и должностные лица связаны правом и конституционным строем. Чеченская республика Ичкерия имеется в виду,
обеспечивается верховенство Конституции и законов над всеми иными нормативными актами. То есть Конституцию массар лехаю. А дальше. Законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. То есть очень العيا إيش خزري نجيب إنما نجيب esto bala gost departament خيزي هذه المشاوش ونكرم سوي это уже давай это кюг эйде ну их столько и хуярса цо дуй что и хум дуй статья 5 уже есть он лапшин сам пока сук, он да сам рубит сук. сейчас я ее найду и снова повторю просто там важно. Как он попытался всех обвинить, Сакаевице Ихтин, Юх Шлизамхел, Хусейнице Ихтин, Юх я кому-то позвонил, я отцеца Йохша, та Ишбуй, я Хауза Дин Юх обратно повернулся к Закаеву и на нем остановился. От его имени обвиняют всех, короче, всех и вся. И вообще это вок такой, что камел вообще это несерьезный, это то, что Сурхаз дела кудер хаyon to Isanov Hossein Hachina isa deputat khilmo lekin hokon deputat bolshkhila ana osmochiton is noch qom депутат khilwat har idigo депутат khila arhajdel daj Насчет Исанова, то, что он сказал из ЧДП, председатель, вот уже диканю, так как вот эта должность председательская, она упразднена из-за чисто провокационно. Партию там с помощью манипуляций как бы выдвинуть инициатив, что председатель должен быть партии из-за упраздненной Юшин, так что плюс Хусейн, как бы Вока Волшейн, он такой в стороне пытается, что как бы пенсионная позиция летит свою, потом ассоциация решуется, что ЧДП он очень мало отношения как бы имеет. Просто для информации. А то, что Идигов там накинул, что он якобы Хусейн от себя подписал, что он его замом является, это я уже не знаю. Это у Хусейна мы спросим. Интересно. И пятая статья, зачитайте, что? Да это даже не интересно. Бог даст, Ибраим, то Бог даст Конституцию и Руман Бхити Шуршьяц Богку. Да, я и хочу это зачитать. Опять же, он сам себя рубит сук. Даю я у нас. Уже есть, а я что формулировал. Микрофон. Государство, все его органы, должностные лица связаны правом и конституционным строем. В Чеченской Республике обеспечивается верховенство Конституции и законов над всеми иными нормативными актами. Законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции,
не имеют юридической силы. То есть вот этот момент подчеркивает, у низам штилается, у подлог Второй, шестой пункт изыматия, шайгар саумш добавляет, да, это не имеет никакой юридической силы. Мелчо, хантятильняш, это что идигах. Я сам себя председателем назначил. Я собрал несуществующих депутатов, которые давно мандаты сложили, заплатил им по 2000 за должности. Мы 21 человек провели собрание. Абсолютно вот это действие не соответствует юридическим нормам, так как записано в нашей Конституции. Так, дальше. Нормативные акты, не опубликованные официально для всеобщего сведения, не обязывают граждан и не применяются судом. Нормы Конституции имеют прямое действие. Законодательная, исполнительная и судебная власти, это вот сейчас он дальше читает, в Чеченской Республике разделены и в рамках своих полномочий действуют самостоятельно, взаимодействуя между собой и уравновешивая друг друга. То есть они как бы взаимодействуют, но работают по отдельности. Но при всем при этом, Бадыгдич, в этой статье это не упоминается, но в другой статье упоминается, что если человек одновременно работает, является чиновником в одном из этих ветвей власти, например, законодательной, да, там как депутат парламента, он не может одновременно работать в исполнительной или судебной системе. То есть это запрещено Конституцией. Но Идигов после Первой русско-чеченской войны, после выборов, когда его выбрали депутатом, он был министром иностранных дел. За сколько, полгода, либо год, я сейчас Что же точно не касается знаю, доводов разума, то и где ни раз туда, в этот кабинет даже не зашел, по словам очевидцев. И вся наша работа с международными организациями, с другими государствами, с их правительствами была забуксована там. И вот это его в двух ветвях власти одновременно его работа, она полностью противоречит нашей Конституции. И цана хахца дутсу. Конституция дюгалюш, да, противоречит. Значит, они не являются таковыми. Дальше. Нормативные акты не опубликованы официально для общего сведения, не опубликованы, не обязывают граждан и не применяют судом, то есть и не имеют юридической силы. Да, то есть нормы Конституции имеют прямое действие. И удухая он, что я зачитал, что это означает. Повторил? Ицахитер. Это классно. Ну смотри, значит, здесь что говорится, Аллах? Что если какие-то изменения происходят в Чеченской Республике, да, в нашей Чеченской Республике, в наших официальных, официальных прессах, газетах и специальных наших государственных сайтах, да, вот написано нормативные акты, то есть это закон, указ, кедер, да, не опубликованные официально, значит, официально на наших сайтах именно от президента или от парламента, если не опубликованы для общего сведения, если они не опубликованы, они не обязывают граждан и не применяют судом. То есть я что хочу сказать, что давай царь иште постоление yok, а дохку санаха шабавел дяхтан документ
That's L. That's hello. Vai mostra. Президент уча давали. Да. Ну, асо халсан эфире, асо хартер делир. Походу, слегка Эмиратчику Игилов. Слегка просто Закаев и инициатив перехватить цейтар, а мы Закаев как бы док отныне Эмирата Уяшадакаека, ну, мы его отодвигаем и берем флаг в свои руки. Отныне мы будем лицом Чеченской республики Ичкерия, то есть ее представлять. И тега цундухал волдела и дигав цажим Эмиратчи кушт слегка, да? Это Амуду Ибраиму. И он подтверждает, не опубликованные, если эти, получается, документы, они не имеют никакой юридической силы. Ну, он даже может их опубликовать, Леху, он может опубликовать даже что-то, там Закаев у себя может на Чечен Пресс опубликовать, что он отныне является главой там Чеченской республики Ичкерия, что они низам приняли в 2014 году у себя на сайте там. Они, конечно, могут какие-то вещи принимать, или Идигов может тоже что-то напечатать у себя в президиум ЦК КПСС на сайте Ичкерия Хуярчон. Короче, определенный срок они должны печататься. Ибраим, они в определенный срок, там, в течение там, месяца, 10 дней идут должны опубликоваться, подписать должен их президент с Диндайца. Это все тогда получается Филькин грамота. Не, ну ты, если они подлог тогда совершают вместе с вице-президентом на этот период, они могут там и даже опубликовать в какой-то газетке, которая никому не интересна, потому что война еще идет, люди там вообще на это внимание не обращают, им главное, чтобы там вот это все дело закончилось. А сам вообще, например, какой-то трюк тоже не исключен. Если у них есть по 2000 дать всем задолженности, то в какой-то газете это напечатать тиражом у них тоже нет проблем. Печататься должны законы в определенных газетах, должны быть указаны, какая газета, то ли Грозненский рабочий, то ли еще какая-то государственная газета. И мне должно печататься, а не так на сайте. Официальные газеты должны быть, да. Ну, официальная газета, я тебе повторяю, вице-президент Зелимхан Эндербиев имеет полномочия и имеет задолженность, или там остаток, который ему прислали там от Аллаха. Он имеет определенное условное количество определенных условных единиц, за которые может напечатать это. Вообще баасан, если это уж надо. В определенный срок печатать дадие, что и бран, там, или месяц, там, или 2 недели, там, должны, когда закон подписан, он должен печататься в определенный срок. Я тебе поэтому повторяю, не исключено, что они напечатали это в условный срок, как и подобает. Они могли взять, вычеркнуть первую основополагающую статью и написать туда отныне у нас халифат и халиф наш Дерби, напечатать это на газете. И ты бы это вообще не читал бы и профукал, потому что у тебя война еще не закончилась. Будет он информационный доступ, пресса, какой донести во время войны напечатать, принять, оно получается, потом выкидывается все. Новый президент, новое правительство должны выкинуть это все, которое принималось во время войны.
Идуич Мадуева, у нас еще оккупант на нашей территории, который последний сапог которого вышел 31 декабря 96-го. Эти уже в октябре, в ноябре там самодеятельничают. У нас, ну, Юлю, повторять твои речи, там нету ни депутатов, чтобы это делать, ничего там нету, понимаешь? Но при всем при этом ты можешь это с ловкостью отдать какие-то задолженности, сделать какую-то вот эту видимость и даже напечатать ты можешь в какой-то там газетке на территории Ингушетии, например. Даже в официальной газете какой-то. Тоже да лучше моду Это на территории страны, в которой ты живешь, должно печататься, а не так, как где-то подвез и в Прибалтике напечатал. Такое не бывает. Инок преступление, жопта Лирксон. Забыли, что я же иду туда дальше. Где? Я говорю, за это время, ты не торопись, за это время. Это имеется в виду 6 ноября 2007 года. Знаете? Доктор Цхана Адахам, документация, указ, дация, эла, дация. Алло, там, им дүйч халдына, Сатулаев, президент Волшайна, дүйчуш, диалог, ишдерцерс, знаете? Из диалога душанюпы. Сюк йом я там они это шай дайся, конечно, они опубликовали, Закай они опубликовали это в американской там BBC, здесь в Свободе, Аска, тем более это раскрутили, как будто бы Док это сделал. Док диндацис, понимаешь? Диндацис. Вообще диндацис. А раз один доча, это есть, смотри, Лудова. Вот здесь вот я зачитывал тебе, муслиму. Здесь сказано, вот, конституционный закон последний, да? Я зачитываю статью. Государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики неделимы, незыблемы и не могут быть предметом обсуждения и переговоров с другими государствами, включая и Россию. Совершение или попытка совершить любыми должностными лицами и даритача дича элду, это является за преступлением против, тягчайшее преступление против народа Чеченской Республики и несут ответственность по законам Чеченской Республики. Вот как раз я говорю, что Бог ойот шаха, я парламент хилмовор милор исхам, знаете, вычурхуй, сохран с парламент сюх я угар, это, заксей охара. На государственном сайте, на нашем официальном сайте, Закаев публикует в подаче этих, публикует вот это постановление, и это является тягчайшим преступлением при действующем президенте Кабинета министров. Хотите, что... Это, если у меня исчез... Freedom, вы? Государственный кэллоу. Государственный. В смысле. Да, значит, получается так, что нигде в наших, там, Америке, Южной Африке, Австралии, да? Но если это на нашем официальном сайте, они не могут, если они даже не опубликованы, да, они не имеют юридической силы. Все. А цхана док зязидат, хорошо, док давал watcha, суца аязд доча, шаш хакмыш ду, шаш эдл да'лят, хорошо парламенту, хорошо премьер-министру Ахлин Ашку. Из хайра. Вот и спрашиваю. Понимаешь? То есть, что они совершили? Они фактически совершили попытку государственного переворота, захвата власти. И они до сих пор ходят с этим, сейчас Эдл забыл, что я шмуш. Видишь, они тогда выступили и сказали,
что этот религиозный, что он такой сякой, он не лил, он цаавар, он против, перед всем миром, он не надо делать, он фанатик, туда-сюда. И богат, а между вот, скажите. А хатсун ца ворара исану, хусен, хинцун гюна, бол нахбуй, вот чеда пэр, сун свар аллач. Скажите? Понял ты меня? Да, Вы не отвечаете. Сразу Ген дали, я ж опровергну. بطلع ابراهيم تقيش نيخشوين Исанов оценил, когда Закаев перехватил инициативу. Вообще-то изначально эту инициативу предложили Идигову, чтобы он опровергнул, что Докка, провозгласивший Имарат Кавказ, который сказал, что упраздняет Чеченскую республику Ичкерия и объявляет Имарат Кавказ, и упраздняет должность президента, и отныне он эмир Имарата Кавказ. И хум опровергнут, да, хайк инициатив, хатлэти, полностью, короче. И хум дакаик ди, и цакаик, да, как бы государственный фундамент человек даюл шует. Тунаха исламистчи и пала дадул шу элла. Идигову, когда обратились, Идигов, короче, я не хочу грубо там выговариваться, ну, как бы не захотел рисковать из-за вот этих вот исламистов там и так далее. Закаев на это подписался, Закаев как бы перехватил эту инициативу. Непонятно почему, когда сам он в итоге это же самое и возглавил, это же исламское государство. Ну тогда, на тот период, он перехватил эту инициативу, и Хусейн тоже был один из тех, кто как депутат, и другие депутаты еще поддержали его. Но ни меня, ни сегодня ныне существующих ЧДП каких-то наших соратников в этом вообще акте, там, в этой их деятельности никакого участия не принимали. Вот я лично, я сейчас точно не помню, с 16 или 17 представителем был здесь, в Европе, Закаева по просьбе там Хусейна Исханова, и до, по-моему, 19 или 20 и гум, да, я сохрила. Сухайна, я вот эти вот все политические моменты какие-то не в курсе был, но как бы активно я им помогал и хотел доверяя и надеясь, короче, на их как бы профессионализм и так далее. Büyük лук Закаев думаю, что кстати, я способствовал до того момента, пока я не понял, что они там за кулисье просто так аккуратно продолжают вот эту идеологию джамаатов, которые я уже давно выплюнул. Сами лица, уже я им всю эту идеологию могу прекрасно сам пересказать 100 раз, если надо. Хусейна юга окуй чвал каждый хуй что Хусейн та бусул бинан духалват, та шаркан духалват, исханов, та хуярсайс. Законно бусул сага ушаддек до просто ЧДП, он как бы такой приветствовать я Шага из один там из депутатов, который боролся против этого всего. И там ЧДПшники его отлично, благоприятно вот так вот рассматривают. И что думают, там, в данный момент Хусейн считал. Это председательство Эл Штаум Дерсига. И председательство это как бы извиняется с помощью манипуляций, чтобы там влиять на партию, проводить давление на людей, значит, по-хитрому им пробросер, это по ходу как бы упразднительную систему. А Хусейн там, что он как бы помочь может
и так далее, еще бусов стага у России, цанны, абсолютно цанги, шарк малиал деца бах, я бусов де малиал деца бах, я антитеррорист варте, цанцы варте, швец, аккуратно, как бы пенсионного возраста, ох, сага вот цанды, кумеца бог, шаши, беззаконно чапаялся гукус, короче. Всегда лучше со своей стороны. И сегодня, и что гуманат, как бы на апостол. И что им Аллах. А так, то и видишь, видишь, что Хусейн себя кем-то назначил, и солнце, что это у него можно там спросить. И ты кое-что гум, что ЧДПшники участвовали в назначении Закаева абсолютно полностью тухтающим. В то время ЧДП не было же. Ну, он имеет в виду ЧДПшники, да, кто там ЧДП. ЧДПшники вообще в этом не участвовал никто. Единственное, я один там хотел, кто из нас помочь этому делу. И нормально. Я думаю, очень даже неплохо я как бы вот эту информационную работу провел в свое время. Там все какие-то мероприятия, раздувания вот этого Закаевского из кабинета министров. И, короче, в итоге они сами в это поверили, и конкретно вот это закулисье активизировалось там, и рельсы исламского государства полностью отчутывали дальше. В чем я сожалею, что содействовал этому. Осы алға чоря. Муса Машвол, сегодня выстрел. Да, Маша, я скажу свое мнение, там кое-что я тоже знаю, да? Вообще сейчас судачить о том, что кто легитимен, нелегитимен, а бесполезно Мухлицун, потому что он сам непосредственный участник реального государственного переворота, который произвели они с Жахаром в 1993 году. Когда Жахар распустил парламент, вот, потом распустил Конституционный суд, вот, этим самым он превратился из законно избранного президента в оголтелого, значит, простые слова вышибает, догдет. В общем, самозахватчика, одним словом. Государственный переворот они совершили в 1993 году. Все вы знаете, что... Узурпатор, Узурпатор, да, узурпатор, простые слова вышибает. Вот. С тех пор Жахар, все они узурпаторы. А Идигов, да, Жахар распустил, значит, парламент, Конституционный суд и назначил своим указом альтернативный парламент. Это вообще в мировой практике не слыхано. Президент не может назначать парламент. Парламент избирается народом. Вот, назначил парламент, и во главе этого парламента поставил своего родственника, вот этого Идигова. То есть с тех пор они все абсолютно... Хусейн Исханон, Гумал, Юхяци, они все вне закона, вообще-то говоря. Вот, идут, потому что три ветви власти для чего существуют? Для чего там Руссо, там другие там изобрели вот этот метод разделения властей, чтобы не было тирании одного человека или группы лиц. Эти три ветви власти, они должны быть равноценны, взаимоуравновешивающие, взаимоконтролирующие. Если президент распускает парламент, он сам должен уйти в отставку. Вот. Он не соблюл элементарные требуемые нормы, значит, теории государства и права, вот, распустил все это и назначил карманный парламент.
вот во главе с карманным этим председателем парламента Идиговым. То есть легитимно, батюш, вообще из старой гвардии никто не легитимен. Хусейн в сравнении с ними ангел небесный. Вот, Из-за неизбах, то, что это незаконно, это все все правильно. незаконно. Однако вот этот разогнанный парламент, ты просто упускаешь тоже момент. То, что там какой-то они новый создавали, из даже да, я знаю, что они сложили мандаты, и 10 депутатов ушли в команду Дудаева с Идиговым во главе. Но то, что они потом создали какой-то парламент, единственное, и бывший мандат уже разложить был, и депутат уж собрать и подлоги на царь в 96 году, и за факту по 2000 задолжен слушать. А вот то, что... А вот, Муса, то, что распустили первый парламент, это форс-мажорная ситуация, потому что эти люди работали на русню, включая конституционного судью, который антигосударственной деятельностью занимается, ездили в Россию и зазывали русских для наведения конституционного порядка у нас. То есть я, конечно, не собираюсь оправдывать вот эти идиговские, там, даже дудаевские, а какой-то антигосударственный умниш. Но то, что вот этих вот подрусских, которые хотели как бы наше государство в пользу русни там упразднить, ну, его под русню опять затащить, но этому тоже нету все-таки оправдания никоим образом. Возможно, все это, я с этим согласен. Но если распустил по закону, значит, он должен был уйти в отставку тоже вместе с парламентом, вот, назначить новые выборы там и так далее. Это не соблюли они. Если мы будем следовать там от фарватере этого крючкотворства, да, вот, Цундейле, еще был фактически нелегитимный, все абсолютно. Хусейн Исханун они абсолютно. И шел то, что я, правда, недавно стал вас слушать, этот спор у вас был по поводу Басаева, он премьер-министр. Басаев премьер-министра не был. Он был этим вице-премьером, да. Но в его ведомстве было все хозяйство. То есть фактически он был премьер-министром, как и Мамадаев. Вот, при Дудаеве Мамадаев тоже был вот, на этой же должности. И фактически он первый начал разграб экономики республики. Вот этот же разграб начал и Шамиль, да, республики, Демир Яхтер, вторым заходом Басаевс. Вот, хотя я его считаю, между нами говоря, героем, потому что он все-таки как и Дудаев, кстати говоря. Ищи я считаю героем все-таки, несмотря на все ошибки. Что я запомнил? Закаев 500 миллионов около СНЛ. Ну, такой жуткий абсурд, в который даже хоть юртовские куры не поверят в этот абсурд. Кто дал бы не 500 миллионов, а $500 даже, кто дал бы этому Мильвери, последнему президенту, последнему из Магиган? Можно было бы и поглупее придумать, правда. Это я тоже спрошу у близких людей к Закаеву. Если это от него исходило, это вообще ужас увидеть. Исходило. Такое исходило, да? Да. Вообще это не в сказке сказать, не пером описать. И теперь насчет легитимности. Вот не следуйте вот букве. Иногда нельзя следовать букве закона, надо духу закона следовать. Легитимным был бы, например, любой, вот там, не только из депутатов, вот там, допустим, кто-то из вас
который никакого отношения не имел там, к власти там, и так далее, был бы легитимный, если бы он занялся делом, в котором нуждается наша диаспора, наш народ. А в чем нуждается наш народ? Прежде всего, вот эти все правительства, Идиговское, Закаевское, там 5-6 у нас правительств, по-моему, или даже 7 даже, по-моему. Вот все эти правительства, если бы были озадачены проблемами, болями народа, они бы занимались прежде всего одной проблемой – помощью беженцам. 300 тысяч населения вот, разбросаны по белому свету. 300 тысяч. На земном шаре очень много государств, которые не составляют населения. Нет такого государства, 300 тысяч. Вот. Целое государство за рубежом разбросано. Вот, и я вот тут как на старость лет вместо отдыха строчу каждый день по 2-3 документа. Уже Офри, Мофри, Тига. Даю там эти свои обязательства, там свидетельства даю, что я знаю, мне плевать на это. Я знаю, я прошу вас из ваш Бог. Вот один я, например, занимаюсь, а не должен один человек заниматься, если есть правительство. Правительство должно было этим заниматься. Притчара, вирсан, геноцид, миноцид Бож, геноцид чеченцев никогда не признает Запад. Никогда. Извините за натурализм. Я вам повторяю, евреи, которые в руках держат весь земной шар, вот, СМИ, армия, деньги, евреи даже не смогли добиться того, чтобы ООН признала геноцид еврейского народа. Хотя геноцид был натурально. Их 6 миллионов сожгли в печах. Только за то, что они евреи. Евреи не смогли. Вот только в конце 80-х годов, наконец, они смогли пробить буквально ООН признание еврейского геноцида. А ой, ночи, куда мы прем? Полторы калеки, все абсолютно все мы бомжи, несчастные бомжи. Ты сколько человек знаешь, которые чеченский геноцид продвигают здесь, пытаются? Масса сегодня, кто хочет на повестку дня выдвинуть вот этот вопрос. Закаевский бригада, Бог правительству Бождаш. Они прежде всего говорят геноцид, потому что это легко говорить. Они говорят, они хотят на говорильне проехать, понимаешь? На готовые хотят приехать. Я был и возле Закаева, чтобы там... Нет, Сейтами Ибрагимов написал фундаментальный... Я только Сейтами Ибрагимов, единственный, кто там ошивается. Ну вот Закаевские бригаде, они написали. А Закаевская бригада только говорит о легитимности, как и Идиговская. Нет, ну о легитимности они все говорят. Вот, иду. То есть они главного не выполняют, главные задачи. Помощь. Нет, ты просто вот говоришь, просто важный момент. Ты говоришь, что мы там зря дергаемся о геноциде. Вот наоборот, человек метавали геноцид. Жуктиши признать, что камахэггата, а вы сайтами вот, вообще геноцид, на повестку дня. Наоборот, как бы актуальна тема. Нет, я не говорю, что не надо говорить. Я не об этом говорю. Я говорю, что это нереально. Политика есть искусство реального. Вот, реально, да, никто не признает наш геноцид. Тем более мы... Ну, тут ты прав, не признает, конечно, потому что никто этим не интересуется из чеченцев. Нет, кроме Сейтамина, ни одного чеченца. Ну, Сейтамин является членом команды Закаева. Я поэтому говорю, что это
закаевская команда. А я им всем 15 лет говорю, слушай, дослушай до конца. Я сейчас это самое, не буду больше говорить. Это самое, то есть они говорят, они другие все, геноцид, Мастарабах, и Мабаха Цабохас, это надо говорить, но это между делом надо говорить. Еще надо людям помогать, беженцам, 300 тысяч чеченцам, тысячи чеченцев без крыши над головой, без всякого документа, влачат жалкое существование. Нохчи. Вот где внимание правительства должно быть. А до сейчас легитимный. Легитимный. Даже в истории есть прецеденты, когда, вот, допустим, Прибалтийские республики во время оккупации, там все боялись, там бывшие там, парламентеры, там прочее, представлять государство, правительство в изгнании, а какой-то депутат, не депутат, этот, дипломат. А дипломат, мы знаем, это не выборное лицо, а назначаемое указом. Вот. Какой-то, я уже забыл его имя, дипломат взял на себя функции правительства, и он действительно был легитимный, потому что он занимался делом. Легитимный, нелегитимный. Легитимный Бог. Это проще говоря, это человек, который выполняет чаяние народа, отвечает чаяниям народа, служит народу. Вот что такое легитимность. И народ его признает. Поэтому вот, по этому прецедентному праву, вот любой, вот ты, например, Ибраим, или другой кто-то, мог объявить себя правительством в изгнании. И ты был бы легитимный, если бы ты занимался делом. Помогал бы 300 тысячам страждущих чеченцев. Таким образом мы можем решить вопрос нашей деоккупации, что ли? Нет, мы не можем. Мы в ходе, это процесс, это борьба, надо это решать. Но прежде всего надо... Я с тобой не соглашусь. Во-первых, легитимный был, что гума. На сегодняшний день никакой легитимности у нас нет. И кто, группа лиц, являющаяся народом, может как бы взять борозды в свои руки и заниматься делом. То есть, потому что народ – это и есть власть по нашей конституции. Вот. Это легитимный. Да, ну вот... Они же никто не занимается народным делом. Я поэтому говорю. Да, но когда в государстве, как бы закрепившемся, установленном, и там какие-то легитимные органы, вот ты во Франции, если попробуешь пойти сказать, я теперь министр отныне, потому что я помогаю ты сейчас людям. Говоришь абсурдные вещи, я же не об этом говорю. Да, я просто зритель, я не говорю, что ты об этом говоришь, просто зритель может это неправильно понять потом. Я поэтому объясняю зрителю, что не надо фетишизировать юридические категории. Легитимность это... Да, простой обыватель, он сейчас подумает, что ему надо стать царь горы и все, плюнуть на все. Ишь Бог, да, что не Муса, потому что во Франции, если Муса вдруг вздумает стать министром, потому что он людям благотворительность проявляет, то его закинут в тюрьму куда-то. Господи, что за вы сейчас... Спор ради спора сейчас. Или Ибраима, которого в Австрии, 4 лет, министр, мы сейчас говорим об экстремальной ситуации, не о устоявшемся государстве, как Франция, а экстремальной ситуации, когда ведется война, когда Чечня в оккупации. Вот аналогичной ситуации прибалтийцы поступили так, Бохас. Я поэтому разжевываю вам, что легитимный был бы Закаев, был бы, или Идигов, любой из них был бы легитимный, если бы они занимались с первого начала, с первых шагов чаяниями народа, организовали бы юридически там, ханяди, меняди. Многие из них имеют деньги, я знаю, я точно знаю, что у них есть копейка. Ну, и вот кинулись бы там, консультативный там орган создали бы, людям писали бы, там эти интервью писали бы, ходатайства писали бы. Вот тогда были бы они легитимны.
геноцид, геноцид больше. Я не говорю, что нельзя, не надо говорить о геноциде. Надо, всем нам надо. Но не это сейчас на повестке дня. Машо, Муса. На повестке дня это не это сегодня. На повестке дня горе народа. Горе народа. Женщины пишут, многодетные женщины, ночуют в палатках, по 2-3, двое-трое детей, кегат даст, слушай, Муса, вот Муса. этим надо заниматься. Например, дети, они голодают, например, вот в Африке колодцы, в Судане тоже дети опухшими животами голодают. Без видишь, какой бы национальности они не были. Но дело в том, что это не остановится. Вот если мы поэтапно не будем как бы к нашим проблемам подходить, например, ты попробуй сейчас, выйди, помочь какой-то семье, 1-2 семьям ты поможешь, завтра ты сам Ой, и Бог жук, что я вам это говорю. Я вам это говорю. В нашей ситуации благотворительностью собственной какой-то из кармана приватных людей у нас не получится. Для этого в Европе существуют уже мощные организации. Каритас, Красный Крест, Сагунядин, Инто, Минто. Разные, диакония, Да, я договорю, вы перебиваете. У них есть большие, огромные бюджеты. Хорошо, не надо деньги давать, деньги. Писать эти интервью вы могли бы? Я в день там 3-4 интервью минимум пишу. А за эти 20 лет я, наверное, 20 тысяч уже написал. А вот если бы они все организовались, не решается таким образом проблема, потому что этот поток, он не остановится. Потому что поток не остановится, потому что мы не можем достучаться до мира, да, что у нас там происходит, что нас там мочат, преследуют и так далее. А мир нас не слушает, потому что мы никто этим не занимаемся. Мир видит только будулаков в лице чеченцев. И вот это все связано, нам нужно от будулачества отказаться, нам нужно заняться тем, чтобы мы в международные институты все входили, чеченцы, в галстуках, не бородатые, не чумазые, нормально, чтобы мы все как бы свой чеченский национальный интерес двигали вперед на повестку дня. Это в том числе, прежде всего, надо людям помогать. Я об этом говорю. Прежде всего, людям надо помогать. И если бы кто-то из них помогал бы людям, не обязательно деньги давать. Вот ты говоришь Каритас, Маритас. Вот с этими Каритас иметь там, состыковаться, и просить у них помощь, информационную помощь и так далее. Делом заниматься надо, а не кукарекать о том, что нас выслали когда-то, геноцид из-за того. Это в том числе. Бороды сбривать в том числе, галстуки носить это в том числе. Я тебе просто ты, наверное, информированный со своего ракурса, информированный. Например, вот в Австрии мы занимались здесь годами какими-то демонстрациями, митингами, где призывали постоянно обратить внимание на происходящее в Чеченской Республике, что нас сажают на бутылку. Вот на бутылку пацана посадят, мы выходим и устраиваем демонстрацию и доносим это до министерств, до ведомств, там, до посольств и так далее, вот, которые здесь находятся. Тем самым и передаем туда резолюции, то есть о происходящем в Чеченской Республике. Вот этим делом занимаясь, мы показываем, какая у нас там ситуация, и что наши люди все еще нуждаются в Европе, в беженстве, в поддержке, в помощи. Но дело в том, что пока мы этим занимаемся, у нас оказывается параллельно ИГИЛ, пользуясь нашими вот этими, нами как дебилами, да, используя нас, пока мы там их подряд всех пытаемся спасти и за них заступиться, они, оказывается, туда на нашей шее хотят прогнать свой халифат, побивая нас сзади еще плеткой, да, с ихой. Это другая история совсем. Это не другая. Это я лично на своем опыте четко хагин маду и даже вот закаиваем и движение цуюка и
потом хоху залилин дол, общественный мелдол, улкрив. Оно так не работает, как ты говоришь. Поэтому тут приходится вести и просветительскую работу, а не кукарекать, потому что кукарекание, оно никому не помогло. Да, а митинг, подпись, подтверждение, связи, это получается наоборот, кукарекание. Потому что ты пока ходишь там, как лошадка бегаешь, даже в твою семью пытаются к твоим близким всем закидушку сделать и идеализировать, то есть радикализировать и на тебя вот это, посадить вот это дело. Поэтому тут закрыть глаза на, короче, действительно серьезные проблемы и заниматься, гумадать, ну не такие подряд, оно не прокатывает. Я шуном цагинай прокатывает. Ну, я не знаю, не пойму твою логику. Просветительской работой занимаются Не знаю, может другой кто-то выскажется. Закаев занимается великолепно. Просветительской работой занимается Закаев. Великолепно занимается. И Дигов занимается, не меньше, тоже просветительской. Это все нужно, но по возможности, прежде всего, конкретную помощь надо пытаться оказывать. Всем, конечно, не окажешь. Там идет поток из ВШБА. Да, вот в этом потоке надо бороться настолько, насколько ты можешь. Вот. А там эти разговоры, там, вы ЧДП, вы недавно только организовались, не в ваших силах там очень уж там разойтись в помощи там конкретной. Хотя вот я все время наблюдал Исханова, постоянно там на митингах, там с плакатами стоял, пытался воспрепятствовать там депортации там чеченцев из Европы. Вот вы были легитимным государством, кстати говоря. Вот Шуберг легитимное государство. Больше никто, кроме вас. Я об этом говорю. Людям надо помогать, с этого надо начинать, а потом уже параллельно просвещение, галстуки, там, цивильный вид там, и так далее, и так далее. Такой вопрос, Муса, такой вопрос. Какой просветительской деятельностью занимается Закаев и Дигов? Я не понял этот момент. Ой, Закаев, охудить. Не надо, вот я вам еще один совет даю. Если вы кого-то не любите, не надо тотально отрицать все. Вот я иногда там послушаю ролик, когда он Баркова совершил, там, политику вошел, говорит там дело и по делу. Я его ставлю на свою страницу в Фейсбуке всегда. Потому что он дело говорит. Не надо все смывать, ну и так, черной краской. Вот. Закаев шикарно ведет просветительскую работу. Наишикарнейшим образом. Ну как какую? Какую? Просветительскую. Говорит о горе народа, об оккупации, о российских зверствах. Говорит параллельно продвигает будулачество. Хазан, зачем опять? Правильно ты говоришь, параллельно будулачество. Но он просветительскую работу, и он даже, Бахас, в том числе, даже человек, который продвигает будулачество, даже он просветительской работой занимается. Просветительской работой занимаются все чеченцы, которые там пишут или говорят там, и так далее. Поэтому не надо на этом зацикливаться. Надо зацикливаться, подумать о том, как помочь конкретно. Вот как Исханов выходил и выходит, по-моему, до сих пор на митинги, там, пытается помочь. Идигов какой деятельностью занимается? Идигов тоже занимается просветительской деятельностью. Он тоже рассказывает, как... Это тот, который Конституцию изменил? Участвовал в изменении Конституции? Ну зачем ты сейчас придираешься не по делу? Я же раньше тебя их критиковал за то, что они подменяли Конституцию, за то, что они государственный переворот не набор. Валуш Маусо. Но тем не менее, когда он дело говорит, вот эту часть надо признать. Я об этом говорю. То есть просветительской работой все занимаются. Из-за него мы потеряли государство, получается. Ну, это другой вопрос уже. Другой это вопрос. Не другой вопрос. Как другой вопрос? Сам добежал, сидит там в Европе, и
Я говорю о том, что просветительской работой занимаются все, даже враги наши. Не зацикливайтесь на этом, Бахас. Я в этой Он связи занимается, упомянул. а плоды есть у этой просветительской работы, которой они занимаются? Увы, нет, увы, нет. Увы, нет. И не Ну, будет, значит, пока мы такие. Ну, значит, они бездарно этим занимаются. Нет, ну зачем так бездарно? Закаев, например, очень дарно занимается. Муца, ты же понимаешь, что ты сейчас на общественной публике, тебя и в Ютубе, и в ТикТоке сейчас слышат люди, и как бы опыт. Я бы на твоем месте говорил бы вещи, от которого потом люди бы пользу брали. Ты вот сейчас, мы сейчас до твоего прихода здесь весь день просвещаем общественность, из-за чего все наши беды произошли, из-за чего вот эта исламизация, из-за чего кто поспособствовал, чтобы русские второй раз вторглись, почему мы сейчас занимаемся вот этим Правильно вы делаете. Правильно делаете. Ну, ты сейчас, где что, Павел, ты просто недавно только зашел, он полностью противоречит, как бы полностью В чем противоречие? А что здесь? В чем противоречие? Я вам говорю, что эти правительства, если бы они были Муса, ты прав, то, что они должны были бы заниматься народным горем. Я об этом говорю. А шлющик не истук, правильно вы говорите. Я о правительствах говорю, о наших этих правительствах, в кавычках. Можно я дам справку нашего Муса? Басаев Шамиль, насколько я помню, он был в какой-то момент недолгий исполняющий обязанности премьера. Так, второе. После разгона парламента они добровольно сдали мандаты, и там сколько-то человек осталось, небольшое количество, из них создал Дудаев совещательный орган. Не создал новый парламент, а совещательный орган, просто орган. И Ахудис, Идигов до сих пор везде говорит, председатель парламента Идигов. Был парламент. Зачем ты говоришь? Нет, его разогнали и создали совещательный орган. Дудаев сам создал. Он может говорить, что он фараон. Но это же засвидетельственные факты. Мы можем документы на иностранных. Иностранные журналисты там и какие-то эксперты, они преподносят такие факты. У нас был парламент. После того, как распустили законно избранный парламент, у нас создался уже фиктивный, фальшивый парламент во главе с Идиговым. Его не могли создать, его надо было избирать. Муса, это не парламент, это какая-то совет, группа, которая... Совещательный орган, он так и называется, совещательный орган. И он как-то существовал. И вот этот совещательный орган каким-то образом в 96-97 годах какие-то делал поправки. Я не знаю, как это произошло, что это, но это факты. И вдруг сам по себе став председателем парламента, баба? По-моему, мы должны говорить... получается по фактам, я не знаю, логическая цепочка так идет. Да, изба, с логическим. Просто Идигов резко сам по себе, они подменили, подлог сделали в Конституцию, убрав 2 пункта и введя вот этот новый пункт. И также сам по себе... Да. Подлог они ввели, вы правы, они ввели подлог. Но парламент был, и Идигов был председатель парламента. Ваш любимый Франческо Бенедетти, он на своих сайтах, своих каких-то там мемуарах об этом пишет четко. Никакого парламента Муса не было. Конечно, не было. Я тоже знаю, что не было, потому что все это было незаконно. Но при Дудаеве, при живом Дудаеве, эта группа депутатов, она фигурировала везде. Ну, это нормально, это нормально. Как парламент, слушай, не перебивай, как парламент. А Идигов был как председатель парламента. Ну, тебе же говорят, совещательный орган это был. Это потом уже Идигов себя назначил. Это был парламент. Он так и назывался. При Дудаеве живом назывался парламент.
И до сих пор А как ИГИЛу он говорит, может что он... быть парламентом, если это люди сложили мандаты свои, отошли от Ты этого? прав, это не парламент. Ас Бог, что это не парламент. Но тем не менее они выдавали себя за парламент. Как Дудаев выдавал себя за президента после вот этого Ну государственного и переворота. Дудаевец ввел, и что как бы Оушан, неприязнь, мы не об этом сейчас. И мы вообще не о теме Дудаева, потому что вся наша чеченская сегодня проблема, вот у тебя с Дудаевым свои разборки, а у нас, у чеченцев, у всех проблема в том, что в связи с подлогом Яндербиева и Идигова в 96 году, в связи с тем, что они ввели в подлог в Конституцию, Правильно. незаконно, у нас начали вводить шариатские суды, битье палками, расстрел людей, похищение, короче, вот это, которое дозволялось. Правильно. Я обо всем этом И сегодня, 24 года пишу. Вы да, только и сейчас сегодня начали мы... говорить. Я 25 Сегодня... лет об этом говорю, господа. Киет, но мы выросли сейчас на этом всем. Да. Ты просто халхилла, тхун, на собственном опыте. Хагинду, и вот сегодня мы говорим об этом. И вот это вот дело, то, что сегодняшняя проблема, это заключается в подлоге. И сейчас актуально мы слушаем, этот человек сидит и врет молодежи, которой, ты говоришь, занимается просветительской деятельностью, врет молодежи, которую подсаживает на грабли вот этих исламских государств. То есть он им говорит, типа, вы исламские государства, хилари, заложите фундамент, ишаддек мистер, ишаддек ишталдиешлу, ой, гунядинек, бусулду, а мы, которые против этого здесь говорим, короче, типа кафир шбубош. Штата олца, мадер нушун шайн дагах, махай шмуш бубош. И он не штуич и дигов, милхч эвлай маздадиш, тахушел. Стага мы, оказывается, оказались теперь кефирами для идигова. Наоборот, хажал кегина, исламские государства, худинен шахуль шахчун. Ох, цухена, просто и политически борьба яша, яндербиеви, твацанна долж. Нам подкинули вот эту идею, что популизм как бы свой распиарить на фоне вот этих выборов, выборочной кампании яша. Мы взяли эту тему шариата, взяли на нее педалировать начали это распространять везде. И в итоге за нас проголосовало менее 10% за шариатчиков, за нас. А весь народ проголосовал за демократа Масрадова, на втором месте за демократа на тот период в любом случае Басаева. Вот так вот мы облажались. Потом мы из-за нашего этого подлога мы вот эту вот поддельную конституцию дали второму созыву депутатов. Они уже начали отталкиваться от этого болота и начали вводить дальше какие-то шариатские движения. Муфти Ахмад Гунядин Абдул Хамидович Кадыров, он стал теперь чиновником после нашего подлога, потому что мы изъяли пункт религиозное объединение отделены от государства. И после этого изъятия этого пункта муфти стал чиновником, а религия стала во главе государства, то есть вошла в свою роль. И муфти нашего государства сел и начал говорить иностранным журналистам, что мы строим исламское государство, наша конституция это... Ишчат был и пал бирох, потом Икеген пал Икеген был пал баня нах иеха бенджама айч пэлен нах идуш. Потому что по идеологиям нах идомек, что многие исламские ученые позволяли воровать людей в России и их продавать у нас дома. Некоторые исламские ученые позволяли и у нас дома воровать. Поэтому у нас воровали и англичан, новозеландца, и других там всяких, масюк, чусюк, короче. В этом мы тоже как бы признаем и извиняемся. Это мы, потому что ввели вот этот исламский порядок там. Потом в 2002 году, уже опираясь на это, в кустах приняли низам, полностью уже провозгласив исламское государство. Правильно, но это никто не признает. И исламские государства,
عودة المالية كجنا هو نخشي دو شغلهم بس ما دي باش سجى واتوق يوروبيا بقى شو تعملهم بس ما دي مارك ما كا ها إبريتش ما يشت وين ما كا شيء لا ما خلي لوردو أش إما بيت يغوت كيك شكوشتوش دوغي هنا شن لينا جحسن بقول شريعة مود وحاج وات إبراهيم باش سناق وستو نيكرخو تأخذ الإنترنت شو ما سيرجي إل دوشن شرط dolçak davalı için şiyegar değil şiyegar bilet üç duşunda Afganistan'a çekdar dakiye to holaru el ta işte kamel çado khar waha Ну, khoy sahne да, ты прав. Вот идут. Свои ошибки редко кто признает. По-моему, никто не признает. Вот, خلي اشترقي. Ладно, Кент, я занял ваше время, Беркин Билыш. Ничего не занял, ДРС Хеллон. да ДРС все нормально просто зацаил момент чтобы даются кучаться нормальный обычный там Адам Киет, но вот люди, которым надо разжевывать, им тоже вот эти моменты, если неправильно мы не будем доносить, как бы, их дальше будут вокруг пальца обводить и Дигов, и Закаева, и все остальные. И насчет легитимности, гумдации, допустим, исторические прецеденты, после развала СССР, вроде бы Эстония, я не помню точно, царь и Дикхан Маяли из парламентов тех властей, да, членов той власти, там 50 лет назад, там никого не нашли, короче. И надо было как-то, эту цепочку. Каким-то случайным образом они нашли там 90-летнего старика в Америке, который был членом парламента там 30 какого-то года, да, там, то есть, они его привезли, короче, один, передал власть уже дальше, и на царь. А насчет поляков, допустим, у них не было вообще никакой легитимности, и британцы им помогли создать какое-то правительство коалиционное, собрали там каких-то известных личностей, создали какое-то правительство, и потихоньку они после освобождения они передали власть, потом провели выборы и так далее. Момент чувствую, там. Так что нам переживать особо нету, мы все умрем, а все равно мы сможем, есть механизмы, чтобы обратно восстановить суверенитет. А если что, я слышу скриншот. Муса уже вышел. Очень дальше хаус мастер, там полностью везде. Давай дальше. Дух лестницы, Есть там какой-то эхвин, там еще час-полтора, да, где-то? эхнал шоу ела, уже сахтал, по-моему, кезгранись. Как хотите, можем завтра продолжить. Да, تقيتي نشلا نشوفه إذا كان كيجو ما جابوش إذا ميويو كيجو يشتي ميويو يكجنا هي خوش تاشمو Есть вообще дисмодели, и совещательный орган, парламент ушел там законно, незаконно, прекратил деятельность, да, после того, как парламентарии сдают мандаты, все, он уже не может теперь так, судохку велер, он его мандат, его парламент, депутат, вариант яцу. Вводили официально, все, один путь, только переизбраться. Единственное, они могут присутствовать как эксперты, там, уже другой парламент какой-то действующий, выбранный, они могут пригласить его как эксперты, там, в прошлом он все знает, там, но никаких он там права голоса ничего не имеет. И каким образом вот этот совещательный орган изменил Конституцию, вообще непонятно. Вот это тоже интересно.